тем не менее показывает, что есть часть общества, молодая и в этом смысле опасная для Кремля, активная и перспективная. Короче, шахарга болдым. Чай ішіп отырам. Сейчас отправлю тоже эфир, что я начал, напишу. Туғанлар, эфир башланды. WhatsApp и TikTok. Что я говорю? YouTube и TikTok. Туплю. Пока кишеюк. Сейчас. Короче, мында бір тазик чай заварил себе. Шығарға болдым. Дуслар, туғанлар. Давно шыққаным жоқ. Поэтому как бы тема эфира. Что я назвал? Короче, когда будет поход на Москву? Деп мен эфирні қойдым. Вот. Ну, что я хочу сказать? Пока новости такие прям каждый день что-то слышу, да, но пока не в этом я не вошел во всю эту систему, поэтому, наверное, будем чисто вспоминать, о чем будем говорить там, или вы будете закидывать какие-то темы, о чем поговорить. Ну, тема эфира, когда там что-то я назвал поход на Москву, да, ведь будет тема эфира поход на Москву. Вот. Ну, что я могу сказать? В тот раз, не знаю, сейчас меня слышно, надеюсь. В тот раз, оказывается, я вот так ставил на держатель неправильный, и звука не было. Короче, эфир был у меня испорченный. Надеюсь, сейчас меня нормально слышно. В Ютубе. Короче, слева ТикТок, справа Ютуб. У кого есть Ютуб в Ютубе, у кого есть ТикТок в ТикТоке. Давайте изначально уже скажем тогда, за что мы боремся, за что мы вообще идем. Когда я говорю «мы», значит, я не один. Я с надеждой говорю это, потому что за мной, я считаю, что есть люди, да, они знают мои эти действия, да, ведь комнатушки. Вообще это хостел на 2 человек. Но пока никого нету, я один, поэтому я могу вести пока эфир. Время 11 часов вечера у меня. Вот, решил выйти на эфир, давно меня не было. Когда я жил в другом городе, мог эфир вести. Почему? Потому что я был, так сказать, в максимальном удобстве же я жил. А жизнь повернулась, через какое-то время настал такой хаос, что я не мог даже эфиры вести. Почему? Потому что даже не было возможности зарядить телефон, можно так сказать. Поэтому сейчас я вот на зарядке сижу, все нормально. Шундыхаль, дуслар. Хотел там на кровати провести, как в тот раз, но не стал иногда, потому что лучше сидеть, оказывается, удобнее на кресле. А то неудобно наверху. Сидишь как идиот наверху, блин. Вот так вот. Ну просто... Что я хочу сказать, да? Пока мы здесь вот живем, да, ведь за границей, столько мы, чего только не увидели вообще, что мы только не прошли деген кебек, да, огонь и воду деген кебек. Шунарға мен нәрсе айтырға емін, да, дуслар. Мен вот это тоже сейчас сразу в начале эфира все скажу. Сейчас в поисках, честно говоря, работы в данный момент. Пока у меня не складывается с работой, потому что местоположение поменял, город поменял, и новые знакомства туда-сюда, короче, ищем через вот так новые знакомства,
пытаемся что-то раздобыть. Но пока килипчик меньше. А так, я понял, здесь, оказывается, только можно на себя работать. И работать нужно таким образом, что ты должен быть хозяином. Или ты. Я уже поработал, а меня кинули. Ну, не доплатили там. Ну, вот такой был момент. И, ну, так сказать, неприятный. Вот с тех пор я пока сейчас опять нахожусь то там, то сям, каждый день скитаюсь, ищу работу. Вот. В чужой стране, когда у тебя ничего нету за спиной, знакомых, никого нету, ты вообще, оказывается, никто. Я это знал. Я это знал. Это, ну, так сказать, ну, совсем не думал, что я дойду до такого момента, что мне... все пришло, да? И исходя от этого, я понял, что если мы сейчас не будем долбить народ, чтобы он, так сказать, восстал против Москвы, то дальше больше мы уже будем, так сказать, уходить какие-то вглубь, вглубь нашего, ну, как бы, плана, и оно будет оставать. А без бит на меня, допустим, 40 яш. Дальше больше хазармана күш болғанда бит енді соғышқа баруға керек. А когда мы будем воевать? Когда нам будет 60 там, или 80 или 100 лет, или вообще мы доживем или нет завтра. Поэтому я считаю, что нам сейчас уже надо собираться, Дуслар. Путин, тварь, он не пытается останавливать войну. И он не пытается останавливать войну. И с одной стороны, может, это такой шанс, может, для нас, чтобы, если это не останавливается, значит, это повод огромный встать всем независимым, так сказать, будущим независимым республикам этой пидорасии и подняться, как говорится, и полностью уничтожить Москву. Вот наша задача. Если мы это не будем делать, то я не знаю дальше, что будет. Допустим, приведу пример. Говорить сложно, моменты такие людей. Когда, ну, можно сказать, месяц назад, до сих пор тяжело, ну, заканчивается почти, альхамдулилля. Допустим, у меня, так сказать, заболели ноги. Вот прикиньте, да? Вот живешь, и ты не ожидаешь, что будет завтра у тебя. И у меня заболели ноги. У меня, ну, была это уже какая-то хрень после армии. Там артрит, артроз и всякая вот эта дичь у меня была уже заработана в армии. И исходя от этого, еще к нему кое-что добавилось, и у меня как бы реально просто опухли ноги. Я охренел от всего этого. Да, есть было положение, от чего это было, и в то же время оно добавилось к тому артриту, артрозу. Оттуда оно как бы, ну, добавилось к нему. И я, ну, альхамдулилля, вроде бы отошла она сейчас, вот эта фигня, болезнь, да, так сказать. И я понимаю, что если мы в таком темпе идем, степ-бай-степ, вот это, медленными шагами, то завтра, Аллах алям, что будет с нами, неизвестно. Живы будем или нет. Поэтому я считаю, что если мы сейчас пока ходим бодрые, здоровые, альхамдулилля, мы должны сейчас это делать. Наши независимые страны сейчас нужно делать, а не потом, когда қартайып бітеміз или вообще өліп бітеміз. Мына шулай. Шунарға дуслар, бізге ничек болса да хазір уже тұрға керек. Хазір тұрға керек. Если мы будем церемониться, допустим, скажем там, вот сейчас вот мы подождем, как некоторые, я слушал там пару дней назад всяких айсинов с чеченцами, они постоянно делают этот, вдвоем выходят, потом еще кого-то там, Габасов что-то не вылазит, пару раз тоже слушал, что-то пока его нету. Ну вот сейчас поищем, послушаем вместе с вами. Ну вот, что-то свежее, пока не видел.
И исходя от этого, понимаю я одну вещь, что у них зацикленный момент, что поход на Москву, у них все сүрілі да сүрілі, артқа сүрілі. Вот назад отталкивается. Зачем? Зачем отталкивать назад, если оно сейчас у нас есть? Это проблема. И согласовав это с украинцами, мы могли бы сейчас бомбануть. Я вам и год назад говорил, когда только в эти эфиры начал заходить, да, исходя, вот вспоминая эти моменты, я вам сейчас тоже это говорю. Уже 25-й год заканчивается. Это дегена уже икил, грубо говоря, мы ведем, ну, я веду вот эту тему. А те, которые до меня еще начали, там всякие Габбасовы, Айсины, Кашаповы и так далее. Фарид Закифлар, они же уже, как они говорили, по 30 лет об этом говорят. Они тоже, значит, были примерно моего возраста, когда начинали. И это дело. Ничего не добились. Почему? Поэтому как бы в их, я думаю, действиях не было оружейного вопроса. Не было оружия. И поэтому я вас призываю, вот постоянно я вам это говорю. В любые какие-то моменты я пытаюсь всунуть это дело. Нам нужно оружие. Нам нужны те люди, которые возьмут это оружие в руки против Москвы. Разобраться с манкуртами. Разобраться вот с всякими дичами, которые пытаются нам что-то там сказать, что Запад плохой, американцы плохие и так далее. Нам разницы нету, кто плохой в данный момент. Нам нужно разобраться от того, что почему мы не независимы. Нам нужно понять, біздің мұстақиллігіміз нәрсе үшін жоқ ол. Где наша мустакаллик, вот это, который взял в свое время 1 сентября, отмечали, вот, да, Узбекистан. Узбекистан, 1 сентября. Там, когда-то там Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. У нас нету. Почему нету Башкортостанда, Татарстанда, Чечня, Дагестан? Какая вот эта независимость долбанная? Понимаете? Шунарға, дуслар, бізде отстает, знаете, вот одна полоса нашего балаболства, как я вот себя тоже, может, могу нагло говорить, как балабол я. Говорю, а толк юг. Это и есть идиотизм полного вот этого безделия. Мы делаем то, к чему не стремимся. Понимаете? Мы вот пытаемся вам донести это и так далее, да, но без не можем вот это одни, вот мы сами просто взяли там 5 человек и пойти мы не можем. Не в том смысле, что дух юг или там куркабас и так далее, да, блин, миллион армии тұрғанда мында 5 киши быть не может. Мы же не спайдермены или какие-то там геркулесы всякие. Мы же не эти, блин, сказочные герои какие-то. Обычный кишебес без, да. Как говорится, улятор кишебес, во-первых. Поэтому ничего безге нашли совместно. Другой интернет. Сейчас вот я слушал, ну, сегодня вечерние новости, ну, как обычно, дождь я слушаю, там еще что-то там, ветер, всякий, как бы, вот, сейчас я вижу, вот тоже 5 часов назад, разговор чеченца с экс-президентом Украины. Ну, понимаете, вот эти разговоры, они вот разные, да, ведь мы разговариваем, кто-то с кем-то ведет какие-то разговоры и так далее. Но вот туганлар, фарагас, этими разговорами уже каждый, вот даже в моем эфире, в их эфирах, все уже все знают.
все знают. Допустим, мы можем сказать, извиняюсь, мы можем, мы можем сказать, допустим, эфир такой, как его, кто-то там про потолок написал, как говорится, я снимаю, это не мое, потолок, не потолок. Вот, что я хотел сказать. В эфирах мы можем говорить каждый день разные темы. Вот сегодня тоже я думал, какую тему назвать. В Телеграм писал, свой Телеграм. Потом услышал какую-то тему там и назвал вот тему, что такое. Я даже не помню, что за тему я назвал сегодня. Забыл, о чем я говорил. Какую тему назвал. В итоге, ну где-то есть моя тема. Давайте озвучим эту тему, если написано. Не знаю, уже не видно, что за тема у меня. Ладно. Здесь такое неудобное это положение. Не ловит интернет. Как будто катакомба какая-то. В подвале как будто. Чувство такое. Первый этаж и ни хрена не ловит. И вот. Мы вот такие темы называем, разные, да, ведь. И люди как бы, да, ведь смотрят, вот столько посмотрели. Я уже даже на это перестал смотреть. Сколько людей посмотрело, не посмотрело. Уже меня буда казак тугель был қалды. Вот за эти 5-6 месяцев. Почему? Потому что я вам до этого, помните, я говорил, вот я пропал, потом вышел эфир сделал, если помните, летом. Мен қайттым деп шонда эфир жасадым. Но мне пришлось реально поскитаться по всяким работам. И понял одну вещь, что за все это время что-то новое не появилось. Я вам тогда еще тоже говорил. Кто-то новый, что-то новое никто не создал. Ладно, не создали. Но и какое-то движение у нас не появилось. Вот года идут, полгода прошли, время идет, а бездобренное нарсяке юг. Сильно тупит интернет. Мне плохо, да? Получается, поэтому этот чертовый, я понял, выключить. Понял, поэтому он... ТикТок, короче, жрет мощный интернет, хайванский ТикТок, китайский. И поэтому он не дает раздавать. Сейчас я сменил, короче, эти. Ну, посмотрим, сколько будет тянуть. Ну, значит, и тут не будет тянуть. Но пока это тянет. Не тянет интернет. Домашний интернет у них наверху, он не тянет сюда. Тяжело тянет. Это мой интернет. Адам. Салям. Адам, салям. Ва алейкум ассалам. Адам, ты в Башкортостане? А что, мое местоположение видно, где я нахожусь? Обычно здесь сидят такие товарищи майоры, мое местоположение секут. Ой, ты там, ты сям, короче. Я когда сидел там, у себя там, в Нанси, мне писали, он вот там сидит, там, прям точку мне скидывали. Вот так я помню. Ну, товарищ майор, чего, нету здесь? Скиньте местоположение мое точное людям. Хотят люди знать, где я нахожусь. А то нельзя же так. Докладывать надо. И вот, что я хочу сказать. От этих тем у нас ничего не меняется. Я иногда, вот как есть у меня возможность, настроение, да, вот сейчас такое стало, знаете, положение, когда неопределенность в быту еще у меня, и плюс еще это вести, бошыма сыми бір нәрседе, бош кота башлый. И иногда прослушиваются моменты Айсена. Ну, давайте вот поговорим про Айсена. Ну, Габасов понятный, да. Грубо говоря, можно сказать, наш человек, но тоже порожняк несет иногда, конечно. Вот Айсен начал что-то говорить, нормальные вещи. Вот если кто его смотрит постоянно, раньше кто смотрел год назад, и сейчас Айсен начал что-то уже как бы более подход вести прямолинейный, что ли, иногда.
Иногда какие-то мысли начал говорить правильные. Вот моментами он мне нравится. Но у него тоже вот это туркоебство в сторону турков, блядь, у него до хрена. Он же там живет. У него вот этого до хрена. Как бы это уже как бы не по моей теме. Это уже не по моей теме человек. Но какие-то моменты за Татарстан, когда он говорит, я согласен. Я согласен. Вот Шунарга, что я хотел сказать, мы же об этом говорили. За лето никто не появился, кто бы топил бы за Татарстан или за Башкортостан. Новых никого нету. Из старых какой-то движ пошел у Айсена. То ли у него голова начала нормально шарить, правильные вещи начал говорить моментами. Но его надо слушать и этот момент указывать потом. И у Габасова пошли какие-то эфиры маленькие, там по чуть-чуть делает, и уже как бы у него тоже, наверное, времени нету, и по чуть-чуть делает эфиры, чтобы не забывали о нас. И поэтому я тоже порой иногда делаю эфир, чтобы меня тоже не забыли. Не в том смысле не забыли, а в том смысле я должен выходить с каким-то, как говорится, намерением, да? А не то, что там забыли меня или нет, да? А с каким-то умыслом я должен это вам говорить, а не просто из воздуха в воздух гонять, мозга делать вам никому. Толка от этого нету. Поэтому, Тувалар, нужно понимать, что от нашей болтовни ничего не изменится, пока мы в руки не возьмем оружие. Вот я к чему. Это все вот эти слова, вот это все безге Тувалар. Бірінші автомат, ну тут öğrenirге керек, в конце концов. Я тоже 100 лет назад держал этот автомат. Его надо заново нам надо учиться держать. Как он стреляет, что он вообще, какой он. Там не всегда же там будет калашниковый 100-летний щербеткен. Может какой-то будет другие автоматы, когда мы уже встанем на этот, как говорится, на бой этот. Поэтому, а может и не будет вообще автоматы. Может мы в такую древность попадем, что у нас только будет кылычлар, ножи только будут, там сабли и так далее. Поэтому, исходя от этого, бізге нешіктір, наверное, идти к тому нужно, чтобы у нас какие-то проходили то ли тренировки, то ли что. Вот мы к чему должны готовиться. Я когда-то размышлял, я уже, может, и говорил об этом, еще раз, может, повторюсь. Вот нам нужно какое-то пастбище на земле, и эта земля должна быть как-то принадлежать нам. И на этой земле мы должны готовиться. Вот там мы должны туда приезжать, жить там и там готовиться. Понимаете? Вот к чему мы должны идти. Это как в прошлом. Допустим, я пока сейчас должен покопаться, найти эту книгу. Алдар Батыра не читаю вам. Вот Алдар Батыра надо читать заново. Но меня пока юг обстановка эверлянешлерге, потому что айтам бит өзім, грубо говоря, здесь живу пока на птичьих правах. Вот, дальше что будет, не знаю. Поэтому, исходя от истории, мы должны понимать, что нам нужно место. Допустим, вот Салават Юлаев какие набеги делал, если возьмем просто даже поверхностно сейчас возьмем, набеги делал, он же возвращался в Башкортостанга. Барып қоядыр келяй, да бүтінісін поп-поп, делал он и возвращался обратно в Башкортостан и дальше жил. Всякого он в тот момент и тренировки какие-то устраивал, готовил свой народ и так далее, своих воинов и так далее. Бізде нәрсе? Біз қойдадыр әзірләнәбізме? Я этот вопрос задавал и 2 года назад Кашапову. Кашапов мне говорил, что типа, да, там в Азербайджане, в Турции кто-то у них готовится. Кто у них готовится? Кашапов сидит в Англии, и кто у Кашапова готовится? Айсен, что ли? Не вижу никого. Ну типа, это нельзя разглашать на WhatsApp. Мин аунамим. Оны разглашать итмәдеңем не файда. Біз оны білдікмі, білмәдікмі, бізге не файда ол. Білмәгені біз вообще файдасыз.
Я не могу этим словам верить, что есть кто-то готовится. Кто готовится? Где готовится? Понимаете, у нас нету места даже подготовки, чтобы идти на Москву. О чем мы вообще говорим? Вот так сидеть, как диванные эксперты, вот я тоже как будто бы сейчас как диванный эксперт. Понимаете? Мен білесіз бе енді, мен битке шапап сөйлей малаймын. Мен не люблю вот это вокруг да около. Да, есть какое-то андижанское, узбекское у меня совесть, именно андижанская, когда пытаюсь не обидеть человека. Ну, в последнее время я это тоже нахрен теперь в лобовуху начал говорить, как есть. Стыдно, говорю. Потому что уже надоело қиязазға урап сүлерге. Культур-мультур делать, вот это нахер надо. Поэтому лобовуха печально, но зато конкретно. Как мне вот в последнее время прям в лоб говорят. Даже они, может, и не думают, но говорят мне в лоб. Так, по делу здесь. В быту деген керек, дома. Имеется в виду вот здесь. Поэтому, туғандар, мы должны понимать, что если мы будем где-то готовиться, и если у нас будет какое-то пастбище, почему я пастбище говорю? Ялан енді бәрінде, ялан, бір пустыня, ё-моё, в конце концов. Или там лес, или поле. Бізге бір орын керек. Біз юртада да яшай алабыз. Юртада яшай алабыз. Я как в том эфире я примерно вам говорил, плохо может было слышно. И Аллах Тааля меня испытал, урамда да яшап була екен. Урамда да яшап була екен. Но если у тебя будет еще какой-то юрта, кибитка какой-то, вообще можно жить. Понимаете? Шуларға мен шул ішні башлар едім. Білесің бе? Мына приведу пример. Один день про этого хотел говорить, или говорил я уже, не помню, к Путину ездил, вот этот, из Сирии. Он там ведь шуны исемен. Алейкум. Салам алейкум. Нормально, как терроризм. Москву уничтожить — это не терроризм, а наоборот уничтожить террористов. Москва — это террористы. Так что смело можете идти на Москву. Каждый может идти, не боясь. Вам ничего не будет от этого. И всегда я раньше тоже, в течение 2 лет я вам в эфирах говорил всегда один вопрос. Давайте вот сейчас озвучу, как раз в тему этот мужик написал, какой-то Пайс Джек. Вот я тебе тоже отвечу. Вот смотри, вопрос, да? Или кто там про терроризм написал мне? Вот, Вервандер. Вот, хора. Вот комментарии в Ютубе пишут мне, я им пытаюсь ответить. Вот я уже говорил об этом. Вот смотрите. У меня был раньше отец, живой. Аллах Таалям его забрал. Рано, 65 лет ему было. Сейчас, может, так посчитаем. Так, он еще болса. 78. Где-то 78 было бы сейчас ему. 78 было бы ему, понимаете? Мне 40. Мен икенче болайында. Азақы. Вот. Исходя от этого, вопрос вот всем вам, башкир, татар, чечен, Дагестан, вот кто меня смотрит, всем, вот мой эфир пусть максимально распространяется, прям отрежьте вот этот момент, распространите. В России, вот давайте будем говорить так, россиянам обращаюсь. Пока мы россияне же не можем избавиться от этого красного паспорта. Что я хочу сказать? Кому вы хотите давать отчет? Это раз вопрос. Сейчас я расчленю этот вопрос и вам объясню, что я хочу сказать. Кому вы хотите давать отчет? Повторюсь. Когда идет речь о том, что ты оправдываешь терроризм или не оправдываешь,
И любой другой вопрос против Москвы, он не должен быть отчетным. Уничтожить, значит уничтожить Москву. Другого не должно быть. Вы, допустим, вот если у вас родители живы, вы им отчет даете. Вы мне отчет не даете. Значит, исходя от этого, вы подавно Москве отчет не даете. Американцам, этим пиндосам тоже отчет не даете. Европейцам тоже отчет не даете. Понимаете смысл? Теперь глубоко объясню. Допустим, Зеленский, к примеру, возьму его, должен Европе, должен Америке, ну так, да, то, что они помогают ему. Когда мы вопрос возьмем, да, наш вопрос, идем уничтожать Москву, у нас за нами, тут рядом, тут никого нет отчет давать. Зеленский – это Украина. А мы, каждый, кто за нас пойдет, вот с нами, это мы это россияне. И у нас нету папочки там, или там еще кого-то там, Трампа там, или еще кого-то там, Путин вообще тут не при делах. Вообще у нас нет кому отчет давать. Вы кому отчет даете? Вот я пытаюсь вам расчленить этот вопрос. Вы каждый должен задавать этот вопрос себе. Вы кому отчет даете? Вы перед кем даете отчет? Да, вы сейчас скажете Аллах Та'алям. Про Аллах Та'алям давайте вообще оставим его. Аллах Та'алямга мы отчет даем само собой каждый день. При каждом намазе. Тут не про Аллах Та'алям речь, а про вашу личность свою. Кому вы отчет даете? Допустим, один пример. Какой отчет и почему я эту тему затронул сейчас опять? Я когда-то это вам объяснял, может, до конца не дообъяснял, я уже забыл и так далее. Какой эфир, не знаю, когда я это говорил. Часами же я вел эфиры, я не помню. Но помню вот этот момент. Отчет. Почему этот отчет меня так волнует? Да потому что в Европе в каждом шагу пытаются что-то от тебя, какую-то вымандить такое, да, грубое слово, вымандить какой-то отчет. Там, дать интервью, отчитаться, почему ты здесь, зачем ты бежал от мобилизации. Отчет, понимаете? Окей, это мелочь. Но вот когда мы идем уничтожать Москву, ни у кого не должен быть там, начиная, давайте, с горизонтально, вертикально, угол на угол, скажу Россию, с конца Крыма и Саха, Якутия, вот так, поперек, да, вот так. Никто не должен отчет давать, почему мы идем Москву уничтожать. И тут дураку ясно, зачем мы идем туда. И у вас нету, кроме ваших отцов, кому давать отчет. Надеюсь, я объяснил, расчленил вам. Да, вы можете задать какие-то кривые вопросы, но тут нет вопросов, уже я вам ответил. Мы отчет никому не даем. Меня 40 yaş. Sizge 30, 40, 50, 100, я не знаю вам сколько лет. Чечен, Дагестан, хоть кто вы, Удмурт, Чуваши, Чукче, Якут, пофиг. Вы кому даете отчет? Никому. Мы не даем никому отчет. Вот это сами себе засуньте в нос хоть куда. Шуны исләгез. Biz отчет бермейбіз. Biz отчетны береміз теге дүнияда, или джаханнамда, или джаннатта. Вот примерно вот к этой категории, так уж я грубо сказал. Вот в этой полосе мы будем отчет давать перед Аллахом. Мы никому не даем. Ва алейкум ассалам. ТикТок. Вот, поэтому biz bir kimga javob bermaymiz, отчет bermaymiz.
Anagız bir aybirini, tuğanlar bir aybirini, bizni mana o'ylagan kishi bormi? Moskvada bizni o'ylagan kishi bormi? Men уже даже не смотрю, что сколько умерло у нас. Boshqirdistonda ona bir kunda eshitganim, или qayda o'lgan уже, или Boshqirdiston, уже 6000 o'lgan. Вот на днях, на одной неделе 6000 o'lgan где-то, я не знаю где, что-то я вот прослушал где-то. Bir otni ishida 6000 kishi o'lgan. Rossiyadan. И после этого вы кому отчет хотите давать? Вы кому должны давать отчет? Я не могу понять этого. Поэтому, когда вопрос стоит про терроризм, раз и навсегда запомните. Терроризм, террористы, уроды, пидористы – это Москва. Boshqa yer yo'q. Bu Boshqirdiston tugul, bu Yakutiya tugul, Qozog'iston tugul, O'zbekiston tugul, вообще Афганистан вообще ни при чем. Сирия, Палестина, нет здесь никого, чтобы вы искали где-то ответ там. Только Moskvada bütün терроризм, hayvonlik, yovuzlik, bütün нападки на нас, это там. Веками складывается. После Салавата Юлаева можно говорить веками. После падения Казани говорить можно 500 лет. 473 я вам один день маленький эфирик сделал. 473. 15 октября 473. Уже на 474 год пошли. Ну, имеется в виду, до нас было 473 года назад. 4 века. Ну, грубо 5 веков. Ne angama bo'lib жатыр. Endi bizni angamamiz Moskvani yo'qoltirga, Moskvadan qutulirga. Yangi kelganlarga shunaqa. Moskvadan qutulish. Bizni angama birgina endi shu. Moskvadan qutuluv, xalqqa жеткізу, xalqqa anglatuv, butun bu narsalarni xalq bilirga tegish. Должен знать, что наша задача в руки взять оружие. Все. Pichoq olasanmi, kapkir olasanmi qo'lingga, nima olsang ham ol, qozon olasanmi, boshiga kidirasanmi. Главное, biz Moskvani borib tinchitib kelish kerakmiz. Hammasini o'ltirib, yig'ishtirib, я даже не боюсь сказать o'ltirib. Chunki o'sha qo'rquvni sizga bir kuni men уже aytgan edim endi. Qo'rquvni men уже qandaydir bir uzoqqa yig'ishtirib qo'ydim. Alloh taolo menidan shu qo'rqqan yerlarimni o'tkazdi piyoda. Как таджики говорят, piyoda. Piyoda уже men o'tdim. Qo'rquv yerlarimni. O'shanga, чтобы Rossiyaga qaytib, Moskvaga borishga men qo'rqmayman. Alhamdulillah. Men qo'rqmayman. Я не тот человек, который здесь сидит и говорит об этом. Я могу и вернуться, проблем нет. Но я вернусь тогда, когда мы встанем в строй. В строй против Москвы. Вот shunda men qaytaman, Xudo xolasa. Tirik bo'lsam qaytaman. Поэтому, do'stlar, обидно bilasizmi bir, что bizni zamoni o'tib ketyapti. Mana men 85-yildaman. Nargi vekni odamiman ekan men. 15 yilim u yerda o'tgan ekan. Nargi vekda tug'ilirga bo'lganman ekan. U degani, значит, Alloh taolam menga qancha umr bergan bilmayman. И мы должны понимать, если мы сейчас не очнемся, то после нас кто пойдет, неизвестно. Bizning bolalarimiz manqurt bo'ldi. Mana men o'zim bolalarimga aytaman. Sizlarga aytaman, o'zim bolalarim turdi. Manqurt bo'ldi точно. Потому что birsi allaqo'yda shunda yashay, Rossiyada, ikkinchisi Rossiyani o'rtasida yashay. Грубо говоря, manqurtlar. Потому что рядом нет меня. Men ayrilgan. И исходя от этого, ankalari, onalarini manqurt yasay. Urus. Tatar tilini bilmay, o'zbek tilini bilmay, boshqa tilini bilmay.
ладно, хоть может ikkinchisi иншаллах Мари тілін білер. Поэтому туғанлар бізде нық зур қойғы. Бұл қойғы, білесің, бұл не просто это, знаете, вот когда начинаешь листать, вот так листаешь, вот YouTube, начинаешь искать что-то там, да, вот, допустим, даже вот пример какой-то. Президент, просто я сейчас листаю, президент анонсировал изменения для МСБ. Не знаю, что такое, но Жібек жолы жаңалықтары. Ипек жолы жаңалықтары. Ну, это Казахстан. Про Казахстан, вот сегодняшние новости. Вот что он анонсировал? Хрен знает. Тукаев. Вообще я пример привожу. Вот, исходя от этого, мы в этих новостях узнаем только поверхностные какие-то моменты. Поверхностные. Ушундан ишиткен нәрсәне размышлять кылып sizlarga ham biz yetkazamiz deyapmiz. Но bu ish tugul, туганнар. Я не нанимался быть каким-то репортером, журналистом и так далее. Я вообще не понимал вот этого дела в начале, что ну, говорить можно. Но потихоньку я зашел. Ну, толк yok bu сөзден. Если было бы так, что я говорю, и как бы каждый день 50-100 человек добровольцы появлялись бы. Вот это был бы толк, понимаете? Наш Сагатор Урслар, когда говорят, поехали в армию, идем уничтожать Украину, там 1 миллион человек встало. Сразу, Башкортостан, Татарстан. А когда мы говорим, давай Москву уничтожать, никто не встает. Я вам это 1000 раз уже повторял. Почему? Да, у нас нет денег вам дать 200 000 рублей. Мы не можем вам по 5 лямов платить. Мы не можем. Понимаете? Шунарға, чтобы Олга Казахстанда, шунарға Казахстанда өзілеріні вақыты келіп алла берсе президентлеріні алмаштырып нормальный президент қойыш керек. Өзбекстан ham шуnaqa qilish керек. Кыргызстан и так далее. Поэтому туганлар бізге ничек болса да объединяться надо. И вспомнил еще одну тему сейчас. Вышла такая, типа, все сейчас комментируют мне, что-то там, где-то там. Ну, точнее, я натыкаюсь на какие-то вещи в Фейсбуке где-то. И пишут там про Турцию. Типа, Турция облегчила какую-то движуху для узбеков, казахов, кыргызов. И кирдачыкты вот это туда-сюда будет легко. Туганлар, я вам bitta narsa aytaman. Не обольщайтесь. Вот вы как ездили, допустим, в Европу, только Европа келилер. Только Европа келилер. Не надо ездить в Турцию, я вам говорю. Извиняюсь, я это вам конкретно почему говорю таким образом. Вы сами понимаете, я ненавижу Турцию. Это раз. Ikkinchidan, sizlar u yerga borib turib 500 topasizlarmi, 1000 topasizlarmi, baribir sizlar turk bo'lmaysizlar. Siz shuni onglarga tegishsizlar. Sizlar baribir turk bo'lmaysizlar u yerda. Хоть крути, не крути, sen onda totarmisan, totar bo'lib qolasan. Понимаете? Mana, допустим, bu yerda men mana yashayapman. Men kelishim bo'lib ikkinchi marta keldim Yevropaga. И что? Men fransuz bo'lib qoldimmi? Yo ispanis bo'lib qoldim, yo portugalец bo'lib qoldim, nemis bo'lib qoldim. Yo'q. Также men bo'laman ularga россиянин, русский. Men ularga русский, блядь. Abdubasharam русский, а? Также в Турции. В Турции то же самое. Xoliq, mana xoliq, mana Qozog'istonda da aytalar. O'zbekistonda само собой. Xoliq, oddiy xoliq, mana odamlar. Башкортостанда да, Татарстанда да. Они будут всегда правильные, добрые, гостеприимные. Да пусть там говорят, что татары такие вредные. Нет, bizda ham yaxshi odamlar bor. Татарстанда да, Башкортостанда да. Татарлар, башкорт. Не в этом дело. Народ обычно будет за тебя. Но народ же тебе не будет давать всю волю.
чтобы ты был вольным в Турции. Нашла tomozib beradi. Эрдоган tomozib beradi. Поэтому я что хочу сказать вот этим комментаторам, не обольщайтесь. Не обольщайтесь. Turkiyada sizlarni haligi moy bilan бутерброд tutib turmanglar. Хлеб, как у русар, хлеб с солью, никто вас не будет встречать там. Когда такое написали, вот там облегчение визовой, чего-то, визы туда-сюда. А что тогда облегчение всего лишь? Виза, пизалары, turibdi-ku, olib tashlamagan. А только облегчение в каких-то моментах. От этого ничего не меняется. Процесс просто вот такой. Поляки уехали в Норвегию, в Польшу приехали украинцы. Это 2015 год. Это я лично сам, факт это. В Норвегии я жил 3 года, я знаю. Поляки в Норвегии, а в Польше украинцы. Шунардан соң, здесь как будет? Турцияда турклар, Германияда, само собой, уже 100 лет, со времен 45-го года. И Европа, да. Курды то же самое. Но вы не забывайте, турки, еще курды, курды это отдельная тема еще. А siz, допустим, Узбекистан возьмем, 37-40 миллионов. Бах, приехали сюда. Ой, турки. У меня даже друг, товарищ один, там сейчас работает, в гостинице где-то работает, говорит, кем-то инда. Ну, ему нравится, он турецкий знает и так далее. Вот Айсен сидит там. Татарлар дофига там тоже. Чеченлар. Люди едут туда, как будто мусульманская страна. Едут, начинают жить, то все. Кто-то осознает, кто-то не осознает этого. От этого нету толку. Понимаете? Допустим, siz Rossiyaga bordingizmi? Tursiyaga bordingizmi? Bir farqi yo'q. Bir farqi yo'q. Nimaga? Не договорил. Турки уехали, вы приехали. Вы заполняете. Потому что до вас, допустим, заполняли их Африка. Сирия, Африка. Сейчас Сирия отошла, люди ушли. Люди нужны сейчас. Поэтому вы будете заполнять. И вам будут платить 500 евро. Окей. O'zbekistonga siz o'xshash ishlaysiz, jibarasiz. Ну, что-то будет. Но siz O'zbekistonda yashamaysiz. Siz, допустим, Qozog'istonda yashamaysiz. Вот этот процесс. Зачем это? Men mынандай yashab turib, hozir anglay boshlayapman. Уже понял это вот за вот это лето. Нахрена вообще я здесь нахожусь? Да, мы мобилизованные там убежали. Есть какая-то отмазка. Плюс вот это дело, уже все, у меня қайталмай бір қояды. Но siz ведь независимые страналарда ойлайсыз, что вот Эрдоган чуть-чуть там тормозды, каплю кинул чего-то в море, растворилось. И вы такие, ого, и поехали, короче, в Турцию. Смысл? Поэтому, что я хочу сказать с этим? Когда, напоминаю опять, когда Казань пала в 1552 году, Татарстан, Башкортостан, помните, Алдар-Батыр, в те времена, они все ездили в Турцию, помоги да помоги, никто не помог. Я постоянно это буду вам напоминать, потому что туганлык ул ярдәм бирү, бердәмлек дигән ул. А бездә нема? Дичь какая-то получается. Хамма нарса строится через деньги. Интерес. Халиги мактаптан
когда я в детстве жил в Узбекистане, возле школы открылся бильярд. Мы на перемене выбегали и на интерес играли бильярд. Nimaga o'ynaymiz? Интересga o'ynaymiz. На интерес бильярд гоняли во время перемены. 5 минут перемены мы играем в бильярд. Потом опять забегаем в школу. Поэтому вот этот интерес каждого государства, он таков. Короткий. Всего лишь деньги. Поэтому я считаю, что Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан должны, как говорится, у себя научиться держать своих людей. Создать у себя все благополучие и шунда акчаны эшләп ятырга тиеш кеше. Только могут в дальнейшем выехать только те люди, которые хотят построить здесь бизнес. Не приезжать работать как рабы, грубо говоря, подметать Европу теперь уже. Или там Турцию подметать. Арабакаш будет в Стамбуле бегать с аравашками там на оптовом рынке. Вот этого не надо делать. Опускаться ниже плинтуса. Пусть турки работают сами. Пусть возвращаются с Германии и работают. Кайтарып булыр микән Германиядан туркларны? Кутагам, берсе кайтмый. И турки в Германии вообще конченые. Я там тоже год жил, я знаю они какие. Конченые. Даже немец добрее будет, блядь, этого турка ёбаного. Шунарга sizga men narsaga aytaman endi, mana. Umrni siz da ko'rgansiz. Men da ko'rdim. Но kimdir соприкасался, а kimdir yo'q. Поэтому Башкортстандан, Татарстандан chiqmagan xalq shobalar Tursiyaga, erga-terga, bola tug'urga, turklar, блин, фильмы всякие там. Это полная деградация нашего народа. Деградация. Почему? Потому что башкорт bilan татар uyda kutun qisib o'tirga тиеш. Особенно xotin-qizlar. Потому что mana o'zimizga yo'q hali shu qizlar. Shu qizlar o'zimizga yo'q. Мы почему-то нам попадаются какие-то другие нации. Мы своих не можем взять. Ну да, это само собой, это Аллах Таалямдан. Но вообще я говорю. Bizning millatlar выскочкаga aylangan. Onda chiqalar, munda chiqalar. Narsaga shulay bilasizmi? Men bilaman. Chunki Турция думает, в Турции они думают, что заживут хорошо. А bizda yo'q. Потому что 90% xalq, давайте не будем обманывать друг друга, 90% xalq Башкортстан bilan Татарстанда живут в нищете. Только 10 это блатные люди. Это еще, может, я много сказал. 99 можно даже сказать. Процент в нищете живет. И вы не думайте, что сейчас вы что-то зарабатываете. В течение вот этих 3 лет на войне. Забудьте войну и 3 года назад откатитесь, как было. Ничего не изменилось. Сейчас с Башкортостаном, Татарстана праздник всего лишь. Можно вот так рассчитывать. Какой-то промежуток праздника у вас на 3 года продлевается. Что вы как-то что-то зарабатывают, они люди и живут хорошо. Но этот праздник, когда закончится, вот сейчас подпишут что-нибудь, все, война закончится, все закончится. Шунарга, что я хочу сказать? Турция, делая такие шаги, они не дают нам никакого шанса обогащаться внутри наших республик. Они пытаются выманить нас к себе в рабство. Это раз. Да, грубо звучит, может, но коллук никто не отменял. Har bir davlatga kerak раб сила. Ну, имеется в виду дешевая сила. Москваga kerak
Өзбек, таджик, кыргызлар. Турцияга да керек. Когда вы осознаете это в этот момент, да, уже начнется этот бунт, ну, как сказать, внутренний бунт, попрут люди туда, а потом будут вспоминать, блин, в России русские даже были лучше. Вот такое выражение будет просыпаться у людей. Почему? Потому что, ну, как сказать вам, такие выражения только тут подходят. Что-то щитта шах болгончу өзүңдө гадак бол дейдими? Ушунака гап бар. Там щитта падишах болсаң да өзүңдө лучше. Бомж был, и то лучше, короче. Ну, что такое выражение какое-то, не помню. Вот из этой категории. Почему я это говорю? Потому что это я сейчас в промежутке беженства я жил. Мне как бы шло, так сказать, обещанный платеж от государства. Ты живешь. Но если ты, получается, попадаешь под какой-то санкции, ну, так сказать, позитив или негатив, у тебя все это забирают, и ты начинаешь жить самостоятельно. Но при самостоятельной жизни уже тебе никто ничего не помогает. И хрен ты работу найдешь. Языка не знаешь, этого не знаешь, дия, ансы yok, мансы yok, мыйны сыгбетерler. Вот и все. Вот это и есть чужая страна. Но и здесь выход есть, проблем нет это все сделать. Потихоньку. Связи, работа, связи. Все получается. Но мандазур бар минус. Я к чему клоню это? Если вот такой отток пойдет Башкортостана, Татарстанда, то это означает, что наши земли оставим этим русским. Они заберут наши земли, и воевать против Москвы уже никогда мы не пойдем. Потому что не с кем будет идти. Понимаете? Глубокое вот это донос вам, да, я делаю. Откуда там, да, и подвожу к этому. К чему? Что Казахстанда, Узбекистанда, бөтенесе независимые страналар. Это означает, нам нужно как-то держаться вместе и идти против Москвы, а не искать какие-то подачки Турции. Понимаете? Башкортостан менен Татарстанны, бүгін как раз сейчас недавно только закидывал, нефть, газ, вот это сколько будет, в GPT вопрос бердім. Ну, какой-то процент там написано. Ну, потом почитаем. Что-то там 6% чем-то Татарстан и 3% от общего, да, я так понял, не знаю, 3% Башкортостан дает. Но это огромные объемы там. Исходя от этого, если вот эти все деньги оставались бы у нас, то нам не надо было бы бегать. Мы были бы богаче Норвегии и так далее. Башкортостанда, Татарстанда. Поэтому нам Турция по сути не нужна. Нам не нужна она по сути. Біздің қырда зур жерлі Казахстан бар, где можно совместно дела делать. Астында Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан бізге жетерлік. Как я вам еще раз напомнить хочу, что вот эти земли, которые у нас сейчас в данный момент возле нас стоят, все эти земли нам, само собой, нужно будет забрать у Москвы. Москву оставить вот в таком виде. Маленький орешек. Все. Не больше. Не дальше Рязани. Потолок Рязань. И все. Шунарга біздің поддержка, в первую очередь, нас самих. Нас нужно вооружать.
Нам нужны места, где мы можем тренироваться, вооружаться и уже идти на Москву. Другого варианта у нас нет. И после этого строить Башкортостан на Татарстан, не выходя оттуда. Кырмыскалар кебек, чумалеге ушап, как мурашки. Строят в лесу такое, помните? В лес ходили, в Башкортостанда. Потом вот так ставишь какую-нибудь травку, ну, соломку, они атакуют его, потом вот так облизываешь, сладкое что-то. Или горькое, наоборот. Вот. Бізге внутри надо копошиться, как муравей, чтобы достичь определенного какого-то статуса. Чтобы потом уже никому не хотелось уезжать оттуда. Как мы сейчас свалили с России. Шунарга принципиально Башкортостана, Татарстанга мы должны так вложиться, что ни один цент, грубо говоря, да, ведь наших денег или там имущества какого-то там природного ресурса не должно вытекать никуда без нашего, как говорится, присутствия. И все обратно заходить должно. Продали, зашло, продали, зашло. И таким образом Башкортостан, Татарстанны гүллетіп, яшнатып жібере керек. Понимаете? Там делится Турция. Ну, Турция делится, не знаю, что с Турцией. Жасасын Казахстан. Эфир келді ме? Что-то этот ТикТок вырубился у меня. Шунарға туғанлар 12 кіші. Кстати, я не озвучил. 12 человек сидит в Ютубе. Здорово, дядя. Что за турки? Тебя распознали, ты отступник. Коба, Инманкот, Башкортугл. А кто это тогда? Да, сөйлешелер. Салават. Манкурт что означает? А что будешь делать с татарами, которые за Москву? Был вопрос от Владимира. Ну, которые за Москву, это манкурты. И я всегда в эфирах это озвучивал. Или они переходят в нашу сторону, или ложатся. Вот и все. Тут легко и просто. О чем речь, Салават? Ва алейкум ассалам, альхамдулилля, нормально. Салават салям. Поэтому жалобы на такие работают, пишем жалобы. Расскажите нам про Израиль. Ну что про Израиль? Про Израиль иногда, если какая-то тема выходит, мы говорим. Очередной разжигатель гражданской войны, маленький фюрер. Нет, я не разжигатель. Я же всегда вам говорил, я уничтожитель. Я просто хочу уничтожить Москву. Больше мне ничего не надо. Да, это говорить можно хоть что, но об этом я и эфир веду сейчас. Что балаболить можно все подряд. Ну, а толка-то нету от этого, понимаете? Это толка нет от этого. Бізге нужно по цели уже как бы действовать. Вот, допустим, я не знаю даже, допустим, очень много на Земле островов, да? Остров. Там, так сказать, пустых островов, там ненужных островов. Мы могли бы там тоже тренироваться. Но для этого нужны финансы. Большие финансовые вложения, чтобы у нас там была все разные вот эти нового поколения, так сказать, оружия и так далее, чтобы мы могли тренироваться, что-то делать, там вести какие-то
бои как будто бы, да? Ну, имеется в виду. Вот только таким образом мы можем дойти до Москвы. По-другому никак. Ну, блядь, Игорь Мейл тому назад, блядь, грубо говоря, мен автомат клубна тот там. Что я его умею пользоваться? Ни хрена. Ну, может, что-то вспомню, наверное, уж. Там снять что-то, блядь, засунуть, разложить. Хз. Ну, российское оружие все равно, честно говоря, блядь, которое мы видели, оно реально было, блядь, гнилое, нахуй, все, блядь, постоянно ржавое, блядь, все ржавое, не знаю, из говна, из палок сделано, блядь. Ну, и даже этим, конечно, они умудряются убить людей. Ничего не можешь сказать, блядь. Ота, блядь, ота, барыбыр, ота. Шірі біткен болса да ота, блядь. Шунарға, достар, бізге, ну, сейчас давайте что-нибудь почитаем сейчас. Или почитаем, или послушаем. Как бы у меня время есть, как бы время 12 только еще. Главное, чтобы интернет не тупил у меня. Интернет глючит. Шанрага Дуслар, нужно понимать, что наши... Ага, я понял, почему может тупит. У меня интернет может закончился. Этот домашний надо включить. Ну, слабый, конечно. Вот. ТикТок у меня в эфире нет? Что-то я не могу понять просто. Wi-Fi включился, 15 человек. Вот так вот. Давайте посмотрим, что говорили. Сейчас я зайду, выйду. Ладно, сейчас я в ТикТок зайду, выйду. Из-за интернета он вырубился. ТикТок вообще жестко жрет интернет, оказывается. Он этот, ну, так сказать, глюк ловит. Так. Я здесь. Не тупит? Не, да, и YouTube нормально. Вот ТикТок вырубился у меня. Просто в ТикТоке у меня другой кэшер утра. А в Ютубе, я думаю, Башкортостан. Вообще работает вообще Башкортостанда, Татарстанда, YouTube работает, надеюсь. А то вот только что я сегодня слушал, что там что-то закрыть хотят, это что-то хотят сделать. Так. Сейчас зайдем еще раз в ТикТока. Ну, завтра суббота, я поэтому сегодня, думаю, вышел. Может, завтра никто не будет спать. Ну, точнее, сегодня. Завтра выходной. Так. Вот тема эфира. Когда устроим поход на Москву? Вот реально, да. Вот когда мы это устроим, Дуслар? Когда это все будет происходить? Ну вот, просто я не вижу новое что-то от Габасова. Да, 8 дней назад только был Габасов. Что-то его нету. Но я смотрел, но мы можем с вами его обсудить, о чем они говорили. Вот. Так и, короче, Салавата Юлаева снесли, да, получается? Салават Юлаев нас снесли. Тот день я писал, вспомнил. Вот это, давайте поговорим об этом.
Вчера я вроде вспоминал, думал, где-то что-то я услышал. Вот, допустим, Карагас. Хоккейный клуб Салават Юлаев. Вот если тут русский есть, тоже вы можете послушать. О, Бахтияр Ака, ассаламу алейкум. И у меня интернет тупит, как обычно. Не тянет этот ТикТок. Вот вопрос, я в телегу писал вчера. Мысль такая появилась. Допустим, на эфире тоже думал, надо сказать, но вчера я что-то не смог эфир делать. Меня рубило что-то. Что я хотел сказать? Короче говоря, Салават Юлаевна, вот Салават Юлаев, да, в Уфе, где стоит он на белый, убрали. YouTube телега шлей, рахмат. Мона Салават Юлаевна убрали, ведь да, Габбасов говорил, ну, мы наблюдали. Там какой-то башкортлар еще постоянно, вот этот Аксакал выступает у нас постоянно. И вот, сори, сейчас, извиняюсь, ауыз кетті. И вот, Салават Юлаевны алып қойдылар бит енді. Я просто херею, блядь. Бәләкәй шағында менің қызым Салават Юлаевның астында фоткасы еткән е. Вроде мен де барған ем, вроде бы пароходта йөргән ек. Рәхәт е. Башкортстан, Уфада рәхәт инде, блин, это пиздец, рәхәт вообще. И Салават Юлаевның астында түшкән фотолар кайдадыр, мен күреп калдым инде. Кайдадыр бар ул, но миндә юк хәзер уже. У меня то удалят, это удалят, надоели. Недавно контакт мне заблокировали, короче, вот так. Все фотки там, считай, сгорели. Больше 12 тысяч фотографий у меня было, там все тухло, урода закрыли. И шунардан соң кеше бір фикер келді башка. Салават Юлаев, хоккейный клуб, победил какого-то трактора. Ну, блядь, трактор, я не знаю, чей это, блядь, Екатеринбург или что. Допустим, да? Вчера такой было ЮТВ какой-то, ЮТВ или что. Он, да, разговор. Новости. И вот, прикиньте, почему тогда чертовый вот этот ихний хоккейный клуб называется Салават Юлаев? Он да урслар у них, блядь, я услышал, тут там одни русские работают, играют. Он да вообще башкорт бар ма вообще? И мында Салават Юлаевны алып кетәләр реконструкцияга. Ну, кайтып келәме, юкмы, Алла белә инде ул. Даже не в этом суть. Какого хрена тогда они называют до сих пор хоккейный клуб Салават Юлаев? Казанда Акбарс. Вот в логике у меня не вписывается в голове. Вот это вопрос русским, которые не хотят дать нам независимости. Вот какого хрена у вас не вписываются какие-то моменты, блин? В Салават Юлаеве хоккейном клубе вы играете. С другой стороны, убираете памятник Салавата Юлаева. Где кто ошибся? Или вы думаете, мы дураки, блин? Я вот этого не могу понять, блин. Говорят же, вот кыйшык эш эшләсәң, мына кыйшык инде, мына кривое дело начинает делать. Вот такие ублюдки, люди такие бывают. Ну, такие, как сказать, гнилые люди. Когда делают они какое-то кривое дело, Аллах Таалам же видит это все. И кайдандыр аны кисеп, тишеп, кайдандыр килеп чыга инде ул. И вот то же самое здесь. Получается, Салаватка стоит, проспект Салавата Юлаева. Салават Юлаева убирают. Хоккейный клуб Салават Юлаев остается. И всякие еще Салават, город Салават. Где здесь логика, что кто-то там пытается тем самым уничтожить Башкортстанны, теге гомердә истәлек булып калган Салават Юлаевны. Как они вот это делают? Что за такой идиотизм у них?
Где-то там убрали, а где-то там осталось. Вот этого я не могу понять. Или вы можете мне сказать, по порядку они будут убирать. Поэтому я к чему это? Если мы дальше вот таким образом будем говорить, что там убрали, это убрали, и ничего не делать, в дальнейшем, мне кажется, и Салават Юлаев пропадет, хоккейный клуб таким названием, будет какой-то конь педальный, русский, Достоевский какой-нибудь, Пушкин. Как аэропорты поменяли название. Ишак Ташмат еще аляким. Ишмат Ташмат. И Казанда да шулай ук. Шуның үшін туғандар бізде бұлардың өздерінің башы уже крышасы кеткен. По идее, если так подумайте, вот логически. В Москве делается дичь какая-то, они сами не понимают, что творят. Моментами уже. Заметьте. И когда весь такой бардак путинского режима, почему бы нам не встать в этот момент, а? Почему мы нашел уақытта, мы нашел іссі қол белән қыздырып суырға? Почему сейчас это нельзя сделать? Сіз нәрсә көтіп отырасыз? Кімні күтесіз? Аллах Тәалам бізге бұл нендейдір рухлы нәрсеге әскерлер бирә дип көтәсезме? Жоқ андыйлар. Жоқ, ол біз. Шул біз. Просто Алладан сұрағыз өзіңізге рух, дух, спросите у себя, у Аллаха, просите для себя, чтобы у вас поднялся иман, дух, я не знаю, что, просите что-то. В конце концов, ну, таким образом мы никогда не сможем сменить эту власть. Они будут памятники сносить, то все. Я вам в каком-то эфире, я помню, даже говорил вам. Пусть нахрен сносят эти чертовые эти памятники. Нам пофиг. Пусть сносят. Моя хорагас. Приведу такой жесткий пример. Мухаммад саллаллаху вассалам біздің пайғамбарымыз нема деген? Мені рисовать қылмағыз деген. Его бы 1 миллион человек нарисовали бы. Вы где-нибудь его фото видите? Я даже не знаю, как он выглядит вообще. Может, кто-то знает, я не знаю, как он выглядел. Предположительно даже я не знаю, как он выглядел. И после этого, по идее, если так подумать, бізге Салават Юлаев на памятника бармы, юкмы, бізге іссік сауық вообще не должно быть ни тепло, ни жарко, ни холодно. Вообще пофиг должно быть. От этого наш рух не должен падать. Бізге нужно понять одну вещь, что біздің душман Мәскеуде утра манипулирует разными нашими слабыми местами. Но у нас не должно быть слабых мест. Слабое звено это Москва. И она копошится уже из последних сил что-то творит, но не может уже, когда тупизм у него в голове, допустим, у человека, да, страх, тупизм, он уже начинает что-то делать непонятной движухи, как он сказал. И в этот момент, если мы не восстанем, то когда нам восстать-то? Когда мы что-то сделаем? Когда мы сделаем такой сброс адреналина против Москвы? Қашан Башқұртстанда менің кебек егетлер басарлар. Я, как всегда, я вам говорю, нам нужны пацаны от 30 лет до 50 лет. Все, вот, промежуток 20 лет. Бізге шул халық керек, шул мужиклар керек бізге, которые в руки возьмут автомат и пойдут на Москву. Өлсәбізмі, қаламызмы, тупо туда идти, и все. Найти этого путинасоса и остальных всех. Вот наша задача. Не говоря о том, что Хабирова, Минниханова, всех тоже на кандалы. Утыртырға.
до разбирательства. Потом один день тоже высказывался вроде бы. Новая вот эта дичь, которую я их уже дичью называю, богатые сидят, вот сейчас башкортлар, татарлар наблюдают же за Башкортостаном, Татарстаном, так сказать, нефтяные магнаты, которые свалили вовремя, или там еще живут, посвящается им. Им мы не дадим жить. Пусть у них там будут связи, деньги, разницы нету. Мы будем живы, они не будут жить, как мы хотим. Точнее, как они хотят. Они будут жить, как мы хотим. Вот это вы должны понимать. Это касается Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, то же самое. Имамали Рахмоновские, Тукаевские, Мирзияевская, вот эта вся дичь, она не должна жить, как они хотят. Власть горизонтально, перпендикулярно, вверх, вниз, блядь, полный алмашагатыш. Полностью должна поменяться везде сразу, после путинского режима. Везде должно смениться. Почему? Потому что Башкортостан и Татарстанда автоматом, когда будет меняться вся эта дичь, это будем мы, Алла берса, это мы будем. Не именно я говорю себя там, имеется в виду наше движение будет. Мы будем контролировать, кого ставить и что делать дальше. Только таким изменением должно прийти Башкортостан и Татарстан. А не то, что вот эти 2 года там, 30 лет балаболства, Кашапова там, Габбасов лет 5 пиздит. Біздің сөздері біз жерге кіріп кетмеске тиіс. Мы должны достичь своей цели. И эта цель не только моя, она и ваша, которые топят за нас. Не манкурты. А манкуртов мы будем или уговаривать, или мочить. Другого нет у них в жизни. Бізге керек ме андай щуплики? Мусор они, мусор. Поэтому все вот эти мусорные люди, башкорт болсын, татар болсын, нам похуй на них. Или они будут нахуй отсиживать, как в Китае, блядь, я вам рассказывал в свое время, в каких-то гребаных лагерях, как уйгуров сидят, уйгуров сажают, издеваются над ними. Вот этих тоже мы также будем. Я вам в прошлом году об этом говорил. И сейчас говорю. Концентрационный какой-то лагерь, концентрационный. Вот такие лагеря. Башкортны башкорт ясыйбыз, татарын татар ясыйбыз. Шулай. Манкуртны киши ясыйбыз. Примерно так. Будут изучать наши языки там, в тюряге. Пусть сидят. Вот и все. Акылга килерлер. Күтләрен кысырлар. Шулай гына. Безнең просто туганнар берләшү дигән нәрсә юк. Мен сезгә еще раз напоминаю. Вот этот Габбасов, за все время всяко он слышал обо мне. Я ему писал, блин. Но сколько можно уже ему это долбить? Он не может, что ли, связаться со мной, убить свое эго внутри, шайтан свой раздавить? Не может, что ли, сказать: давай, что ты хочешь, давай поговорим. На эфире давайте будем говорить. При всех вас, при всех свидетелях. Я бы с ним мог бы поговорить. Для нашего общего блага. А ту Суляша, Америка, блин, еще кем, блин, Айгулион, блин, әллә кем белән генә сөйләшми ул. Тоторыксыз сөйләүләр ул. Тоторыгы юк аны. Толыксыз сөйләүләрнең файдасы юк. Файдалы әңгәмә алып барырга кирәк. Файдалы, если уж на то пошло. Вот Айсин начал дичь какую-то нести с каким-то татарином Сайфутдиновым. Порой моментами я согласен даже с обоими. Но моментами только другое что-то не доходит минда. До сих пор не доходит минда. Блядь, урыс телендә алып баралар. Алар бөтен эфирне.
Ozgina bit endi qo'shib mana shular totarscha, o'zbekcha degan kabi boshqacha so'zlarga можно bit endi, aymi? Narsagadir ular rus tilinagina olib boralar. От этого твоя популярность или что-то, блядь, не убавится, не уменьшится, я не знаю, не увеличится. Просто это будет шунды, bilasizmi, доказательство, что sen o'zingni millating uchun tirishasың bit. Mana bit men Allohga shukr Boshqirdistondan bo'la turib, men tirisham, boshqirt tilini bilmasam-da totar tilida sizga so'larga. Chunki bizda Boshqirdistonda boshqirt bilan totarni orasida bir narsa yo'q. Мы друг друга 100% понимаем. Как они всегда говорят, 99% понимаем. 100 понимаем мы друг друга. Нам не нужен переводчик. Допустим, может какой-то момент, я, допустим, казахский, может, не пойму, но из-за того, что я узбекский знаю, казахский пойму. Калайсын, калайсын, калейсан. Одно и то же, понимаете? А на татарском халяр нишек. Башкирча, что-то там х, блин, халяр нисик. Вот так, вроде бы. Одно и то же, блин. Поэтому безда разделения нету. Исходя от этого, безга урыс тілі керек түгіл. Урыс тілі керек болмағаш, почему бы нам, да ведь, не объединяться? Даже вот мысль сейчас приходит, допустим, вот эти нәрселер, Габбасовлар, Айсенлар, Кашаповлар bilan бит мен татарша сөйләшәем, Кашапов bilan. Они уже все отошли. Фаризакиев, татарша мен аның белән там керек булса вроде сөйләшкәнем шикелле. Анда сүстөрмәй, алар уже отошли. Их можно назвать деды наши уже, все, они отошли. А вот этот молодежь, подобие меня, вот этих вот Айсенов, Габбасовых, они хотя бы бит инде безне телдә сөйләшергә тиешләр. Бездә шундый әңгәмә булырга тиеш, бер ниндидер сборище, объединяющее вот этих бердәмлек дип, үзләре бердәмлектә көч дибез дә бит, кайсы бире буларны кушылды. Недавно миңа Фәрит яза, biz ayrıldık. Фәрит үзегә үзе Габба нәрсәкәй сөйләгән бит сезгә. Аида үзегә и Кашапов үзегә. У них что произошло? Какая кошка прошла между ними? Что они разделились? Что думаете, разделившись, вы думаете победить Москву, что ли? Да никогда не будет такого. Любое сражение, только объединяться надо. Пусть ненавидите друг друга вы, но объединиться нам надо. Туғандар, бізге нужно объединиться обязательно. Даже здесь, за кордоном. Нам надо хазар объединяться, а не потом. Бізге нужно четко указывать, что у нас много, а не так, что Рустам Утравнан, да, Джаханам Тишеген, да, что-то пиздит там во Франции, блядь, в Париже. А Габбасов у себя в Литве там. А Айсен вообще Турциядан шыға алмай, блядь, Турцияда отыра. Ну, туғандар, құттақамы шунды сөзләр. Бізні бит дүния күрә. Значит, бізге нешіктер бірләшіп, объединенные марафоны, грубо говоря, надо проводить. Мощные эфиры нужно делать. Не так час посидели, ла-ла-ла. Отдельно выполнять конкретные дела. Допустим, 5 дней на работе, на своей бытовой работе. Суббота, воскресенье, железно ты должен сидеть перед экраном и объединять вот этих людей. Почему нет этого у нас? Шунарга тугандар, бездә разобщность. Бездә общего ничего нету, только расход мы идем таким образом, что бер штуктан безне урыслар легко югалтырга могытлар. Бер штуктан алып ташлыйлар и все. Ә без бергә булсак, минем сүзләрем, Габбасов, Айсен и башкаларның сүзләре, Сайфуддинов, еще кем, всех, кто выходит на эфир, всех их можно было бы объединять, и больше было бы народу, сидело бы, и больше распространения. Считайте, у каждого есть свой канал, и считайте,
идет общий канал, и еще наши личные каналы идут. И все это идет в общем режиме. Понимаете, какой будет кишмиш? Мощный. Понимаете? Шуларға тут как раз таки дүрт биш кішінің каналы қосылып бірге. Допустим, сіз мені ишетесіз, потом шул уақытта бұларны ишетесіз. Мында получается шул уақытта бүтініміз бір уақытта шығабыз. И бүтін шул кішілерінің каналына келген кішілер, гости, мехманлар. Ошо мехманлар утырашак уже бір-бірін біле башлыйлар. Ага, бұл былай сөйлей. И фикерлер уже алмашып, бір мощный результат келіп шыға, понимаете? А не так, что каждого слушают люди, у них голова кругом идет, а здесь мы уже на месте разбирали бы. Допустим, вот много вопросов я Габбасову задавать хотел 2 года назад, если помните, про татар, когда он говорил. А если, другие вопросы есть кое-какие, какого хрена он в Турции, допустим, сидит. Вот моменты, очень много, которые я хочу им задать. Они могли бы мне задать что-нибудь, если я что-то неправильно делаю. Я постараюсь ответить на эти вопросы. Вот таким образом мы могли бы мощное такое сопротивление сделать. Как я себя называю, уничтожителем Москвы. Вот уничтожить Москву – это прям классное слово, мне нравится это слово. Вот это слово мы должны впустить в лексикон. У каждого человека, если он башқұрт, татар, өзінің милләтін ярата екен, қазақ, қырғыз, өзбек, бірінші лозунг – уничтожить Москву деген сөз болырға тиіс. Керек болса, чтобы их не забывать, қызыл байрақлар, красный флажок, как кровь. Это как коммунизм, кровь, вот это дичь московская. Кремль напоминает красное все это. И написано там уничтожить Москву. Наша задача. Там, если помните, извиняюсь, если помните, такое выражение у них на Берлин. На Берлин. У них на Берлин деген бүтін жерге тарқалған сөздері бар бит енді, на Берлин. А бізде уничтожить Москву. Қызыл байрақларда уничтожить Москву. Бекматур, я так считаю. Ну вот только уничтожить Москву какими буквами написать, непонятно. Прям вышивку сделать на каждом флаге. И каждый, чтобы возил его в своей машине. Хоть на велике буду ехать, воткну этот флажок. Уничтожить Москву. Кепки такие, каскетки заказать. Уничтожить Москву. Понимаете? Вот наша цель должна быть, пока мы живы. И когда уже кто-то докопается до этих слов, там же на месте объяснить, почему, когда они скажут. Только один ответ будет. Чтобы наши дети жили без русского мира. Чтобы наши дети не учили русский язык. Кстати, насчет русского языка. Недавно опять это началось. Кто-то мне написал где-то в Фейсбуке, что ли, или где-то, говорит, на русском языке. Или где-то здесь кто-то на русском языке. Я им ответил. Здесь где-то, помните, на улице я эфир вел. Почему на русском языке? Мысль пришла недавно дома. Вот так просто размышляю иногда. Много размышлений в голову приходит. Почему русский язык? Почему? Смотрите, мысль приходит. Мысль пришла, она почему-то то ли с Дагестана, то ли откуда-то. Допустим, если бы не было бы русского языка, я бы не понимал бы дагестанцев, своих друзей там или кого-то там. Прикиньте. Теперь более... Это не оправдание. Этим тупым, кто задает этот вопрос, ответ более конструктивный. Какой? Аллах Таala bizga tillar bergan ekan, alhamdulillah deyirga kerak ekan.
что biz shu o'ris tilini, shu ifloslarni tilini, svолочьlarni tilini qandaydir o'zimizga yodlattirganmiz, singdirganmiz. Само собой, Alloh Taala bizga u tilni singdirgan. Мы же не выучили почему-то украинский язык, там еще какой-то английский. Вот из-за того, что мы жили в этой территории, принудительно, непринудительно, так получилось. Bizga shu o'ris tili прилетело. Допустим, не было бы o'ris tili. Допустим, вот просто, не знаю, 1000 лет назад. На каком они языке говорили? Хз, короче. Сейчас уже я не буду копать это. И сейчас я почитаю эти комментарии. Допустим, да? Ну, мы, наверное, говорили бы на своих тюркских языках. Окей, отбросили. Но мы как понимали бы Дагестан с чеченцами? Это же вообще другие языки. Мы бы пипец. И шунун үшін это не успокоение самого себя я. Это не отмазки искал я. А мысль пришла такая, что Аллах Таалам bizga bergan shu bir tilni o'ris tili deb shul qo'shilgan nimagadir. И shu tilda biz so'lashib, shu o'risqa ham so'laymiz, ukrainga ham so'laymiz, o'zimiz orada so'lashamiz, ham tonimagan millatlarimizni tillarini bilan biz aloqa qilyapmiz. Shundan so'ng narsa получается bizda. Получается, значит, без aqlli нужно оценивать с этой стороны. И каждому узкожопому, я называю уже не русский, а узкожопому вот этим вредным уродам, объясняю, что узкожопые, услышьте меня, раз и навсегда, блядь, детям своим тоже оставьте эту тему, что спасибо скажите, что Аллах Таалям нам дал ум, что мы выучили и ваш язык. Свои языки мы знаем, хоть вы нам запрещаете их, сволочи. И мы этим языком, вашим узкожопым языком, вам же отвечаем. Понимаете, вот после того эфира у меня вот эти пару дней, вот эти мысли пришли недавно. И вот я хотел высказать это. Вот я закончил ту речь, которую я на улице начинал, более тактично, так сказать, конкретно, что да вам раз и навсегда должно это зазубрите нахуй, напишите куда-нибудь, что ваш язык пришел нам от Аллаха, чтобы между вами, между нами было какое-то общение. А то вы долбоебы же, вы же долбоебы. Вы же ни татарский не знаете, ни казахский не знаете, сука. В конце концов, даже английский не знаете, если уж так подумать, да? Кроме своего языка, блин. Я не говорю тех, которые выучили. Вот я, допустим, французский не учу, нахуй он мне нужен в данный момент. Допустим, да? А вы же знаете русский только. Значит, мы, получается, общаемся с вами на русском. На вашем языке, как вы говорите. Наш язык, блядь. За это взошли, блядь, в Украину уничтожать, блядь, Украину. Кстати, прилетела в Харьков, блядь, где моя тетя, откуда моя тетя, с Харькова, Сумской области. Прилетает туда, сука, в садик, детский сад, дома бомбили на днях, уроды. Нахуй вам бомбить вообще, не могу понять, блядь, суки. Братишка у меня там живет. Вот так вот вам. Русский язык, затрахали вы уже со своим языком, блядь. Так что этот язык, или так сказать, блядь, пришел таким образом, чтобы нас объединить. А вы, черти путинососовские, идете, блядь, портить кровь нахуй всем, блядь. Вот почему, возвращаясь к тому уничтожению Москвы, говорю, байраклар bizga везде, блядь, наша цель должна быть это. Кушать, чай пить, плов кушать. Всегда мы должны помнить уничтожить Москву. Вот и все. Ради своих детей, будущих.
внуков будущих. Потому что мы жили, наши деды, бабушки, прабабушки жили в рабстве. Мы живем, грубо говоря, в рабстве. Только осознание приходить начало. Ну, может, и у них было осознание, но не могли. Как мы сейчас пока не можем уже ничего сделать. И вот поэтому нам нужно сейчас конкретно объединиться таким образом, чтобы мы могли стать, как говорится, на оружие. Понимаете? Чтобы потом уже, в конце концов, заканчивая эту речь, закрыли разговор Башкортостана, Татарстанда о русском языке. Только наши школы везде будут, блядь. Башкорт, татар, мәктәпләре ачылырга тиеш, блядь. Все. Вот наша задача будет. И в каждой школе должно быть обучение иностранным языкам. Французский, английский, немецкий, норвежский даже, блядь. Похуй. Все вот эти языки, лишь бы не русский. Вот примерно так. Чтобы в дальнейшем, если вдруг из московской болота к нам приедет русский, они должны разговаривать на наших языках или иметь при себе переводчика. А мы не должны, точнее, наши дети не должны уже понимать русский язык. Вот примерно мы должны к этому прийти. Получается, знаете как? Как бы проигнорировать их языковый вот этот барьер таким образом, чтобы безде уже, так сказать, знаете, образовался такой защитный блок, что русский язык табу. Все. Рядом не подходить к русскому языку. Изгой, блядь. О, вспомнил это слово. Изгоем сделать. Московское болото сделать изгоем. Чтобы их язык, блядь, там же и остался нахуй. Не выходя никуда нахуй с этой территории. Вот это наказание будет по всем нахуй ихним, блядь, ебучим делам. С 1552 года с падения Казани. Машунды сигу оларга китерге тиешбиз біз. Это такое вот жесткое наказание. В дальнейшем может полностью и вообще уничтожиться этот язык, и там образуется какое-то другое, хуй поймешь, население, и вот этот язык, чтобы укоренился у них. Все, пиздец. И таким образом мы полностью избавимся от русского языка. Чтобы потом никогда кто-то не говорил, что он был русским, там, или был русский язык, никто не мог вспомнить. Чтобы наши дети наши, в дальнейшем, внуки, праправнуки, уже забыли нахуй, что такое русский язык. А был там, хуй его, какой-то Москва нахуй, болото это, и там язык какой-нибудь, пусть будет нахуй, ингерманландский, или какой-нибудь мокшанский, или там финский. Все, вот так должно быть. Вот это будет цель наша. Чтобы Башкортостанда башкорт тілі, Татарстанда татар тілі, все. И так далее, другие страны. Только таким образом мы могли бы, наверное, знаете, как-то, ну, как сказать, наказать, что ли, блядь, этот выебистый народ, блядь, который до хрена на себя взял и не может за свою жопу ответить теперь. Ну, потому что бесчинство творят они, а мы сидим смотрим, блядь. Наш народ умирает, мы сидим смотрим. Вот этого дичи это не было, блядь, нам нужно уже завязывать с этим. Мы должны понимать, что Башкортостан и Татарстан это великие страны в прошлом, и мы должны вернуть это прошлое. Ата-бабаларыбызны хакына без шул хакны үзебезгә тартып алырга тиешбез. Если без шуны эшләмәсәк, без вообще кутакка тулдыкмы монда вообще. Ни өчен без монда яшәп йөрибез, блядь.
Олар не үшін бізді қалдырды мында? Туып. Понимаете? Базара нет. Меня родила мама и так далее. Но до этого нас родили наши отцы, прапрадеды, башкортлар, татарлар, узбеклар, казаклар. Во, мы откуда вышли-то? Из этой земли мы вышли, блядь. А в нашу землю пришли, как вот эти ебучие американцы, блядь, уничтожили индейцев. Вы с земли пришли в Америку. Тут, блядь, эти аккулаклар пришли на наши земли. И чё мы, сколько мы будем терпеть это? Поэтому у нас осознание, знаете, такое, знаете, я не скажу детского сада. У нас осознание похуизма. До такой степени нарсакейбес. Как этот один братан есть у меня. Не знаю, он меня смотрит или нет, может потом буду смотреть. Его слово, такое выражение. Меня ошамай. Меня ошамай. Ну, это же мои земляки. Он меня подкалывает с этим акцентом. Вот, безда, айта меня постоянно. Ну да, синя ведь ошамай, короче. И он мне вот это подкалывает, понимаете, это слово. Вот, безге ошамай. Ошамай. Вот это, сами поняли, да, что за слово это? Мне не нравится, типа. И вот он меня подкалывает этим словом постоянно. Исходя от этого, я вспомнил его так, смех вообще. Безге вернется ошамай вообще, блядь. Ничего нам не нравится, блядь. И так не нравится, нахуй. И так не нравится. Блядь, туганлар, определиться уже надо нам, блядь. Башкорт, блядь, татар должен определиться. Бізге нужна независимость, ошуймысың, ошамыймын нахуй, сігамысың, сікмеймін, блядь. Бізге шул керек. Бізге шул керек, шул нәрсе керек бізге. Все, блядь, башка нәрсе жоқ. Мысқыллық деген нәрсені аңлап жетерге керек. Мына мен, допустим, дұрысын айтсам, мына шулай кикірдәк, мына шулай итеп, мен йөрмим, мен әйтмим мына шулай. Но я вам должен сказать это. Мысқылланып, мысқыл вакытта яшибез хәзер без. Блядь, я не знаю, как это мысқыл, это... Казахи поймут меня, не знаю, мысқылланып деген сөзін. Узбеки не поймут это. Мысқылланып, мысқылланып. Блядь, как это будет? Не знаю это слово перевести. Короче, униженные. Примерно так выглядит оно. Мысқылланып. Это слово прям у нас четко, постоянно в Башкортостанда используется. Мысқылланып біз нәрсекей. В данный момент живем. Мы униженные, блядь. И вот это унижение наше, вы должны понимать, что нахрена мы вообще униженные? Вот башкорт, блин, татар, узбек, казах, да все мы, блин, по сути униженные. Мы вообще, нахрена мы от этого русского мира униженно живем? Почему мы в каком-то в тупиковом, униженном состоянии должны себя вести, вот, чувствовать, блин? Допустим, мана мен кошақмын, мені кошақ дейлер бітін, дайыма мен кошақмын, мұнда келгенмін, кошып. Суғышқа бармасқа. Мен думаете, что, как я живу? Мен да шо мысқылланып яшим. Перечислить могу, как? Как это происходит вообще? Россиядагилер униженные тем, что над вами командует русская армия, русский мир. Вот, конкретно я вам говорю. Мы оттуда Себастьяна сделали, приперли сюда, над нами командуют вообще другие люди. Блять, в душе не чаю, нахуй они мне нужны вообще, эти французы, по сути. И вообще другие страны тоже. Но я могу сказать, что рахмат оларга, что они меня пока держат здесь. Вот только это я могу сказать. Пока эта передряга не закончится, мне некуда деваться.
Поэтому, исходя от этого, мы должны понимать одну вещь, что мыскылланып Россияда яшайсың. Сіз арқылы біз мыскылланып яшайбыз. В итоге мы и вы в одинаковом состоянии, блядь. Мы хуй забили, уехали, поэтому мы здесь в униженном состоянии. А вы там живете, сами приняли это унижение и живете терпилой. Мы от этой терпилости сбежали, приперли, чтобы не быть терпилами. Но мы здесь тоже, блядь, нахуй, мыскылланганбыз. Только башка давлаттан. Теперь чуть-чуть еще раз подробнее повторюсь. Как это так? У нас есть свое, допустим, государство, да? Башкортостан или Татарстан. Мы должны жить там. Да, вы можете мне сказать, там, ты должен вообще в Узбекистане жить, там, я же родом с Узбекистана. Ну, блядь, мен Башкортстанға қайтып келгенмін. Әнкем білән нәнәләремне үйіне қайттым мен. Я же могу и там жить. Какая хуй разница? Исходя от этого, блядь, мен Башкортстанда яшим. Значит, мен Башкортстан үшін күрәшәм. Если было бы все это наоборот, Узбекистан был бы на месте Башкортостана и Башкортостан там, я бы приехал бы, допустим, в Узбекистан. Так же вел бы себя против, блядь, Москвы. Поэтому это не имеет значения, блядь, откуда ты и куда ты приперся. Имеет значение, блядь, біздің действия, что Башқұртстанға керек азатлық, Татарстанға да керек азатлық. Шул азатлықтан құтылыр үшін бізге нужно мысқыллықтан шығырға. Из этих вот этих унижений нам надо выйти. Осознать в своем мозгу, блядь, манкуртам это относится особенно, что наше унижение, блядь, зависит от вас. Не только от меня, блин. То, что я вам тут наболтал пару часов, от этого, блядь, никто не унизился. А унижены мы уже, блядь, нахуй до этого, блядь, Москвой. И чтобы выйти от этого унижения, каждой стране это касается, блядь. От Дальнего Востока, блядь, заканчивая, я вам сказал, Крыма, это всех касается. Унизили, получается, сейчас и вдобавок еще уничтожают украинцев. Это новый, блядь, эквивалент к тем нациям. Новые, так сказать, люди. 3 года они долбят их, блядь. Унижают 3 года. Хотят на колени поставить, блядь. Мы уже давно на коленях, нахуй. Не то, что на коленях, мы ползаем, нахуй. Инде даю понять еще раз. Когда-то об этом тоже я говорил. Крестоносцы воюют между крестоносцами. Крестоносец не хочет стать на колени перед другим крестоносцем. А мы, мусульмане, униженные, мыскылланган, башкорт, татар, чечен, Дагестан, все остальные, униженные, боясь этого московского болота, идем убивать других крестоносцев. Нахуя? Вопрос, блядь. А ответ я вам уже сказал. Потому что мы униженные, чмошники мы, терпилы. Чтобы выйти с этого, блядь, положения, бізге Аллах Таалям что говорит? Меня буйсын дияу. Шайтанға буйсынма. А біздікілер манқұртлар буйсынған шайтанға и ақшаға. Им бы лишь бы 200 тысяч получить, 5 лямов получить. И пиздюлей готовы получить за это. Не обидно. Потому что деньги перекрывают их униженность. Они так думают. Конченые, потому что терпилы. Поэтому я призываю башқұрт пен татарны, ақылны эшләтергә. Им нашу терпилость шығырға уже керек, блядь.
Шығырға керек. Когда-то я вам рассказывал пример своего в армии действий. Меня в армии постоянно пытались унизить. Пиздец нахуй. Воевал конкретно нахуй. Постоянно нахуй. Драка нахуй. Постоянно пизды давали. Толпой, блядь. Кирзачами нахуй. Хуярили по полной программе, блядь. Самый такой мощный удар один раз был, блядь, нахуй. Я даже фамилию его помню, блядь. Лазарев какой-то. Имя не помню, блядь. Лазарев был. Хуй один. Русский. С Ростова, блядь. Ну, явно русский, блядь. Маленький такой пидорас, блядь. Сержант наш. И у меня шулай тип-то, блядь, нахуй. На 5-ю точку, блядь. Пиздец, нахуй. Кирзачами, нахуй. Я на всю жизнь запомнил этот удар, блядь. Просто хотел, блядь, его въебать, нахуй. И тут, нахуй, меня по полной замяли, блядь, нахуй, там. Ну, короче, получается, там, блядь, сержантов вообще трогать нельзя, нахуй. Там еще лейтенант есть, блядь. Ну, короче, в итоге там такую дичь, нахуй, уставной порядок. В учебке полгода. А в линейке похуй можно драться. В учебке пизда вообще. И в итоге, короче, блядь, такой был это, блядь, незабываемый момент. Помню, блядь. Шунар... Почему? Потому что мы кутагам куяем оларға. Поэтому мне постоянно пиздюли давали они. Это делай, это делай. Я не нахуй, не буду делать, блядь. А за это пизды дают. И мана шундай хәлдән соң мен бір ай бір нас себе впитал, блядь. Вот, и долбоебом я вернулся после армии. Вообще по полной, блядь. Я впитал одну вещь, блядь. Гражданкаға қойсам, буйсыну нәрсәлеген нахуй кутағымнан нары қылам дегенмін. Буйсыну нәрсәлеген мен вообще забуду нахуй дедім. Почему? Потому что когда ты, блядь, какой-то дичи в армии российской особенно, блядь, по уставу, когда ты живешь, хорошо, я еще в диспат не попал, блядь, пронесло меня. Потому что, блядь, с этими ебучими офицерами, сержантами постоянно стычки были у меня, блядь. Хорошо, блядь, нахуй, пронесло на меня. Ну, дохуя издевательств я увидел, блядь, там в армии за 2 года. Выбешивает одна вещь, блядь, там. Что по уставу ты ничего не можешь делать. Вот самая конченная, нахуй, блядь, страна, блядь. Вот можешь ты, ну, окончательно по уставу, можешь ёбнуть, можешь конкретно, да, штык-ножом можешь заебенить его, когда ты стоишь, блядь, в этом, ну, в наряде, короче, в этом, как это, блядь, не помню уже, как называется, нахуй. Нарядный, да, короче, штык-нож, блядь, автомат дают, караул, блядь, в карауле, блядь, ты можешь заебенить его кого-нибудь, похуй, блядь. Ну, блядь, сидеть неохота, нахуй, за такого, за эту тварь, блядь. Сидеть неохота. Там же, блядь, сидишь в дисбате. Алла сақладайын да мені. Тішімді қысасың да, юрисің, блядь. Максимально там, ну, чисто, блядь, кулачный бой может устроить можешь, блядь, не больше, блядь. И то потом месиво конкретное, блядь. Там, допустим, поднял руку, ночью, блядь, тебя подорвали и душками кровати отхуярили. Как подушку бьют, так тебя захуярят, когда ты крепко спишь, и тебе прилетает несколько душек, нахуй. По ногам, по рукам, по спине, по ребрам, нахуй, заебенят тебя, а ты ничего не можешь дрыгнуться даже. Тебя держат вот так, и тебя ебашат, нахуй. И ты не поймешь, кто. Все. И все спать легли обратно. Тишина, нахуй. Вот такая хуйня была, блядь. Поэтому, исходя от этого, мне одну вещь хочу сказать этим. Что я хотел сказать, блядь. В другую тему ушел. Что Россия, блядь, если ты терпила, нахуй, значит, ты под кем-то будешь. Это закон такой, Россия. В Европе там, вот эту хуйню я не наблюдаю. Здесь нет такого. Я вам рассказывал про норвежскую армию. Нет здесь такого, блядь. У них нет этого воспитания, во-первых. А Россия бор. Почему? Потому что это тюремная система. Со времен вот этих, блядь,
раскулачивание, блядь, со времен, блядь, сталинских тюрем, блядь, вот оттуда все пошло. Весь быдло, вот эта система пришла оттуда. Исходя от этого, терпилость укоренилась до такой степени, что біздің халықны мол ясаганнар. Мол. Шу моллықтан, блядь, башны эшләтеп чыгарга кирәк хәзер уже туганнар. Башкорт белән татарга әйтәм. Каждому я это говорю. То, что ты можешь сказать «нет», тебя никто за это не накажет. Повторяюсь еще раз. Тебя никто не накажет, если вы скажете «нет». Повторюсь, скажу, что над нами нет хозяина. Над вами нет хозяина. Шунарга туганнар, безгә нужно объединять такие усилия в себе, что у нас нет хозяев. Я вам не хозяин, я вам друг, я вам туган. Чтоб син акылны эшләт. Бу дөньяга нәрсә өчен килгәнеңне аңлап җит. Кул булма, мескен булма, мыскылланма. Вот эти действия делай. Уничтожь Москву, блядь. В конце концов, блядь. Просто уничтожь Москву, блядь. За все. Порой иногда вот у меня ачуларым килеп китсә, блядь, вспоминаю все сразу. Вот я же дохуя жил в Москве, блядь. Я вспоминаю каждый момент издевательств, нахуй, ментов, блядь. Я же ненавижу ментов, военных, ненавижу их, блядь. Солдат ненавижу, блядь, всяких. Вот это дичь ненавижу я. Потому что мен олардан күп нәрсәне күрдем мен, блядь. Нечестность, понимаете? Бессовестность. Кайдан булырга может совесть, если они заточены только унижать, грабить и так далее. И, допустим, на 1000 лет назад, если отбросить этих долбоебов вот так посмотреть, кем бы они были бы? Да, мне кажется, это был бы, блядь, вестерн, блядь. Американские вот эти пух-пах. Вот это, вот они были этими. Если на 1000 минус кидануть нахуй, они были бы вот такие, басмачалар булары. Как у нас говорят, басмачалар, блядь. Пугают нас всех. Басмачалар, блядь. Вот они были бы такими. Точнее, они такие сейчас, только в нынешнем, блядь, веке оно как бы по-другому нам кажется. А так они и есть вот эти террористы, которые нас называют террористами. Вот, это они и есть, блядь. Которые разными способами нас напугали, как будто бы, и давят на нас. Если бы каждому из наших башкортам, татарам, в нашу лейбер, блядь, барып кірсә, как мне, вот мне дошло же это, блядь. Я не умнее вас, блядь. Вы, может, умнее меня, блядь. Университет укыгансыздар, закончили. Я не закончил, меня в армию забрали. Вы, может, умнее меня, блядь. Ученые и так далее, блядь. Ну, есть же, наверное, Аллах Та'алям берген акыл сізда да, блядь. Әзгене булса да, блядь, маломайзерно. Что-то должно иметь у вас. Что-то быть должно у вас, блядь. Чтобы понять, что, блядь, что-то не то, блядь, Башкортостанда, Татарстанда. Почему я должен быть таким, блядь? Почему бы не послушать этого неуча Рустама, блядь? В чем проблема? Шунарга, дуслар, вся беда в нашем страхе. Я вам говорил ломать свой страх. Просто нахуй ломать его. Почему? Потому что, блядь, этот страх ломает вас внутри. Нәрселерде. Құранларда, Сахих Аль-Бухари, шуларда бит инде укыйбыз, иногда слышали бит инде когда-то, что отсидевшие. Құранда да бит инде бар где-то отсидевшие. Или как-то называется вот этот сураны бір қысмы, вроде бы қайдадыр. Что-то, если я не путаю, исправьте меня.
которые не хотели во время нашего пророка идти воевать. И они сидели. Проблем нет. Я вам до этого в каких-то эфирах рассказывал. Когда мы войдем в Башкортостан и Татарстанга, если вы не хотите на Москву идти, окей, не мешайте нам, главное. Bizga qo'l ko'tarmagiz. O'tirig'iz, но bizga qo'l ko'tarmagiz. O'zingni tug'aningni, Totar Boshqortingni o'tirma. Ko'tingni qista o'tir shunda. Bormay turgan bo'lsang borma, я тебя не уговариваю. Но хотя бы соберитесь те, которые согласны со мной, чтобы мы хотя бы какую-то армию собрали. 50 тысяч или 100 тысяч. Нам надо все равно. 50-100 тысяч нам надо все равно. Я считаю, что 50-100 тысяч мы можем собрать Башкортостан и Татарстанда. Совместно. Башкорт поламаны ішінде татармы, урысмы, да похуй кем болсын. Ну, главное, против Москвы. Понимаете? Главное, не как этот, блядь, батальон Сибирь, блядь, и так далее. Не из этой категории. А из той категории. Пусть даже, ладно, уже согласен я даже на разные нации. Мары, чуваш, похуй. Главное, мысль ваша должна быть чистой против Москвы. А не так, что снесем Путина, а Башкортостану не отсыпем независимости. Сколько вам нужно, как Ельцин сказал. Такую тему уже не катит. Эту тему вы уже раз и навсегда забудьте, блядь. Вот эта дичь 90-х у нас не будет повторяться уже. Никакого, блядь, как они в Крыму там что-то делали. Этого не будет, Туланар. Ничего не будет этого. Сувениры. Что они делали? Какую-то хрень делали. Референдум. Референдум. Не будет этого. Я вам постоянно это говорю. Референдум нам не нужен. Будет чисто просто избавление от Москвы. Всех нахуй. Все оттуда вывести. Золото, деньги, все вывести оттуда. Разделить между республиками. Все, блядь, акции, все, блядь, то же самое. Все бабки вытащить оттуда. Полностью разорить Москву, блядь. Вот там поступить как пираты, нахуй. Полностью разорить, оставить их у разбитого корыта, нахуй. Иванушек, дурачков этих. Только потом остановить вот это все дело, очиститься от них, нахуй. И наводить порядки уже у себя. Отдать все долги Украине. Разобраться с Украиной. Вернуть все территории. Да похуй, даже Москву пусть забирает. Я вам всегда говорю, блядь. Пусть Москву забирает эта Украина. Нам эта Москва нахуй не нужна. Чтобы забыли про это болото, нахуй, раз и навсегда. Надо айланып та карага түгел, нахуй. Бізге олар вообще керек та түгел, нахуй. Мәскеуге юлны вообще забетонировать, нахуй. Нам не нужна туда, и вообще ездить нам не надо туда, блядь. Башкортостан и Татарстанга можно ездить нашими путями. Мы сели, поехали с Уфы в Ташкент. С Ташкента поехали, блядь, куда-нибудь в Ашхабад, Туркменистан, Афганистан поедем, Пакистан поедем. А тут сверху нахуй сели на корабль, блядь. Башкортостан на корабль была, Татарстанда корабль будет. Сели, поехали туда, на север, блядь. На кораблях. Все, вот наши, блядь, планы. Вот такие военные планы у нас конкретные. Примерно так, Туланар. Сори. Шулай. Шуларға бізді, білесізме, именно мына менің фикірім бойынша бізге бүтін жерлерді тартып алуға керек, обязательно. Бізге бүтін жерлерді, мен айтқан сізге нарисовал, помните, эфиры, какие-то в ютубах у меня были, карты, марты, все блокируют. Ну, я вам примерно рисовал иногда. С Куандыка, грубо говоря, низ Казахстан, вверх, это верх Казахстана вообще считается. Верх Казахстана начинается и поехали, блядь, до Ненеции, этот Ненейский автономный округ. Все это все взять, все будет это Башкортостан, Татарстан. Там Челябинск, Екатеринбург тоже будет это наши земли. Все отрезать, вот таким образом огромную территорию содрать.
чтобы через нас проходило все. Любой алмаз якутский будет проходить через нас. Вот так будет действие. И насчет этого тоже хочу добавить. Когда независимость придет, Алла берса бізге, между нами не должно быть никаких, блядь, пошлин и так далее. Вот как сейчас по России ездим, все должно быть открыто. Это касается бурятов, якутов, всех. Захотели поехать, допустим, в Японию, сели и поехали на поезде в Японию. Никакой нахуй между нами визы, хуизы не должно быть. Ничего не должно быть между нами. Граница пусть будет, но не должно быть, блядь, паспортного контроля и всей хуйни. Также с Казахстаном. Все территории открыть с Казахстаном. Все территории, все, блядь, чтоб туда-сюда, как к себе ходили, блядь. Также Казахстан и Узбекистан должны открыть свои территории. Все перемешать нахуй надо. Почему перемешать? Потому что это общие земли были, по идее. Надо это осознавать, это общие земли были. Нихуй их разделять вообще, блядь. Урслар айткен, бульганбыз, и маншылар кутакка яшаганбыз. Понимаете, вот не надо это нахуй. Все нахуй в общую территорию сделать. У каждого, само собой, Уфа, Кала, тут Казан, все у себя сидят, базара нет, никто никого не трогает. Но вот эти вот между территориями, это қара халық мына бізге керек у. Oddiy мына кишилерге керек у. Не нужно вот это эмбарго, экспорт товара, это, не надо нахуй это. Самару тоже отожмем, допустим, да, вот Самара, Тольятти, все это автозаводы, да, все это у нас останется, понимаете? То, что Москва ебанутая, ничего, это нельзя отрицать. Она же в Москве ничего не строит, она в регионах строит, но все у нас и останется, блядь. Танковые заводы, все останется. В Уссурийске дохуя танковых заводов. Я лично, блядь, был-то в таких всяких заводах, блядь, ебучих. Ротный у меня потому что был. Виноградов хуй один. Его отец был генералом танкового завода, блядь. Главный, блядь. И вот он, сыночек был танкового завода. Летеха, блядь. Потом капитана взял и так далее. Видите, как они росли, блядь. Сын генерал, отец генерал, а сын, блядь, лейтенант. Вот так. Куда поштар. Военный, улу военный была екен. Что за хуйня, да? Вот поэтому, исходя от этого, блин, мы должны понимать, что вот эта вся система должна, блядь, исчезнуть. Исчезнуть. И потом уже разговаривать с Турцией. А не так, что вот так. Капнул нахуй. Я не хочу капать. Я не хочу отстегивать от барского стола вот так. Это кибер. Высокомерие. Я хочу, чтобы в Башкортостане и Татарстанда просто было внятно открыто все. Что Казахстан, блядь, чегара юг, границы юг, Татарстан, блядь, чегара юг, все. Не говоря там Чуваш, Мары, блядь, тоже нет границ. Удмуртия вообще войдет внутри Башкортостана, останется она. Мы ее полностью вот так возьмем, закроем. Ей вообще никуда не надо границ строить. Каждый будет заниматься своей территорией, внутренней кухней, так сказать, блядь, бытовухой. Порядок наводить, юлларны ясарга керек, блядь. Да хуя чё. Может, если Москва бомбить будет Татарстан, Башкортостан, дома может еще развалиться у нас. Аллах алям, кто знает, неизвестно, что будет. Где мы что будем бомбить, блядь. Максимально, конечно, за столом надо решать это. Если хорошие русские, так сказать, не навальнисты, я навальниста вообще за русских не буду считать, блядь, пидорасцы. Только те русские, которые нам скажут, независимость Башкортостана с Татарстаном, мы не против. Не так, что
Мы отдаем, даже слово не должно быть звучать от них. Мы отпускаем вас. Вот этих вообще не должно быть слов, блядь, пафосных. Свобода, блядь. Вот эти люди, которые русские, мы должны будем отличать таким образом, которые будут идти с нами за независимость против Москвы. Вот они могут сказать, допустим, да, нам сразу заранее, что да, мы согласны за вашу независимость. Мы не претендуем. Все, вот. Вот это человеческий фактор. Другой нахуй нам не интересно. И потом уже внутри Башкортостана оставшиеся русские, я вам и до этого говорил, выбор остается им, останутся они с нами или нет, это уже и похуй нам, уже до пизды будет. Захотят, пусть остаются, как вон в Узбекистане, в Казахстане живут же русские, пусть живут. Только пусть учат наш язык. Первая задача – учить язык. Почему? Потому что вот здесь французы тоже требуют, чтобы я говорил на французском. Это нормально, блядь. Почему-то они сюда приезжают, пытаются научиться, и мне говорят, а что, вы не знаете французский? Нет, я не знаю, нахуй. Вот так же они будут учить там башкир тілін и татар тілін. И спокойно будут ходить в школу, их дети. Проблем нет. Это не означает, что татаризация или башкортизация. Нам похуй, кем они будут. Главное, чтобы они знали местный язык, уважали. А то, что они войдут, там мусульманами станут, или башкирами узкими глазами, или татарами большими глазами, нам похуй, кем они будут, рыжие, светлые. Главное, чтобы они уважали, что есть независимый Башкортостан или Татарстан. Все, нам от них ничего не надо. Бізге, білесіңбі, бәләкәй шақтан нас учили одну вещь. Вот в Узбекистане я рос какую-то часть жизни, особенно в Андижане, Башкортостанда, да, діл деген әйбір бар. Діл это по-русски, я не знаю, как это, внутренний мир, ну вот это, діліні арытмаш. Ну вот, не обидеть внутренний что-то діль, блядь. Не знаю, что за слово это по-русски. Ну, типа, внутреннее что-то, блядь, не обидеть человека. Нас так воспитывали. Как сказать, блядь? Не огорчить человека внутри. Ну, давайте вот так дословно вам перевожу, чтобы вы понимали. Нас так учили с детства. Вот как вот говорю я вам. Такой хуйни в России я не видел. Честно я вам скажу, я не видел. Но оно есть. Как оно, блядь, дыль это переводится, я не знаю. Вот какой-то внутренний мир человека. Другой человек не может обидеть. Вот примерно вот эту тему нам учили с детства. Исходя от этого, вот этот народ, который останется Башкортостан и Татарстан, да, имеется в виду из русского мира, мы будем стараться их не огорчать своими вот этими действиями. Мы постараемся понять их, потому что им куда деваться нахуй. Но в то же время вот этот «д», блядь, это не совесть, это, блядь, как переводится? Ну, короче, внутренний мир человека нельзя оскорблять, обидеть. Вот эту хуйню они должны раз и навсегда себе зарубить на нос, что русские, вот этот, который сейчас останутся в Башкортостане, Татарстане, и мы приобретем независимость, должны понимать, что внутренний мир башкорта и татара они не имеют права обижать. Примерно донес, да, я вам?
И вот эту тему нам нужно будет перевоспитать в людях. Вот нам это впитали уже с детства. Мы не можем, блядь, можно сказать, субординацию, блядь. Можно даже употребить это слово. Не должны мы переходить в субординацию. Блядь, если я правильно произношу это. Вот эту субординацию ебаную не должны мы переходить в людях. И если вот это уважение проявят русские внутри Башкортостана и Татарстана, похуй, пусть живут. Нам похуй. Не только Башкортостан, Татарстан, да. Это Челябинск, Екатеринбург, Самара, Оренбург. Каждым вот этим регионам, которые перейдут наше управление. Какая-то часть отойдет Казахстану, какая-то часть перейдет нам. И таким образом вот эта вся территория будет кишить этими русскими. И вот это, должно быть сосредоточено вот такими моментами. Должна быть вот эта взаимосвязь человеческая, что мы уже независимые. И у них должно быть отшибнуть уже с головы, что они не наши хозяева. Как в данный момент мы живем как терпилы. Вот эта терпилость уже у нас тоже должна быть искорениться, а у них хозяйство, хозяйничать уже они должны забить нахуй. Забить и забыть. Потому что хуеть мы им не дадим уже. А хуевать никто не даст им, блядь. Сразу, блядь, аузына сыгргагена. И все. Другого варианта нету. Примерно так, вы поняли, да? Но и у нас должна быть дистанс, что мы тоже не будем переходить рамки. Понимаете? Вот эту тему тоже нам воспитать надо в себе. И вот этими моментами мы должны конкретно озадачиться. Почему? Потому что, как сказать вам, блядь, тихо, мирно мы не сможем взять, я это уверен, блядь. Нас тихо, мирно не отпустят. Чечня 2 будет, блядь. Вот как Чечню, блядь, они не отпускали, так и будет и у нас, мне кажется. И это будет вся Россия, прикиньте, блядь. Вся Россия против Москвы. И вся Россия против нас. Манкурты против нас будут. И будет вот такой, блядь, пиздец, нахуй. И если мы максимально успеем до этого времени, блядь, отрикошетить вот этих долбоебов манкуртов в свою сторону, может, войну мы избежим. Но если мы не сможем это сделать, манкурты станут еще больше долбоебами, то придется только их ложить нахуй штабелями. Лишь бы, так сказать, блядь, кабірлер жетсін, блядь. Оларны тірі қалдырып болмай оларны, блядь. Или біз өлеміз, или олар өле. Поэтому истину, которую несут, блядь, мы должны жить. А те, которые в мрак нас хотят затащить, вот эта терпилость, мы должны уничтожить. Другого варианта у нас нету. Поэтому у нас очень много проблем, блядь. А мы живем беспечно. Мы живем, блядь, так, как будто бы, блядь, завтра какой-то Ленин-баба придет. Этот Ленин-баба нам, блядь, бо-бо-бо сделает, нахуй, и все будет порядок. Кутаем, блядь, Ленин юг хазар. И Путина сносить придется только нам. Если Трамп его вот, как сегодня что-то там, вчера, сегодня Трамп разозлился, ля-ля-ля, ну посмотрим, что сделает Трамп. Нихуя ничего не сделает. Нихуя. Шонарга, обидно, что, блядь, мы до такой степени, говоря об этом постоянно, не можем собрать какое-то хотя бы, блядь, так сказать, блядь, общество, которое бы говорило бы, блядь, на одном языке. Хотя бы, допустим, создать какое-то объединенное
пространство, группу какую-то где-то, я не знаю, блин, чтобы там объединить вот этих людей, которые за независимость Башкортостана, Татарстана, Ичкерии, Дагестана и так далее. Вот этих людей мы должны какую-то в одну оболочку собрать, и мы понимать должны, сколько нас вообще. Мы же даже не знаем, сколько нас, блин. Когда вот эти всякие манкурты начинают писать, они говорят, блядь, один какой-то петушара вышел, блядь, пиздит, блядь. Блядь, на самом деле я-то верю, уверен, что у нас дохуя, блядь, просто молчат, все боятся. Кто-то там высказывает, я примерно понимаю, что это молодежь. Большинство молодежь только вникает в эту тему. А вот эти вот подобие моего возраста, блядь, старше меня, они все конченые манкурты они, блядь. С них нечего взять, блядь. Тяжело с ними, блядь. Шумарга, а это молодежи 20 лет даже нету, блядь. Что с них взять, блядь? У них только мозги работают. Хорошо, вот. Они поняли, где ложь, где правда. А вот эти уже похуй, живут как живут. Такая ситуация очень тяжелая. Давайте, очень много комментариев здесь было. Ну-ка, если путевый есть, прочитаю я вам. Очень длинные комментарии были. Давайте, Азгина, остановимся и пройдемся по комментариям, чтобы люди как-то не обиделись. Тут много написали. Манаманда, где я остановился. Давайте сначала. Так, вот здесь. Башкиры ближе к казаху или узбеку. По языку как будто ближе к узбекам, а татарский язык ближе к казахскому. Ну да, языки такие у нас. Все одно и то же. Башкиры ближе к казаху или к узбеку. Ну, микс, короче, микс. Вот я, как я знаю, допустим, узбекский язык, башкирский понимаю, татарский знаю, да. И насчет языков, наши языки, вот Мергену отвечаю. Языки какие? Какие-то слова выскакивают, как когда надар ушарга может ол или узбек тіліне, или казах тіліне. В идеале, кыргыз тіліне, не надо забывать еще. Вот этот биш тіл, манашу биш тіл, блять, одно и то же, блин. Я вам скажу, блин, одно и то же. Почему? Потому что мен бетін сіз мына сөйлегенімде иногда узбекша да сөйлеп жіберемін бетінде, қайсыдыр жерде татарша да сөйлеймін бетінде, эми. И вот моментами меняется интонация произношения. Исходя от этого, твое слово может звучать, как будто бы ты сказал на казахском, сөйлейсің ме, сөйлемейсің ме, или сөйледің ме, сөйлемедің ме, или там какое-то да, слово, да, или кыргыз тілінде ишетіліп кетерге может. И какой-то сөзің узбек тілінде ишетілерге может. Поняли смысл? Вот исходя от этого, нам, блин, не хрен делить у нас. Мы же даже порой же мы вот, я же даже по себе знаю, я вот на тех огорчаюсь, на этих огорчаюсь людей. Вот это так сделал, блин. По идее, блядь, сделал-то сделал, но, блин, если так подумать, бетонебіз, блин, туғанлар да енді, блядь. Просто долбоебы мы порой иногда, блядь, друг друга не можем, блядь, помочь, там, что-то делать и так далее, и так далее. Вот наша беда, блядь, в чем, понимаете? Это личное, это личное. Шулай. А так, тіліміз бітініміздікі бір да енді, оны бір алмаштырып болмайды. Допустим, ана хоразмлық өзбектер гапырса, хоразмлық өзбектер гапырса, олар как будто татарша сөйлеген кебек. Вот у них отголоски слышно, вот так идешь, татарча гапырды ма екен дейсің. Жоқ, татарша емес, хоразмша гапыряпты екен.
o'zi o'zbek, xorazmlik o'zbeklar. İşte Xorazm xonligi bo'lgan o'zbek. Вот так, понимаете? Ну, у меня просто много друзей, земляков, так можно сказать, в Уфе, все хоразмlik o'zbeklar. Их очень много Уфада xorazmliklar. И tilimiz xorazmlik bilan, tatar tili bilan, boshqirt tili почти не отличить. Но они как-то сан, ман, как-то они тоже говорят. Geldingmi, gelmadingmi, geldim, gelmadim. Вот так они говорят. Ну и поэтому, считай, какие-то моменты татарча, какие-то моменты turkchaga o'xshab ketadimi, turkmanchaga o'xshab ketadimi, непонятно, блин. Вот такие языки, понимаете? Один черт, все одно и то же. Идем дальше. Скоро Рашка развалится, и Казахстан поддержит стремление к малому народу к независимости, а еще страна вернет свои исторические земли Астрахань, Оренбург, Омск. Иншаллах. Вот про это как раз я про землю и говорю, что вот эти земли нужно будет нам, тебе, мне, Булюбаларга, без войн. Я вам вот говорю, вот как истинный Башқұртстан халқымнан айтамын сізге. Соғышмайша ғана аларға керек, соғышмайша. Сядем, шай-пай, бешбармақ, аш-паш қылып отырып, так, Башқұртстанның жері мынақай еді с такого времени, Казахстанның с такого времени. И вот какое, где, когда было, мы это поймем, разберем, кто что было, и оттуда нарисуем на бумаге всего лишь. На бумаге нарисуем. Қолышық итіп, забор қойырға түгіл. Девар ішлерге түгіл. Забор не должно быть. Я за открытые территории. У нас не должно быть российская зиндан. Российская тюрьма у нас не должна быть вообще. Имеется в виду. Вот сейчас мы зинданда яшейбіз. И шулай бір болмасқа тиіш. Қазақстан білен Башқұртстан, Қазақстан, Бурятияға шекара болмашы керек вообще. Вы Қазақстан шекараны Китайға қойыңыз. Китайны кіргізмеңіз. Этих уродов, китайцев, не запускайте. А бізде шекара болмашы керек. Вот примерно я вам объяснил. И как раз эту тему затронули, сейчас потом дальше дочитаю. Еще одну тему давайте поговорим. Бурятия, Монголия, какая-то часть уже зашла, помните? И все до Японии территории, я еще раз повторюсь, контролировать должны мы. Казах, башқұрт, татар. Ну, узбекны я здесь не могу включать, он дальше, да? Казах, башқұрт, татар будет контролировать до Дальнего Востока территорию от китайцев, чтобы Китай не забрал Бурятию с Якутией. Вот это у нас должно стоять прям вот. Мен бармағымны былай етіп сөйлеймін теге оқытушылар кебек. Вот мына шу әйбер болмасқа тиіш. Туғанлар. Мына шу әйберні біз нық қорғауға тиіш боламыз. Немеге? Я не хочу, чтобы у меня, блядь, вот здесь за затылке, блядь, был Китай. Я не хочу, чтобы вот здесь, блядь, справа, Челябинский, у меня, блядь, китайцы бегали. Я не хочу этого, блядь. И я не хочу, чтобы верх Казахстана был Китай, а не Бурятия. Ну, надеюсь, я вам объяснил. Алтай еще. Еп қояман дейді Китай хамма нарсаны, евараман дейді. Потому что я же видел эту ебучую карту, поэтому я с ними и хочу разговаривать. Габбасовыми, всякими вот этими, блядь, Эрзя, Мокша, вот это, Болаянем, вот этими империя, развалы империи, какой-то есть же, блин, свободная лига наций, блин. У них карту видели, где Габбасов сидел, я вам еще озвучивал об этом. Вот этого не должно быть. Вот этой карты не должно быть. Если вы вспоминаете эту карту, видели вообще когда-нибудь эту карту? Это разделили какие-то ебучие европейцы. Кто-то разделил его, ООН или кто. Там идет, получается, вопрос такой, что нашла Булинген как будто бы қойдыдыр там от бошлы Мәскеу, әлі нәрсекей,
Потом мында что-то, блядь, Казан эзгине. Потом Казан артында, блядь, Оренбургская страна. Какой-то, блядь. Помните эту карту? Потом мында Башкортостан белекегине. Üstte какой-то Екатеринбургская область. Потом еврейская автономная. Потом дальше Китай. Все до Якутии это Китай. Всё, и рехнулись, блядь. Это кто рисовал эту карту, блядь? Это же карта везде бегала, эта карта. Видели же эту карту? Я вообще не согласен этим. Бурятия, точнее, с Монголии начнем. Монголия на Йортаса так и так Китай сожрал его. Внутренняя Монголия, Китай сожрал его. Этих монголов Китай сделал китайцами, блядь. Чуть-чуть Монголия осталась на российской стороне. Шунарга, Бурятия, Алтай, Якутия должно быть под нашим наблюдением. Под наблюдением мусульман, которые будут противостоять этим узкоглазым китайцам. Вот примерно я вам объяснил. Бизнес-задача должна быть такая, что контроль после Москвы осуществлять будем мы на тех территориях до конца, до Японии. И когда-то в одном эфире я вам еще рассказывал, что верх Японии, вот этот чертовый Сахалин, который они хотят взять, это все острова японские. Определиться, разделить там все, что как нужно, отдать Японии, чтобы они успокоились. Нам не нужна вражда с Японией. Если Япония пойдет куда-нибудь там на Алтай или в Бурятию, там придется их защищать. И нам эта головная боль не нужна. Поэтому с Японией нам нужно дружить. Потому что мы тоже такие же азиаты, грубо говоря, такие же мы узкоглазые, если уж на то пошло. Мы такие же, мы не русские. И нехуй воевать с ними. Бізге жеткен Япон соғышы бізге жеткен шу орыс хайванларына үшін, блядь. Анда да біздің ата бабаларымыз өлген, блядь. Шу Япон соғышында. Я с деревни даже слышу постоянно. Слышал с детства. Япон соғышында болған. Мына Кортатайы. Мына Кортатайы анда болған. Вот так, понимаете? Даже у моих родственников было такое. Поэтому я этого не хочу слышать больше. Я не хочу фин соғышында болған дегенді. Менің Кортатайым фин соғышында болған. Тірі қайтқан. Поэтому, исходя от этого, без аңларға тиішпіз. Японная должны успокоить своими их землями, которые захватила Россия. Бурятию и Якутию должны защищать мы, потому что у них нету людей, чтобы сами себя защитили они. Им еще надо восстанавливаться, потому что там пол Бурятии это русские. А чтобы там больше бурят стало, надо им помочь, чтобы они размножались. Вот. Больше, имеется в виду, по исламу надо их прокатить. Я думаю, может даже, чтобы они детей начали рожать, ё-моё, по 5-10 человек в семье, чтобы было. Бізге дошло иштерге керек. Башқұртстанны яйратырга керек. Полный рост. Чтобы у каждого башқұрта и татара по 5 детей было минимум. Вот я еще тоже отстаю. Должен догнать эту систему Аллаверса. Хоть 10 пусть будет. Я рад буду. И чтобы у каждой женщины в Башкортостане была защита. Что никогда вот этой мысли не должно быть, что ашлық болғаш мен туымын бала деген сөз болмасқа тиіш. Біріне де ашлық болмасқа тиіш Башқұртстанда, Татарстанда. Никакого голодомора не должно быть. Захотела родить, все, родила. Гособеспечение, муж и сама могла хорошо зарабатывать. Вот наша задача
восстановить Башкортостан и Татарстан после вот этих московских грабежей. Вот наша задача. Восстановить всю вот эту, так сказать, нечисть, уничтожив. Деген нәрсекей. Изгілік кетірге керек енді бізге. Яқшылық кетірге керек мына шу Башқұртстан мен Татарстанға. Принести добро людям до нашей смерти. Чтобы в будущем люди начали жить там спокойно уже. Могли только вспоминать нашу победу. А то, что было до нас уже, чтобы они забыли нахрен. Чтобы не вспоминали. Шулай. Поэтому столько бед только из-за одной Москвы. Одна Москва, как один Израиль, грубо говоря, который мочит, блядь, Палестину, а здесь эти мочат Украину. Вот сопоставимая одна хрень это. Но только Израиль пока мочит только одну Палестину, а Россия мочит миллион вот этих 179 стран внутри России. Точнее, 179 национальностей она убивает. Каждый год. Разными путями. Алкоголизм, туды-сюды, наркомания, а сейчас вон война. Каждый день, наверное, там 1000 человек ложится на тот свет. А мы, говори, не говори, как бы это такое чувство, что, ну, ноль внимания, что ли, или что, я не знаю, вот как это, блин. Аж обидно становится иногда. Говоришь людям, а люди думают, что мы вот балаболим там за границей, блядь, нам нехуй делать. Вот именно, нам нехуй делать, что ли? Балаболить это вот, подумайте сами. Время вот сейчас даже вот 1:45 уже. Я где-то в 11 начал. Грубо говоря, 3 часа я с вами. Мне что, делать нехуй, что ли, пиздеть об этом? Я же тоже не с ума сошел, наверное. А я по делу говорю, что мы понимали, что наш путь, он ведет к тому, чтобы народ осознал свою национальность. И нахуй он вообще родился? Он же не родился, наверное, быть терпилой всю жизнь. И мы должны это донести до них. Мы, да, вы можете сказать, блядь, а чё, типа, ты умный, блядь, они тупые, что ли? Такая мысль может появляться у людей. Нет, нет. Просто есть люди, которые включились в самозащиту, а есть те, которым похуй на себя. И вот мы должны доносить это. Почему вот независимый Казахстан тоже начал понимать, что у них, блядь, какое-то правительство не такое, блядь. А они ведь независимые, блядь. Живут сами по себе, войны нет, ничего нет. Мобилизации нету. Танашлах нормально, Аллах шкр. Но они осознали, что что-то не то, блядь. Я об этом вам долбил постоянно про Узбекистан. В Узбекистане Каримов сдох, Мирзияев, черт пришел, блядь. Одно и то же, блядь. При Каримове 6 миллион дедову. Если помните Каримова интервью, на Суришке сидит там на поле где-то у Дихканов. Mana что там пиздит. А Toshkentdayam ishlasa bo'ladi? Nima Rossiyaga borib ishlashyapti? Madikor bo'lib, deyapti Karimov. Я прям, блядь, пиздец помню этот видосик егошний. И тогда было 6 миллионов узбеков, хуй знает где-то, блядь, шароебились. Допустим, 36 миллионов в то время было. 30 миллионов дома, а 6 миллионов шароебится где-то, блядь. Унамадыяна. Это значит, каримовская сучка не мог обеспечить Узбекистан. Потому что все держал вот так в себе. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, не тратить. А Мирзияев пришел, понял эту фишку, и чтобы үзіне қаратыр үшін, он
открыл какие-то ворота, дал свободу чуть-чуть. Но это не максимум. Ну и Аллаха шукр и на этом. Но от этого, блядь, узбеки не перестали, блядь, Москву подметать. Ничего не изменилось, блядь. Понимаете? Вот в чем вопрос, блядь. Шунарга, блядь, Башкортостан, Татарстанда еще хуже эта обстановка, что мы не можем, блядь, нахуй, строить свое государство, как мы хотим. Хабиров, блядь, кисасына тутрада, окшана тутрада, тага, хотаны армян, и полностью они разграбили, блядь, весь Башкортостан. С этими ебучими содовыми компаниями, нахуй, куштау-байрамами, всякое дерьмо вот этим. И чё? И чё вы добились? Мы добились, блядь, полной нищеты. Поэтому, блядь, наша молодежь, ну так сказать, и старая молодежь, мужики, так сказать, поперлись на войну, блядь, зарабатывать 200 тысяч рублей. Вот мы что добились. Это не защита России, поймите. Это уничтожение нашего народа. Россию защищать от кого нахуй? Че, украинцы пришли к нам? Нет. Никому нахуй эта Россия не нужна вообще. Она сама, сука, лезет куда не нужно, блядь, лезет туда-сюда, лезет. А мы как пешки в этих войнах, блядь, используемся как эти одноразовые гондоны. А народ, блядь, молчит. Ну, акыл керек дейін, да? Даже мына башқұрт хатынларына, қызларына айтам, блин. Татарларға айтам, Татарстан, Башкортостан. Была у меня до этого жена с Татарстана. Это, надеюсь, не последняя. Короче, тоже за Путина нахуй начала топить, блядь. Она как бы не согласна, но выхода нет, она будет топить за Путина. Потому что она хочет жить там. Тоже ебанутая, я вот только так могу сказать ее. Потому что манкуртский, быдловский менталитет. Да, базара нет, мусульманка и так далее, но, блядь, это не означает, что человек, нахуй, не на правильном пути. Он на пути Аллаха, но в то же время манкурт. Пешка русского мира. Поэтому эта система даже из правильного человека делает неправильного в наших глазах. Может, ты там в совести живешь, Башкортостанда, Татарстанда. Все, сүзюк сеңе. Но сенің совестің шундаук уже юғала. Чүнки сіз мына һәрбір халық анда безне, если сіз кулламайсыз екен, значит сіз біз яқта түгелсіз. Тут не надо оправдываться страхом и так далее, и так далее. Просто нужно маякнуть нам. Сказать, что вы с нами, но вы не можете показать это. Поэтому всегда я говорю, подписывайтесь, отправляйте это, раздавайте мои эфиры, отрезайте моменты, которые вам понравилось, и афишируйте внутрь России, запихивайте меня хоть куда. Мне уже все похуй, блядь. Чё будет со мной, блядь, до пизды. Главное, блядь, уничтожить Москву. Все, наша задача вот это. Потому что мен теге мында келгенімде мен 37 яш ие. 37 яш, только үйленген ем. И из-за вот этой ебучей мобилизации жена говорит, бывшая, типа я дезертир. Все, на этой почве нахуй мы подцапались, нахуй захуй, и кутана типтым мяна, грубо говоря.
онда бала туылған. Ну, это уже потом. Бит енді 2 қат болып қалған бит енді ол анда. Даже онарға да қарамастан ол шу айырылуға себя вот наставила. Анькасы уговорила, наверное, или что. И я понял одну вещь, что не в этом, блядь, цель моя, блядь. Халтын кыз нахуй бітмеген, блядь. А дәулет нахуй. Бір генә. Кызлар да хуя. Бала да проблема түгел. Проблема син кайда яшәргә уйлыйсың, сине халкың ничек яшәргә уйлый. И вот и как будет Москва выглядеть вот в этом всем положении. Где ты, где Москва будет. Вот наша цель. Поэтому мы должны понимать, что менің юлым дұрыста, мен дұрыс юлдамын. Шу менің дұрыс юлымда барған бәлкім хатын кыз да табылыр, кешеләр дә табылыр. Без менә шул юлны алып барырга тиешбез. И без күбәешергә тиешбез. И шунда мен аңлап җиттем, что Аллаһ Тәгалә мине бекәрдән бекәр монда китермәгән. Просто такка китермәгән ул мин монда. Я прошел эти ебучие пути сюда не просто, значит, а значит, я должен эти что-то делать. И в течение вот этих 3 лет вот идет вот эта вся, так сказать, борьба моя за жизнь. И доносить вам решил это все дело. Потому что кемдер моным белән тоже должен заниматься. Если не я, значит, кто-то должен другой. Если я сдохну, значит, кто-то должен подхватиться и дальше нести мое слово. Тут только так. А когда мы уйдем, уже это все от Аллаха. Сегодня, завтра, не знаем. Как раз к этому моменту я вспоминаю как раз вот человека, которого недавно убили. Какого-то брата нашего дагестанца, которого я как-то пару раз видел и так и не понял, кто что. Абу Бакр, что ли, как-то его зовут. Не помню. Вот. Человека тоже убили в Турции. После этого, что вы можете сказать, что Турции ты будешь, хоть на Луне будешь, если аджаль, если придет к тебе, ты уйдешь там, где уйдешь, где ты находишься. В походе на Москву мы умрем. Или сейчас умрем. Аллах Тәгалә генә белә, без белмибез. Шуларга курку дигән нәрсәне без онытырга тиешбез, туганнар. Курку дигән нәрсә бездә булмаска тиеш. Предвидеть мы не можем. Прочувствовать, может, какой-то момент мы сможем. Но мы можем инстинкт свой не использовать в этот момент. И будет, то будет. Что будет, то будет. Тоже от Аллаха это. Шуларга призываю вас всех, башкорт татарны, үзебезне милләт өчен көрәшергә тиешбез. Шу вот безнең задача шул. Казак, үзбәк, кыргыз, таджик, иншаллах, нас поддержат. Вот мен только шул 4 милләткә генә ышанам. Турциягә мен ышанмыйм. Вот 4 милләта, которые сосредоточенно и взаимосвязанно живет среди нас. И мы среди них. Всю жизнь. Вот туда-сюда мы вот друг другу туда-сюда скитаемся, друг другу ездим. Вот это наша нация. Ближние. Как вчера, что ли, в ТикТоке или сегодня увидел. Таджик, өзбек, бір милләт. Только телемез башка deyapti да биттасы. Ну какой-то имам, что ли, он, ну какой-то проповедник. Узбек, ну, блин, какой-то домла, короче.
Ну, миллят, конечно, я не согласен. Бір миллят deyip, таджик bilan узбек. Я не согласен. Тіліміз башка. Ну, понятно. Но миллят bilan я не согласен. Поэтому, исходя от этого, я написал там комментарий такой, просто я так, к примеру, вспомнил, что башкирт bilan татар тоже бір миллят түгіл. Но туғанбыз бір-бірімізге. И также узбек bilan таджик бір миллят түгіл. Тіліміз де башка подобно. Но туғанбыз. Только тут можно пример приводить один, единственный пример. Можно миллион привести, но совпадений не будет. Но Аллах Та'алямның сөзі бір генә. Он говорит, вас, я, говорит, вот так создал разные языки, что вы друг к другу ходили, дружили, какие-то движения делали, алды-сатты, языки учили, отдавали друг другу своих дочерей, женили туды-сюды. Ну, короче, взаимосвязь. А если бы Аллах Та'алям этой взаимосвязи не делал бы и не сказал бы нам, не оставил бы это нам, Коранда, хадисларда, то он бы сделал бы нас одним миллятом, допустим, китайцы все мы были бы. Один язык был бы по всей земному шару. И все. Аллах Та'алямга все возможно. Ему и все возможно. Поэтому, исходя от этого, значит, он нас разделил на какие-то миллион частей наций по всему миру и сделал назидание, чтобы мы общались, находили общий язык. Как бы игра на интерес, как в бильярде. Но только на такой интерес тут идет, что сможешь ли ты себя сдержать, правильно провести эти там 50-100 лет и прожить свою жизнь правильным образом или нет. Вот и все. Тут гадать не надо ничего. И не нужно говорить, что без бір миллят. Я этим не согласен. Бір миллят деген нәрсе жоқ. Bizni принципиально millatlarga bo'linganmiz. Tilibizda boshqacharoq. Nimaga? Чтобы Аллах Та'аля проверить нас. Проверить. Мы как бы смотрим не только же как бы то, что вот мы как мы получились так, как мы получились, да, мы же до сих пор не можем понять, как мы получились так. Допустим, приведу еще один пример, где-то читал. Дагестанцы, особенно вру, не дагестанцы, вопрос был про этих, когда Сирия победила, вот этот, там вышли эти, не могу эту нацию вспомнить, много этих, абхазцы, ну что такое, не абхазцы, вот оттуда что-то вышло, короче, какие-то нации одна есть. Кавказцы, короче, которые очень много в Сирии и в Турции. Вот я не могу вспомнить эту нацию. И вот прикиньте, вот эта нация, какая-то из этих наций, какими-то этногенезом, какой-то херней близки, языком близки этим албанцам. Вот как то ли Дагестан, то ли вот эти, какой-то язык близок к албанцам. Получается, даже не албанцам, но, короче, то ли... Что такое? Ну да нет, албанцам все-таки. Албания и вот это Югославия, не Югославия, Косово. Ну, короче, вот это. Вот эти
Вспомнил, блин. С лезгинами. Вспомнил. С лезгинами вот эти албанцы. Что-то вот с ними вместе миксовано. И язык какими-то моментами. Ну, язык не гарантирован, но что-то вот такое. Лезгинский, вот, опять-таки возвращаясь к русскому языку. Мы же не могли бы понять лезгинский язык. Это пиздец тяжелый язык лезгинский. Аларский, лезгинский, хз, лезгинский. И вот этот лезгинский язык схож, как я читал там, с албанским. Тут корень вроде бы вот их, точнее, нация их. Короче, вот эти албанцы каким-то макаром оказались там. И это лезгины, как я понял. И вот этого бы Аллах Та'аля не сделал бы такую кашу, чтобы мы потом разбирались между собой. И поэтому я считаю, что каждая нация идентична. Не просто так она сделана. И Шунарга, я к чему это вообще все? Шунарга мы должны понимать, что башкирт у башкирт, татар у татар, казах у казах, таджик таджик, туркман туркман, узбек узбек, кыргыз кыргыз, Алтайдан келген, ондан келген, мындан келген, пофиг қойдан кім қойдан келген. Тут, я же говорю, пол Дагестана не знаешь, откуда они вообще туда приперлись. Кто они такие вообще? Мы не знаем еще. Суть какая тут? Суть всем он дал одну расу, так сказать. Один девиз здесь это была именно. Раса, может, другая, потому что африканцы есть еще. Ислам. Просто он сказал, вот будьте в исламе. Он дал нам ислам. Понимаете? Он дал нам ислам, и мы мусульмане. Кто-то христиане, кто-то крестоносцы, победоносцы, и аляким, короче, вахахазо, короче. Вот. Исходя от этого, что происходит тут? Происходит то, что неразбериха не в нациях наших, а в нас самих себя. Если мы начнем ценить свою нацию, башкиртов, татар и так далее, мы тогда только осознаем, что Москва для нас враг. Вот это, понимаете, нам нужно вникнуть в это, что Москва нас булеп ташлаган на мелкие кусочки. Не в том понимании, что на нации нас поделила Москва. Нет. Наоборот, нас она как бы поделила, чтобы мы друг друга ненавидели. Вот в таком образе она нас поделила. Чтобы мы никогда не сплотились. Эфир вырубился. Что происходит с этим дебильным телефоном? Эфир вырубается. В ТикТоке. Хорошо, хоть YouTube держится. ТикТок сюда такое. Мне кажется, китайцы, когда начинаешь про Россию говорить, вырубает. Вот я так понял, короче. Постоянно ТикТок вырубается. Уже 3-4 раз вырубился. Шулай туғанлар. Шунарға этот, сейчас врублю, ТикТок. Там пару человек тоже сидит. Шунарға бізге білесізме ең әйбәті, мына хазір, данный момент, хоть как кого-то надо набирать людей. Хоть как надо набирать людей, доносить до людей внутрь Башкортостана с Татарстаном, что бізге уже надо все просыпаться. Надо просыпаться, а не так, что там мы вот как бы поумираем, короче, в Украине, нас поубивают, и потом как-то мы заживем. Мы не заживем. Біз әзәйдік бітінді так и так уже. Нишам мыңға азайда екен, миллионға ма, мыңға ма, непонятно, сколько нас вообще осталось вообще-то. Я не знаю. Поэтому нам надо увеличить
первую очередь рождаемость, чтобы Башкортостан, Татарстанда вот эта молодежь, которая осталась, по-человечески начала жить. Для них нужно нам создать обстановку жизни правильную жизнь дать, чтобы они больше рожали детей, не для детдома только, а үйінде нормально воспитывали, семейное положение, чтобы у них было нормально и так далее, а не детдомы, или как я вон 1000 раз развожусь. Вот этого тоже не должно быть. Нормально күтін қысып яшәргә тиешләр, ирле хатынлар. Только так. Максимально работать по созданию семьи и благополучию семьи. Надо увеличивать вот эту семейную систему, чтобы были такие, как вот в Европе, допустим, такие организации какие-то есть, которые, допустим, приходят и проверяют семью, как там дети живут и так далее, там могут отобрать ребенка и так далее. Вот такие действия тут есть. Но это перебор. У нас не должно быть такого, потому что все-таки мы мусульмане. Мы не имеем права отбирать в семье детей. Такого не было никогда. Поэтому без того это не должно котироваться вообще. Таких законов не должно быть. Мы только возьмем систему изначальную, просто проверка семей, система социальной помощи, проверка семей. Допустим, семья, и для каждой семьи, допустим, бір ауыл дейін, бір ауыл, район, должна быть такая социальная обстановка, которая каждый там месяц, там раз хотя бы ходит в такие семьи, особенно в семьи с детьми, чтобы разведывать обстановку, как они живут, туда-сюда, короче. Нәрсе ярдәм берия кирәк, туда-сюда. Не имеет значения, богатые они или бедные. Похуй, вот задача там в месяц, каждый месяц попасть на одну семью, куда-то, в любой адрес, по городу, по деревне, и всех обойти. Ну, допустим, бір махалла берілі, бір урам берілі, шул урам махаллада бір социал үтіргә тиеш. Икенчеде, шулай. Ну, как раньше махалла комитеты были, они же все знали, что происходит в семье. Вот у нас в Узбекистане так было. У меня, получается, дед тоже был начальником вот этого улицы махалла комитета, короче. Узбекорта там. Вот. А бабушка у меня была этот начальник паспортного стола, получается. И вот как-то, не знаю, как у них работает, вместе сходилось. Он там работал, она тут. В итоге все, так сказать, в государстве работали. Если уж на то пошло, работали уж на узбекское государство. Но узбекское государство работало на Красную армию, блин. Коммунизм, блин, чертовый. Поэтому вот этого у нас уже не должно быть. Вот этот безбеднейший коммунистlar балалары бит инде. Это как бы мы не скроем это, блин. Мы, грубо говоря, блин, в этом ебучем коммунизме и родились. Вот. А наши дети уже родились в путинском режиме. Дебильной системе. Непонятной. Кому верить, кому не верить. Тут дичь полная. И вот мы должны таким образом увеличить полностью нашу бытовую вот эту социальную помощь Башкортостана, Татарстанда, и чтобы семьи максимально много рожали детей, максимально, чтобы кутарега башкортотарна. Еще раз напоминаю, для чего? Земли у нас увеличатся полностью, перем, там сверху коми, моми, чем, какие там земли мы будем брать. Все, когда увеличится, там же одни руснявые живут, а нам надо пихать свое. Поэтому в итоге мы должны будем это сделать таким образом. Понимаете? Нет, вот это не тянет, короче, эфир у меня не тянет, вырубается. Шулай. Так, давайте почитаем комментарии. ТикТок что-то вырубается, у меня не работает. Так.
У нас в Казахстане завтра митинг. Выходим против правительства, против пророссийской позиции правительства. О, машаллах, молодцы. Давайте, Алга, Казахстан. Мы держим за вас кулачки, деген кебек. Вы идиоты, ваши ресурсы, нефть, газ принадлежит американским компаниям, а вы ноете, Россия виновата. 70% ресурсов Казахстана не принадлежит государству, а Америке. Вас настраивать против спецом. Чё, у тебя одна извилина? Какие мысли? Роксана, ты о чем пишешь? Ты кому пишешь? Мне пишешь? Казахстан или ты определись, или Башкортостан, блядь? Кому там ресурсы, кого ресурсы, блядь? Так, скоро Рашка развалится, и Казахстан поддержит стремление малых народов и к независимости. А еще Казахстан вернет свои исторические земли. А, это я читал. Мечтатели аульные. У вас нормальным инженером, вы же малограмотный народ. Кому ты пишешь? Нам, что ли? Или казахам? Да пошла ты нахуй, овца ебаная какая-то. Ум, блядь, у вас, блядь. У узкожопа как будто ум есть, да, блядь? У узкожопа какой нахуй ум, кроме водки, блядь? Идиоты долбаные, блядь. Всю нашу историю, блядь, напиздили, блядь. Ума набрались, понимаешь ли, блядь. Пиздец. Я вот таких быдло долбоебов я не могу понять, блядь. Я тебе до этого только вот узкожопом объяснял только что о том, что, блядь, ваш язык, блядь, нам пришел он принудительно, он нам нахуй не нужен был, по идее, блядь. Мы среди туанов всех друг друга мы понимали до этого и без твоего языка. Менің мына қортнанам әнкейнің нәнәсі әнкейнің нәнәсі ғарап тілінде оқыған, ғарап тілінде жазған. И когда она была, в те времена еще вот этот ебучий коммунизм шел, не шел, блядь, в те времена Башкортостанда, Хан-Татарстанда писали на арабском. Там нихуя не было русского алфавита, это вашего долбаного, блядь, кириллицы, блядь. Это Кирилл хуй какой-то появился, потом появился ваш алфавит. До этого наши все писали на арабском языке. Ну, имеется в виду алфавит арабский, а произношение татарское. Ну и могли и арабский, наверное, знали арабский тоже. Ну, это надо, конечно, арабский учить. Как до сих пор в этом, в Афганистане. В Афганистане пишут урду там или там вот это по-арабски, афгански пишут. А буквы как будто арабские, а некоторые другие их буквы, а многие арабские, наверное, буквы. И вот оно похоже, но читается как по-афгански. Фарси. И Башкортостан, Татарстанда то же самое было. Получается, татарча, башкирча, произносится. Ну, как вот сейчас мы на латынице в Узбекистане пишем, на латынице, а произносится же на узбекском. Вот так, то же самое. Башкортостанда писали на арабском, а произносили на этом. Башкор тілінде, татар тілінде. Вот тут логика. А тут мозги, наоборот, у вас нету, идиоты, блядь. Наши люди в прошлом, наоборот, знали до хрена и больше, блядь. На арабских буквах писали татарский, башкирский язык, блядь. Это же уму непостижимо. Это пипец. Я даже сам мечтаю выучить арабские буквы, чтобы я мог Коран читать сам. Но я не могу, потому что я свою лень не могу преодолеть. Ярат не могу, ятмара. Шулай. Поэтому, ну, надеюсь, я ответил. Идем дальше. Башкиры ближе к казаху или узбеку по языку? Так, окей. Согласен с автором полностью. Только келесемен сизбен. Цель это твоя юрта. Мы в Казахстане работаем над разделением Рашки. Работаем, братья. Альхамдулилля. Полстраны на рынках стоит, пол таксует, вот и вся казахия. Аульный народ, нагнутый, работайте. Чё за нахрен овца пишет, блядь, про Казахстан? Ну так общайся на своем, зачем ты говоришь на русском? О, Санек, блядь. Пиздец, блядь.
Ассаламу алейкум, Башкортостаннан. Ва алейкум ассалам. Ну, я отвечаю поздно, но пытаюсь ответить. Потом посмотрите. Вот, видите, вот опять этот какой-то узкожопый вышел, говорит, общайся на своем. А смысл общаться на своем, если я, как говорится, я вам уже объяснил, как бы, почему я общаюсь на русском. Сейчас еще раз зайду-ка, что-то этот не работает. На всякий. ТикТок тупит конкретно. Фиг знает, почему он тупит. Может, блоканули меня, сейчас в другой ТикТок зайду. Сегодня Татарстана напали на конвой и освободили срочника. О, машаллах. Молодцы. Молодцы. Вот такие вот новости закидывайте в Телеграм, там, если есть такие новости. Телеграм-канал же у меня есть. Киреп шунда тошлағыз там. Что-то я недавно открыл еще какой-то Париж канал. А так и этот Босния, граница у меня, этот канал, я так называю его, чтобы... Не этот... Не забанили. Башкортостан будет свободный, иншаллах. Конечно. Аллах верса. Красавчики, походу родственники его вызволили, а то был бы мясом на войне. Это само собой. Мы уже битины, сколько вам и говорю, блин, сугушка вообще бармагас. Нафиг это вам надо. Тут не можем разобраться еще, где кто, как говорится, а вы еще на войне умираете. Униженные на казахском корлангандар. Корлангандар. Корлангандар, униженные. Бізде, наверное, ол хурланганлар. Хурланган. Татарша или башкирша хурланган. Наверное. Униженные. Но вот хурланган, мыскылланган, вот мыскылланган, одно и то же вот. Мыскылланган, хурланган. Вот мыскылланган на русском я так и не понял, что за слово это. Да, слава Аллаху, Господу миров, что Он дал нам, казахам, независимость. Да, не то слово. Не то слово. Автор, общаешься с чатом. Ну вот, и при остановке с какого-то момента начинаю читать все. Салям, салям, айдос. Хочу, чтобы Башкортостан и Татарстан были независимы, иншаллах. Ну да. Пообщайся с чатом. Азатлык халыкларыбызга. Иншаллах. Это в твоей голове, что хозяева, понимаешь? Ольга какая-то Ковалева пишет. Так. Мы, казахи, не претендуем на землю Башкортостана. Главное, чтобы у нас была общая граница, иначе Башкортостан будет анклавом внутри Рашки. Да, вот именно, вот Алтыкиши утра, Рахмат. Не могу этот открыть, этот чертовый другой. Этот интернет, что ли, тупит на самом деле. Сейчас попробую выйти в эфир. Получится или нет. Просто в ТикТоке другой контингент сидит. С Казахстана, там, с Узбекистана. Глюк ловит, короче, этот телефон. Не хочет этот работать, что ли. Вот, шундый хал, дуслар. Я до конца я прочитал, но там
товарищ какой-то пишет. Хотел еще здесь послушать Габасова, но у Габасова только старый эфир. Сигизкин Алдан Булганов эфир. И как бы я его просмотрел, ну, заново уж это нереально посмотреть, больно долго. Ну, давайте посмотрим этого. Может, есть что-нибудь свежее в поистине у Айсина. Ну вот, с Кутаевым разговор был. В Газу войдут турки, Путин кинул Трампа. Не знаю, о чем говорят они. Ё-моё. Очки у меня этот ozgina bitinde минуслары көбейді қазір. Порой меня это штырит, блин, от этих минусов. У меня же они были ниже, а эти как бы больше, оказывается, у меня уже больше глаза испортились. И сблизи в них смотреть вообще херово. Бошайлена, блин. Он на дальняк, что ли, они мне сделали, только дебилы. На близняк он не работает, что ли? Не понял. А те были у меня нормальные, которые сломали. Ну да, только вот это свежее. 12 часов назад. И вот это про газу. Ну что-то про Россию тут ничего нету такого. Хотел больше Башкортостана, Татарстана посмотреть, но юг информации вообще. Меня же тут какие-то еще какие-то группы были в Телеграме. Раньше я Телеграм читал, вам помните группы? Они же меня там везде заблокировали. С нового аккаунта надо зайти. Вот это Куштау Байрамла. Они же этот какие-то странные люди там сидят. Так. Ну вот этот давайте вот этот посмотрим. О чем тут говорится вот здесь. Вот этот в Турции, короче, от Кашапова какой-то мужик, короче. Konferans Kazan Hanlığı ve şimdiki Tataristan Kadir Günü Kazan 1552-2025 adındaydı. Sunum konuşmasında Ruslan Bey 1552 senesindeki Tatar faciası Moskova'ya komşularına yönelik işgal kapısını açtı. Bu da Rusya İmparatorluğu'nun oluşmasına yol açtı dedi. 1552'de Kazan'ın düşmesinden sonra birkaç sene içerisinde Kazan Hanlığı yıkılıp peşinden de Astraхан, Sibirya... Короче, он на турецком, что ли, читает. Что-то такое, короче.
tekrarlanmaması için ne yapmamız lazım? Теперь мне вам надо, кто такие. Будь Татар Шурасана, если он торчит тут, Татар Шурасан, Сайфуддинов, ну понятно, это вся вот эта шушера, я их называю, кашаповская. Это кашаповские люди. Вот этот вот точно на Кашапова работает. Вот. Он тоже в Турции. Ну, вот так вот. Я их уже как чувствую, если от Кашапова что-то несет, все, я их не уважаю уже. Это конченые люди, это понятно, короче. У них, они из той категории людей, которые хотят просто забрать власть. Я же вам один раз уже говорил об этом. Власть они хотят просто тупо забрать. Вот и все. Шунарга, меньше, блин, допустим, вот в моем понимании, да, ведь забрать власть мне нахрен не нужно. Вот в таком понимании. Но им нужно. Понимаете, это те волки, которые кашаповские братья. Они же на Набережных Челнах такие раньше, оказывается, бизнесы делали, мутили. Они, короче, хотят просто прорваться во власть. Они хотят просто владеть Татарстаном. Вот и все. Рулить везде. Из той категории. А в моем принципе этого вообще и не было, и я не хочу этого. Я хочу просто, чтобы Башкортостан или Татарстан уничтожил Москву. Вот моя задача вот стоит в этом. А потом уже Башкортостан или Татарстан развивать. Но без каких-то, именно захватов власти и так далее, нахрен. Просто контроль власти, да, базара нет, контроль власти. Почему? Чтобы наши дела не были напрасными. Если мы еще подавно Контугурга бара турган болсак, Башкортстан, Татарстан исеменнән Мәскәүне Себергә барар торган булсак, безнең задачабыз Башкортстанны һәм Татарстанны без уйлаган шәкелдә китерергә. Без уйлаган шәкелгә аларны, так сказать, буйсындырырга. Потому что, блядь, во власть придет дичь вот такая всякая кашаповская, блядь, и всякие нахуй хуеплеты в этом роде, блядь. Еще там один черт сидит там в Америке, блядь, еще этот хир какой-то, не помню, как его звали. Он что-то давно не вылазит. Вот, чтобы вот такие, дегенераты не пришли во власть, которые просто хотят захватить власть и, так сказать, они будут за татар тут топить, ну, вот это, да, но у них свои интересы, захват власти, свои интересы. У них нет той цели, чтобы народ жил хорошо и так далее. У них поверхностная эта цель. Это вот то же самое, что вот Мирзияев пришел после Каримова. Nima bo'ldi o'zbeklar bilan? Nimadir o'zgardimi? Yo'q, qutag'imda o'zgarmadi. Bunda да шулай yo'q. Bunda да шулай yo'q. Только одно можно нести с ними, одну войну, уничтожить Москву вместе. Если у них будет войска, подобие наших, уничтожить Москву, вот Шунаргагана они могут с нами идти. А вот уже когда во власть мы придем, мы с ними будем воевать. Вот мы с ними будем воевать, подобие вот такими кашаповыми. Почему? Потому что они хотят захватить власть. Они не хотят отдавать власть. Это из тех людей, это люди. Конечно, само собой, они до этого не доживут нахуй. Они уже старые. Но не в этом суть, а в том, что они могут оставить за собой тот же путь, который несут люди. И такие же долбоёбы потом придут после них. Вот этот тоже момент мы должны проследить, чтобы, так сказать, как я вам рассказывал, Башкортостанда Курултай боларга тиеш. Помните, я вам говорил, президент он будет никто, а будет решать какое-то собрание. Ну, типа Курултай, там, теге нәрсәләр, улы кешеләр, как этот, аксакалы будут решать, как раньше, жиен булачак и так далее, я вам рассказывал об этом. Вот примерно из этой категории. Поэтому у нас не должно быть такое, что, вот, допустим, президент, нахуй, все, он будет избираться 1000 раз, блядь. Не, ни хрена, блин. Он будет избираться, как я постоянно повторяюсь вам,
там 2 или в 3 года один раз. С каждого района Башкортостана с Татарстаном. А біздің районlar уже будут огромные, а дальше, допустим, до конца же мы к морю возьмем, и районы наши уже может объединять будем эти районы, и они станут, так сказать, большие, и оттуда будет выбираться свой округ, ну, так сказать, президент. Брил-Бу район выбирается, потом один день другой, вот так, короче. Каждый год с одного района не будет вылазить. Каждые 3 года вылазить будет с разных районов, ну, не районов, а областей Башкортостана. Вот примерно шулай. Президент слуга народа. Ага, манашу, вот именно. Поэтому президентларыбыз bizni shunaqa bo'lish kerak, чтобы xoliqona nima tanlarga tegish. Xoliqona должен выбирать. Никто не должен он tanlarga таким образом, что сам себя он поставил, вот как Путин. Бах, меняет Медведев, бах, Путин. Вот это не должно быть шахматное, блин. Пан или пропал. Он дебилмый. Будет выбираться каждый областей и все. Таким образом. Они как вот они Кашаповы там думают, что через Турцию они возьмут как бы Казань, вернут Татарстан и так далее. Нет, это дичи не должно быть. Не должно быть так. Брать только нужно внутри и, так сказать, с нашими путями. Вот нашими путями надо брать, чтобы мы не должны, так сказать, власть просто от Путина оторвать, умереть там еще и отдать другому долбоебу, какому диктатору, допустим, непонятному. А от Кашаповых можно все ожидать. Они могут и диктаторами быть, потому что мы не можем гарантировать, что у них в голове. Нам нужно конкретно это понимать. Диктатура Узбекистана для меня очень известная. Я вырос в этой ебучей диктатуре, можно сказать так, до 13 лет. Поэтому я знаю, что такое диктатура, и я не хочу, чтобы в Башкортостане и Татарстане была диктатура. Надо нормальных людей ставить туда. Контроль жесткий должен быть. Жесткий контроль прям. Поэтому, когда власть будет меняться, богатым вообще доступ закрыть нахрен Башкортостана и Татарстана. Вот эта шушера, которая сейчас будет как крысы бежать оттуда с тонущего корабля, богатые, которые сейчас эти Хабировская шваль, блядь, и Минихановская, оларны бірсін кетерге түгіл нахуй. Бүтінісіні оқшасын сыдырып қайтарып аларға, бүтінісіні оқшасын оларға керек. И бүтін оқшаны вернуть казни, их бештану в команду и кутинатив шагарага. Это минимум. А так, если у них будут жесткие косяки какие-то, всех сажать нахрен, блядь. Беспощадно сажать их всех. Пусть утрсанлар. Зинданда. Как ни за что вот посадили Юсуфа в свое время. Вот так же их будем сажать. Ну, за что-то. Я так считаю, потому что просто их, блядь, оставлять нельзя. Каждую эту шваль, которую у каждого, блядь, нефтяная качка, у каждого какой-то завод, блядь, Башкортостана, Татарстанда. Вот эти всякие содовые компании и так далее. Всех, блядь, расчленить нахрен. По группам и понять, кто что выполнял, сколько бабла угнал Башкортостан, Татарстаннан. И бүтін нәрсені топтырып, бүтін дүниядан топтырып, қайтартырға ол ақшаларын бүтінісін. Где что заныкнуто. Всяко в швейцарском банке есть счета, блядь, Хабирова с Минихановым. Это однозначно есть. Эти счета все найти и вернуть. Никто из Башкортостана с Татарстаном не уедет. Они особенно. У всех сажать. Хабирова засунуть с женой вместе. Миниханова тоже посадить. Вот и все. Всех, с кем, кто они мутили, мутки, всех сажать. И их вообще жалеть не надо. Шулайгана. По-другому никак. Потому что... еще самое главное, у них не должно быть статуса президента бывшего или там
Раиса и так далее в тюрьмах. Они одинаково должны будут сидеть по новой конституции Башкортостана с Татарстаном. Как обычные люди. Арестант, арестант. Все. Ушулай гана отырдырып сыкмей оларға привилегии бір нәрсеге берега түгел оларға, блядь. Потому что не заслужили они этого. Выживут, выживут нахуй. Не выживут нахуй, не выживут. Вот и все. Имеется в виду в тюрьме от безделия. Вот так вот. Ну, я так считаю, блядь. Может, это строго я говорю это, но суд вынесет решение так, как мы скажем, по ихнему делу. Потому что пока у нас Конституция будет писаться, это, мы им уже должны будем дать отворот-поворот. Не будут же они сидеть ждать, когда Конституция будет писаться, когда закончат написание Конституции. Шунарга, ну, что я хочу сказать. Наше движение, Башкортостан-Татарстан, движение должно быть не только из нас состоять. Внутри нас должны быть и ученые, и судьи, и, так сказать, юристы. Акыллы кешеләр дә безнең эшебездә булырга тиеш. Почему? Потому что эту власть нужно будет перестраивать. Мы же их как бы не будем нанимать, искать, ой, давайте наймем юриста, наймем этого. Нет. Когда будет разбой, блядь, полностью этой власти, нам, блядь, не до поисков будет. Поэтому они уже при нас должны быть. С нами должны автомат держать, с нами идти на Москву. Вот примерно так. А потом уже оттуда вернувшись, решать проблемы государства. Башкортостана, Татарстана государствосын аяққа бастырырга заново. Сосредотачиваться везде, начиная с медицины, заканчивая военными этими действиями, можно сказать так. Имеется в виду военными частями, десятого военда, блядь. Ну, военизировать, блядь, Башкортостан и Татарстан. Чтобы, когда-то в эфире я уже говорил, Башкортостан, блядь, Татарстан, әскерләре булырга тиеш. Аллахыда, отдельно. Башкортостан отдельно, Татарстан отдельно. И когда что-то будет происходить, не дай Аллах, уже после развала, все, после порядка, чтобы мы могли объединяться. Допустим, бах, кто-то Китай, допустим, напал, мы должны будем объединиться. Башкортостан, Татарстан, Казахстан, Бурятия, Якутия. Объединяемся и идем против Китая. Это я так просто пример привожу. Примерно вот так должно быть. У нас вот такая должна быть армия. Совместная. Бердәмлек булырга тиеш бездә. А не так, что, блядь, вот сейчас Палестину долбит, а все арабы аузын ачып утыралар, блядь, карап. Когда же замочат этих палестинцев, бедных людей, а? 3 елдан бирле бит инде аларны кикердәгеннән басалар постоянно. Не дают дышать, кушать не дают и так далее. Если уж чуть-чуть пример приведу Палестины. Поэтому мы должны брать с этих урок. Это опять-таки слово назидание. Для нас это назидание. Что, блядь, сугышлар ауыз ачып карап утыра торган булмаска тиеш бездә. Как кто-то мне в комментариях где-то кто-то сказал, тюрков бьют. Вот вы же мне постоянно пишете тюрки, да, мы тюрки. Вот когда бьют тюрков, другой тюрк, кто-то мне в комментариях что написал или кто, не должен смотреть, как его бьют, а должен защищать. Вот эту тактику мы должны будем вести, понимаете? Допустим, напало на какое-то государство, на кто-то, блядь, допустим, китайцы. Сразу как как где-то про кровь я читал, порезался и сразу защита идет, оккупирует рану, кровь и ставит охрану, чтобы другая кровь не вытекала, и он делает стену. И у нас то же самое должно быть. Допустим, бах, нападение в Уфу, да, от китайцев как-то проникает, или там в Казахстан. Сразу эвакуационная система должна ехать туда, лететь, блядь, и защиту ставить.
Вот так, а не как вот эти ебланы, нахуй, европейцы сейчас, блядь, прилетела Литву что-то, залетела туда, в Польшу что-то, и до сих пор сидят. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, вот этого не должно быть. Вот этого не должно быть, блядь, пизда. Прилетело куда-то что-то, не дай Аллах, да? Вообще, ну, вообще вам говорю я. Сразу мы нахуй должны идти туда. Ну, прилетать точно с Китая нам ничего не будет, конечно, они не ебанутые, нахуй, нападать на Казахстан, там, подавно потом независимый Башкортостан, Татарстан, они не ебанутые. Они знают, что отпор получат от, так сказать, бывших этих, так сказать, монгольское, татарское вот это иго, так сказать, блядь. Они историю точно знают, китайцы, они не ебанутые, не попрут на нас, не долбоебы они все-таки. Мы тоже такие же, как они, узкоглазые, если уж на то пошло. Но Мәскеуден удар келерге может. Вот наш удар может откуда появиться, блядь. Мәскеу сігіп ташлаганнан кейін времена пройдут, нас, может, не станет, и после нас Москва, когда очнется, там какой-то опять Иванушка-дурачок проснется и может пойти опять на Казань. Вот в этот момент мы не должны теперь, блядь, нахуй искать помощи в Турции и так далее. Понимаете, какую мысль уже наоборот пошла и складывается опять в пазл. Мына ушел вақытта уже, когда, не дай Аллах, кто-то придет на Казань или там на Башкортостан, мы уже должны быть вместе. Это означает, получается, кто-то пошел на Казань, башкортлар, казахлар, узбеклар, кыргызлар, таджиклар пришли на помощь. Кто-то пошел, допустим, в сторону Афганистана, Узбекистан. Поехали мы туда. Вот так должно быть, понимаете? Вот так. По-другому никак. Если мы это, блядь, через хуй будем вот так забивать, у нас опять будет дыра нахрен. Нас раздолбать за 5 секунд могут. Вот этот процесс ларна бізге нужно обдумывать сейчас уже, а не потом. Почему? Потому что Мәскеуге барага да бізге ярдәм керек было. Мына даже сейчас на поход на Москву нам нужна помощь. Как всегда я это говорю, Куандыкский коридор. Куандыкский коридор только можно проникнуть через Казахстан. Значит, нам нужна защита, поддержка с Казахстана. Я это с первых моих эфиров об этом говорил. Защита, поддержка и вход через Казахстан. Другого у нас варика нету вообще. И из Луны мы не можем прыгнуть, блядь, на Москву. Нет такого, блядь, возможности. Есть только один еще путь, но туда надо плыть. Через, блядь, нахрен попасть, блядь, через Норвегию, через Киркенес, вот этот Черкенес, оттуда, блядь, из севера спуститься, блядь, в этот Мурманск. Вот туда можем приплыть, блядь, на чем-то, блядь. Вот один способ еще есть, чпокнуть Москву. Но это уму непостижимый способ. Там, сука, подводная лодка ебанет нас сразу за 5 секунд. Там по воде нереально, блядь. Это тупая мысль даже моя. Вот сейчас пришла мысль сейчас, но это идиотизм полный. По воде воевать мы не можем. Это нужно, я не знаю, блядь, ассасином быть нахуй. Захватить подводную лодку у русских, блядь. Потом, блядь, его взорвать или там против Москвы использовать. Но это ебанизм полный. Сказочник я. Поэтому только по суше мы можем долбить на Москву, идти. И я считаю, что еще когда-то еще говорил об этом. Я думаю, блядь, он же, блядь, подумает только это восстание, как Салават Юлаев маленькими восстаниями делал. И в этот момент же явно Москва не долбила Уфу и Казань, блядь. Ой, блядь, нахуй не долбила же она. Ну и в то время не было, наверное, таких пушек долбить. И исходя от этого, сейчас-то есть пушки. Они могут с Москвы прямо по Уфе ебануть и по Казани ебануть. За 5 секунд могут уничтожить вообще, блядь, весь Татарстан с Башкортостаном. Ну, они же не долбоебы, они же будут думать, что они просто восстали.
и типа нужно утихомирить этих маленьких восставшихся народностей. Маленькую, скажут, точечку утихомирим. Поэтому долбить Башкортостан с Татарстаном они не будут, а будут долбить по нам. По нам будут долбить. Точечно нахуй. Всякими вот этими шахедами. Что понимать нужно, и если они это вкурят, что мы идем уже раз и навсегда, блядь, то они угандошат нахуй Башкортостан до Татарстана из-за злости. Из-за злости. Поэтому это не шуточная тема, о чем я говорю. И к этому нужно готовиться конкретно. Потому что все пусковые, блядь, хуевины у Путина, у пидораса под рукой. Он хоть куда может, блядь, сказать, хуякс направить могут. Все самолеты, вся хуйня. Шунарга, блядь, самый удобный вариант был бы Украина. Зайти через Украину, блядь, идти на Москву, как Пригожин. Самый хороший вариант это был бы. Но где этот ебучий вариант? Мы не можем, блядь, даже с украинцами договориться, сказать, что так-то, так-то, так-то. Киши юк, окша юк, оружие юк. Помните, я такие вопросы сколько пропускал через ТикТок, через это. Мне украинцы сколько писали. Нам самим, говорит, оружия не хватает. Откуда вам нахуй мы дадим оружие? Понимаете? На самом деле, да, у них оружия не хватает, блядь. Людей не хватает. Откуда нахрен они нам дадут оружие? Поэтому я считаю, нам еще нужно такой конструктивный такой создать момент людей, которые будут договариваться не только с Европой и с Америкой, а договариваться с арабами об оружии в долг по разъебу Москвы. Это может быть договор с Сирией. Иншаллах, может, Палестина к этому моменту что-то будет. Не знаю, Арабские Эмираты будут помогать или нет, неизвестно. Там Дубай, Мубай, неизвестно. Вот с ними нужно будет вести диалог. Вот какими у нас должны быть привилегии, а не Турция. Блядь, Турция, блядь. Если была Таргамбусау, Баларея, блядь. Поэтому вот эти все инициативы, моменты мы должны брать на себя. У нас должна быть мощная корпорация, блядь, по уничтожению Москвы. И чтобы у нас было со всех сторон, блядь, схвачено, чтоб сказали, допустим, такие люди должны быть у нас, договариваться, которые могут там, допустим, берем мы, у вас там какие-то истребители, допустим, вы нам даете, допустим, 10 истребителей, допустим, Арабские Эмираты нам дают в долг, написали в долг Башкортостан и Татарстандан, и все. Мы вот таким образом должны, блядь, работать, понимаете, блядь. Потом к ним подготовите людей, летчиков нормальных, и которые могут пойти уже на Москву, поддерживая нас, блядь, с воздуха. Вот примерно вот такая тема у нас должна работать. Это не так, что, блядь, сука, взял, блядь, какой-то деревянный автомат и пошел на Москву, блядь. Олай болмай. Да, самую главную роль, наверное, я думаю, играет, блядь, человеческий фактор именно. Люди, блядь, мне же вон тоже пишут, блядь, какие-то авантюры мне, блядь, постоянно вот мне говорят, типа, какой-то я авантюрист, блядь. Блядь, нахуй, да не авантюра, блядь. Здесь, блядь, конкретная жизнь, блядь. А дохнуть, нахуй, никому не хочется вот в этой игре. А вот в Украину идут, дохнут. Хер поймешь, блядь. Людей не понять, блядь. Поэтому, значит, нам чисто нужно, блядь, денежная сторона. Денежная сторона, которая нас обеспечит со всех сторон оружием. Чтобы мы потом тем самым могли закупить еще людей,
которые пойдут с нами. Людей тоже как оружие надо будет покупать за деньги, которым мы дадим это купленное оружие. Сейчас почитаем. Эрдоган тоже черт, автократ, исламом прикрывается. Вот я и говорю, я Эрдогану не верю. Он, блядь, мудак, вот если так подумать, блядь. Почему? Потому что в прошлом году я читал такую хуйню. 400 тысяч, говорит, армия у них. Я даже высказывался вам, читал про это раньше. 400 тысяч армия. 400 тысяч, блядь. По всей Европе хуй найдешь столько людей. 400 тысяч армия. Вооруженная армия. Сори. После этого как можно, блядь, 400 тысяч и бояться нахуй России, блядь. Ну шо, 400 тысяч армия, говорит, тоже, я думаю, 100 тысяч минимум может добавиться из Башкортостана, с Татарстана. Уже 500 тысяч. И она не может, блядь, помочь, блядь, независимости, блядь, наших республик. Да не хочет она. Вот главная цель. Не хочет, блядь. Она не хочет умирать, блядь. Имеется в виду Турция. Потому что скажет, нахуй мне, кто такие башкирты, кто такие татары вообще? Нахуй нам нужны, блядь? Мы вообще в Средиземном море, блядь, живем. Нахуй нам это Россия? Вот мысли у них какие. Поэтому ты только выражение такое, да, но это как бы не к месту, но тоже можно сопоставить. Bizda aytadilar, uzoqqa shop, yaqinda shoq, говорят. Это типа далеко бегай, а рядом как раз. Это означает, блядь, обращаться нужно к соседям, а не там 33 пизды километров ехать спросить, как Зеленский просит у американцев помощь. То же самое, блядь. Или там хуй, блядь, американцы, Трампы, блядь, всякие Буши, Муши долбили Ирак. Где Америка, где Ирак? Кому нахуй они мешали друг другу, блядь? Кто где находится, но воюет, блядь, миллион километров от себя. Хоть на Луне, блядь, с инопланетянами воюйте, блядь. Вот то же самое. Поэтому мораль этих людей, долбоебов, можно понять только одним моментом. Как Путину нужна, получается, так сказать, Украина, а Трампу нужен весь мир. Ну, имеется в виду, американскому народу нужен весь мир, блядь. Как и евреям, блядь. Евреи хотят и нахуй сесть, и рыбку съесть, и Украину хотят захватить, и Палестину хотят забрать, блядь. Еще, блядь, в России у них, блядь, еврейский автономный округ. Нахрен он им нужен, блядь, там где-то в Забайкалье, блядь. Возле Байкала, где-то там в ебенях. Во. Понимаете? Это, значит, называется, блядь, просто одним словом ненасытность этих евреев, яхудов этих, шайтанов. Вот эти люди и мутят эту всю дичь эту. И тут уже не поймешь, какой из них русский, какой из них яхуд, блядь. Не поймешь, блядь. Но мы точно, конечно, знаем, Зеленский яхуд. Но по его войне видно, что он убивает украинцев. Там же нет яхудов, которые служат. Там украинцы чистокровные. Вот он их мочит на этой войне. Уменьшает, так сказать, геноцид делает украинского народа. А у нас, нашего народа, Путин. Вот одно и то же, блин. Брат, ты читаешь намаз, да? Как с этим делом обстоят дела во Франции? Не трудно? Нет, альхамдулилля, проблем нету здесь. Просто мечеть проблема. Я сейчас в такой дыре живу, блядь. Мечети нету здесь. Может, есть где-то, искать надо. Ну, как бы на карте ты его не найдешь. Значит,
есть только молельные комнаты. А молельную комнату по карте не найдешь. Надо через кого-то узнать. А тут здесь такая территория, деревня, короче, одни французы, я как понял. И есть какие-то черные, но они непонятно. Может, они крестанутые, ну, не мусульмане. Как относишься к политике Азербайджана и лично Алиева? Я считаю, что он чисто на свое это работает и наслаждается своим тщеславием, но есть и плюс, он дает отпор Рашке. Не, Азеров я вписываю в турецкую систему. Они два брата-акробата. Вот, они похожи друг к другу. У них язык одинаковый. Вот, их трудно различить. Но они тоже другие нации. Их нельзя в одну гребенку ставить. Ну, почти одинаковые, блядь. Почти одинаковые. Просто, как сказать, азербайджанцы тоже рыночные идиоты, можно так сказать, конченые. Они любят рынок и так далее. Но не в этом даже мелочь это. Это их как бы, так сказать, жертвоприношение, да, так сказать, рынку. Ихняя, ну, такая слабость это. Но вот чтобы, блядь, помочь, блядь, независимости Башкортостана с Татарстаном, но я пока не вижу ихнюю вот эту такой вот это движение, я не вижу этого. Больше, наверное, идет это, знаете, вот за все время даже я не вижу их таких. В комментариях больше Казахстан, Узбекистан, там и таджиков нету тоже. Ну, иногда кыргызы есть. Все. Вот за все время я понимаю, вот какой контингент меня наблюдает. Это Казахстан и Узбекистан. Все. Вот я поэтому и говорю постоянно, что это самые ближние наши соседи. Вот как этот наш пророк говорил, не порти отношения с соседями. Вот это я на своем примере понял тоже. Не портить отношения с соседями. Почему? Потому что когда у тебя ничего не будет, ты куда будешь бежать? К соседу будешь бежать. А вот если сейчас пример вот приведу. Палестина, короче, бежала куда? К соседям. Кто им помог? Никто. Никто не может помочь Палестине. Туда бегут, сюда бегут. Людям помогают, базара нет. Но войной-то не могут помочь. Боятся. Боятся. Это двойной стандарт лицемерия. Как можно, допустим, что-то происходит, война, да, ведь, и ты куда-то бежишь к соседу. А этот сосед за тебя не может постоять. Он за себя не может постоять. Как можно так понять? Это, ну, это же тупизм. Ну, это даже вот, допустим, пример это. Бегут за тобой с ножом. И ты бежишь и встаешь за каким-то амбалом, допустим, или там за кем-то и защиту просишь. Что этот амбал даст себя убить этому маньяку и даст убить тебя тоже? Или он первый убежит? Ну, что-то не складывается же, да, ведь? Или я неправильно пример привел? И после этого Шумардан сам и думай, блядь, как так, блядь, Палестина бежала туда-сюда, просит помощи, блядь, там у кого только не просит помощи, и никто не помогает. Сколько людей қырылды, блядь, неше миллион киши өліп кетті шында. Уму непостижимо. И никто не помогает. Поэтому наша задача, я думаю, вот даже пример вот такой можно вот призадуматься над таким вопросом. Допустим, если бы война, ну вот когда Россия долбила Башкортостан с Татарстаном, какая-то часть башкортов воевала, когда, даже я читал, помните, Алтар-Батыра, в Казахстан бежали.
Если бы были бы казахи подобие, как сейчас в Сирии люди, в Сирии, говорю, в Палестине, вот так бы и сдохли бы все башкиры, там никто не остался бы после нашествия, блядь, русских, блядь. Понимаете? Получается, все-таки же есть у нас туганлык. Все-таки у нас по-другому, не как у арабов. Понимаете смысл? Вот в чем прикол здесь. Вот где различия можно приводить, даже столетние примеры приводить можно сейчас с Палестиной. А Палестине кто помог? Никто. Никто. Шунара, что я хочу сказать? Что Турция не будет нас защищать. Башкортостан и Татарстан Турции даром не нужен. Даром не нужен, потому что у них у себя проблем херово туча. Они нам 500 лет не помогали и не будут помогать. Пока у них не родился тот человек, который может помочь людям. У них нет его. Вот и все. Из-за этого я считаю, что бізге өзбектерге шанырға керек. Потолок там может какой-то процент Казахстаннан шыға, поможет. Какой-то процент Узбекистаннан келерге могутлар. А так никто не поможет. Поэтому будет это огромная российская война. Огромная. Это там чисто мы сами себя будем поддерживать, я думаю. Там буряты придут, там якуты придут, отсюда Кавказ, мы, Поволжье, Урал, Идел-Урал. Мына шулай ябырылып бүтініміз мына шулай уптым, илахым, пойдем на Москву. Только такой один способ есть. В кольцо сделать. Москву взять в кольцо. И морить голодом, блядь. Полгода хотя бы. Чтобы они, блядь, вспомнили нахуй. Этот, как там, Голодомор, блядь. Башкортостана и так далее. Поэтому Азербайджан, не знаю, от Турции он, если разрешение спросит, может, придет помогать. Сейчас единственный, кто дает реальный отпор Рашке, это Украина, красавчики, с его храбростью и смелостью. Да, порой у меня тоже эти мысли появляются, блядь, вот так посмотришь, вот так вот просто на мир посмотришь. Реально, прикиньте, столько людей умирает в Украине. Они уезжают. Вот я, как сегодня, я вам говорил, Харьков долбанули. Потом еще что-то долбанули. Никто не уезжает. Живут дальше. Считай, у меня этот братишка там ныкался по подвалам в Харькове. Учился в то время. Как он закончил, сейчас я не знаю. Сейчас где-то там тоже живет у бабушки. Бабушка Санхорой. Хорчик. Бабушка Хортаева уже. И никто никуда не хочет уезжать. Меня вот это удивляет. Я им 1000 раз сказал. Да вали оттуда, я говорю, блин. Что ты там живешь, я не могу понять. Нет, говорит, тут бабушка, тетя, туда-сюда. Я должен их смотреть, где. Они не уедут, где. Вот украинцы не хотят уезжать из дома. Им нахрен не сдалась эта Европа. Уехали чисто те, которые реально, ну, наверное, их город раздолбали. Или там что-то в этом роде. Или как я там, мобики уехали. Но только так. Я так думаю. А то орут там, вот, сбежали, уехали. Я считаю, что сбежали, уехали, и как-то вот вешать кому-то какой-то, блин, табу,
Я считаю это неправильно. Почему? Потому что у каждого дан Аллахом момент, сколько ему прожить. Получается, путь открывает Аллах, закрывает тоже Аллах Та'алям. Шунарга безге нужно понимать одну вещь, что хоть я считаю сбежал я всего лишь продлил свою жизнь. Я это вот сейчас так начал считать. Почему? Потому что я вам до этого тоже рассказывал, с сестрой давно не общался, я начал говорить недавно. Она говорит, вот так вспоминаю, говорит, в окопах сколько, говорит, сейчас лежат, в посадках лежат, гниют. Говорит, ей только дошло за 3 года. Прикиньте. Говорит, хорошо все-таки ты уехал, оказывается, говорит. А тут сейчас тоже, наверное, где-нибудь лежал бы, говорит, гнил бы. Понимаете? Поэтому бізге шул керек ме? Бізге шул соғыш керек ме? Yok бетінде. Как вспомнишь, что, блядь, там где-то в посадках лежит мой земляк из Башкортостана. Башкорт, татар. Или там с Татарстана кто-то лежит. Это уму непостижимо. Они уже все не вернутся. И кто это вот выбор сделал? Глупость ихняя. Ихняя глупость, я считаю. Почему? Потому что максимально, я думаю, нужно избегать таких моментов, где ты, к тебе не относится эта война. Но вот если пришло время идти на Москву, вот этот момент уже нужно брать. Вот этот момент мы должны уже соглашаться. Потому что тут уже решается наша территория против несправедливости. Была бы, допустим, какая-то справедливая война. Допустим, справедливая война, я считаю, 41-45. Но там тоже сейчас начали говорить о том, что там тоже забирали наших. Вот тут тоже какое-то разделение системы идет. Наших забирали. Конная артиллерия Башқұртстаннан барған менің Қортатайым. Оннан Өзбекстаннан барған Қортатайым. Ну, икisi de тірі қайтқанлар. Икisi de өлмеген. Чүнки Аллах Тәәләм ғұмыр берген оларға. Они вернулись и прожили. Дед узбек в 63 ушел, пайғамбарымыз Яшыда. Татар Қортатам в 94-м как раз я приехал потом зимой на похороны. Әнкей белән кайттык без Өзбекстаннан. Декабрь была зима. Я мелкий еще был, в 94-м, мне 9 лет. И помню, вот тогда меня из района в аул на санках вез старший дядя мой. Ну, не старший, третий, наоборот, да? И второй дядя, мамин брат. На санках меня везли. По очереди тащили меня. Ну, я мелкий. Ах, снега вот так там, Башкортостанда. И вот с района 5 километров возвращаться, 6 километров домой. И тащили меня на санках. Вот это я помню, вроде бы в это время было это. Встретили нас и на санках нас везли. И думаю, может, в другой момент так было это. Ну, короче, вот так. Вот мы приезжали на похороны. И считайте, в 86-м или 87-м дед умер, узбек, а в 94-м татар Қортатам. Исходя от этого, а он в армии был в 18 или 20 лет было, когда им. Считайте, он 20, если в 41-м война началась, минус 19 пусть будет, ну пусть минус 20. 1921 будет, да? Вот тех времен они рождения, где-то то ли 22-го, то ли 23-го года.
может 24-го года, наверное, 24-го года рождения, допустим, 18 лет. И тут, наверное, так же примерно. Вот по 18 лет их забрали всех. 18 лет на войну забрали. Понимаете? Ну, там, может, или 20 лет, я не знаю. Вот на войну забрали. И все шу сугуш біткенше 45-ке хатлы болғандар. Вернулись. И вот столько еще прожили. До 87-го или 86-го и до 94-го. Вот это и есть сенің язылғаның, как говорится. Поэтому я, наверное, созрел, наверное, идти на Москву. Я готов идти на Москву. Почему? Потому что мен Аллах Тағаламға шулай ынандым, ышандым, да ведь, что понял, что если мне суждено уйти, я уйду. Не суждено, я вернусь. Вот и все. Вот таким образом. На все воля Аллаха. Поэтому tavakkal Alloh degani durust ekanda. Biz tavakkal qilamiz, Alloh Taala располагать будет. Что нам лучше? Здесь или туда заберет? Поэтому страх, он, знаете, проходящая вещь. Но одна вещь во мне иногда страх бежит, когда вспоминаю этот нәрсекейні зират енді қабірні. Вот когда я вспоминаю могилу, вот это страх. Вот это пипец страх у меня. Вот этот страх я пока еще не думал, какой он. Как он будет выглядеть, я не знаю. Допустим, справа кто-то подойдет, да, диалер. Вот этот момент я не могу сейчас вспомнить имена их. Слева кто-то подойдет, спрашивать будет нас. Вот эти моменты для нас уже сказано это. И вот это и есть страх для меня. Вот это жесткий страх. Я думаю, я не знаю, как это вообще происходит. Но мы все будем узнавать это. Шундыхар, дуслар. Поэтому, так, месяц на меня 4 часа 18 минут уже. Я уже ТикТок не врубил, потому что он что-то не тянет. Будем тогда закрывать, наверное, Ялтык, потому что сагат 3. Соседи потом, чтобы завтра мозга не делали мне еще. Мен де бек әйбәт условиеда яшамын. Мында хужалар украинлар. И этот мында бар аларны карындашы. Мен алар менен чыгыша алмайапман. Больно нәрсекей, дерзкий. Мен гәп көтөрө алмай деген адаммын. Сөзүн көтөрө алмайм иногда. Гонит какую-то пургу, короче. Я уже сюда даже рассказывал это. Ну, короче, что-то произойдет, поэтому я не знаю, наверное, я буду съезжать отсюда в дальнейшем. Не знаю, что будет дальше. Короче, шундыхаль, короче. Кыйын, кеше белән яшәргә нык авыр. Короче, вот так вот. Не угодишь всем. Самый тяжелый вот такой момент. Очень хочу вернуться домой. Вот просто домой хочется вернуться. Потому что надоело вот это, блин. С чужими обитать, жить, общий язык находить. Это пиздец вам. Я вам скажу. Тяжело. Поэтому же я побыстрее мне стыдно, не стыдно, я уже спросил, чтобы может ли кто-нибудь помочь там мне этот казан сделать туда-сюда, потому что я хочу уйти нахрен, работать сам на себя и спокойно жить, потому что я сам на себя всегда работал, блядь, не могу с кем-то работать, оказывается. Но придется, если надо будет, придется, буду работать. А так,
Никому не советую с кем-то работать. Особенно в таких странах, где аллея, кошка с собакой ты, блядь. Потом еще начинаются такие моменты. Я же вам рассказывал, таких компаний какой-нибудь попадешь, узнают, что Россиядан, блядь, вообще мозгасыга башлыйлар. Вот это еще бесит меня, блядь. Вообще жестко бесит это вот это. Вот так вот. Они не понимают, я же им не могу сказать, я вот такой канал веду, блядь. Вон, посмотри мои каналы, блядь, я не против тебя там. Я же не буду каждому отчет давать, блядь, заебали уже. Миллион их тут. И вот, исходя от этого, Big Hour, блядь. Мен вам пример привел с армией, блядь. Гәп көтараман, бір көтараман, iki көтараман. Я уже на третий взрываюсь. Не могу, блядь, не могу нахуй. Пытаются, знаете, вот меня убивает одна вещь, блядь. Люди здесь до такой степени еще, особенно вот из этих контингентов, заморочены тем, что они думают, что мы же узбеки, ну, как бы, думают люди узбеки, там, татары или кто-то там. Мы, типа, думают, у них в голове, что мы чурки. Они думают так. Вот меня убивает это, и, типа, я их улавливаю, знаете, какими моментами? Короче, ол айта меня, өзіміздің тілді айтайын әлі. Вдруг ишетіп тұра. Ол айта меня былай. А сен білесің бе ішләттерге, дия. Типа, мына бұл холодильник дия, мына бұл микроволновка дия, мына бұл кофемашина дия. Сен білесің бе ішләттерге, дия. Я в ахуй, блядь. Человек мне это говорит в Париже. Это идиотизм, блядь. Мы чё, блядь, нахуй? До такой степени отсталые, что ли, в России, блядь? Или там в Узбекистане? И просто в ахуй. Это такую дичь нести, нахуй, нужно ведь, а, блядь? Вот такие вот люди даже есть тут, блядь. Я думаю, ну что ему ответить, блядь? Дерзко ответить? Или шапалак дать ему нахуй? И вот что, как ответить людям, да? Вот ебанизм полный, блядь. Люди в 21 веке живут. Я думаю, блядь, даже бабушка знает, что это такое. Пусть она не умеет пользоваться, но она знает об этом, что это такое. Ну, какая-то хуйня, скажет. Там обогреватель, то все. Но говорить, что ты знаешь, что это такое, блядь. Охуею, блядь. Поэтому у них почти одинаковый менталитет. Я что заметил, блядь. У них менталитет одинаковый. И нәрсәгә олар бір-бірі белән сугышадыр, блядь, тоже я не могу понять, нахуй. Они один черт, один народ, блядь. Крути, не крути, блядь. Прикиньте, блядь. Даже чөнки оларның мышлениесі одинаковое, блядь. И они думают умнее нас, блядь. Меня всегда вымораживало момент, я же с детства в России, блядь, вымораживал момент, блядь, русских, когда, ну, они меня узнавали, что я там узбек, с Узбекистана, или татарин, блядь, допустим. Ну, где-нибудь в такую сферу попадаешь, этим долбоебам русским, допустим. И они думают, что я какой-то тупой, блядь, нахуй. И типа ничего не знаю, не видел, блядь. Там кнопочные телефоны, заманындагы сөздерді сөйлеймін сізге. Ну, примерно, да? И они думают, люди, что все тупые, блядь. Я хуею, блядь, нахуй. Есть такие моменты, там, допустим, тупость в чем может заключаться? Ты не знаешь язык, блядь. Это уже как бы не избежать. Это твоя тупость. Не учил, не знаешь язык. Но когда ты им, блядь, на ихнем же языке, на русском объясняешь это, блядь, что это вот это, допустим, микроволновка, это нахуй телефон кнопочный, это сенсор, блядь, это лаборатория, это микроскоп, блядь. Блядь, мы не дауны, нахуй. И вот этот момент, блядь, меня вымораживал в России всегда, блядь. Они нас думают, что долбоёбы мы, блядь. Поэтому я к чему это, блядь? Всем советую, блядь, таким сразу или пизды давайте, или хороший шапалак давайте, и совет давайте, блядь. Чтобы они забыли, что
чтобы когда-нибудь произносили, что, или мысленно даже думали, что мы тупые, блядь. Вот этот момент и хочу донести. Потому что вот эти моменты меня уже заебали здесь, блядь. Вот эти унижения, блядь. Как бы пару слов, и ты уже улавливаешь от этих слов, что тебя пытаются унизить, нахуй. Типа, ты что, не знаешь, что ли? Ты что, не видел, что ли? Иногда так, как можно сказать, грубо, да, можно так ответить. Мен даже керек болса сен инаңның тишегін даже мен көргенмін уже, допустим, да? Как она вообще, какая она, блядь? О чем ты мне говоришь про какие-то вещи, блядь, там, это, нахуй, блядь. Может, я, допустим, Луну не видел, базара нет, блядь, вживую, блядь. Но вот эти вещи, я думаю, это, ну, я считаю, в 21 веке человеку говорить об этом и унижать его, я думаю, это тупость. Вот я вот это хочу сказать. Это полная тупость, блядь. Того человека, который тебе говорит об этом. Шуларга туганлар бізге нәрсе болса да нужно объединяться. Чтобы вот так вот всякая дичь, нахуй, нас не пыталась унизить. Не говорить, что, блядь, вот там узбеки тупые, или там татары, башкорты, аульские, вот как здесь овца какая-то пидораска, как это пишет же здесь, типа, что-то там пишет какую-то дичь. Вот так, вот этого чтоб не было. Машунды хальдуслар. Очень много тоже наблюдаю, блядь, видосы попадается, то и все, когда там листаешь что-то там в Ютубе или в ТикТоке, о том, что вот люди пытаются доносить всякими видосиками, уже доносят людям, что не надо быть такими, там, не надо быть такими не надо быть, допустим, не нужно быть нахуй альфонсами нахуй не нужно быть там, допустим, да, там, или геями не надо быть нахуй, там, или трансвеститами, или лесбиянками. Но это же очевидно, блядь, любой дурак знает, что это такое, да, ведь? Имеется в виду, да? Или там, как в Афганистане говорят, бачавазами не надо быть, блядь. Вот что-то в этом роде. Поэтому не давайте себя унижать. Вот мой вам этот мощный совет. Не давайте себя унижать. Мозги начинают ебать, особенно русский мир в России. Сразу шапалах, пизды давайте, не бойтесь, потому что вы не в армии, вы на гражданке, вы можете легко дать пизды. И ничего вам не будет. Вообще проблем нет. Базара нет, конечно. В России больно сейчас выебываться лучше не надо. Потому что, блядь, вас могут загребсти в армию, блядь. На войну, блядь. Обвинив вас в чем-то, хуй знает в чем, блядь. И вот так вот. Такие дела лучше не стоит делать. Но шапалах можно дать, если выебываются. Вот и все. Как я помню, рассказывал еще когда-то, как один узбек, таксист, короче, гонялся за одним дагестанцем. Хотел пизды дать ему. Потом они подрались. Жена убежала у дагестанца домой. Он тоже хотел убежать, но таксист не пустил, потому что они хотели муж с женой кинуть узбека на деньги. И это происходит при моих глазах в Москве. Район Чертаново. Ну, я там где-то жил. И в ахуе я сижу, блядь, стою, смотрю, блядь, мужики русские стоят. Вы что, не поделили, братья мусульмане, орут, вот уже идет унижение, короче. А эти два долбоеба, грубо говоря, гоняются за друг другом, и получается вот эта дичь. И потом кто-то потом что-то рассказывает, орут на друг друга. Ну, мы поняли, короче, что этот дагестанец кинул того узбека. А узбек не растерялся, вышел и пизды ему дал, и все. Просто, гонялся за ним, потом выцепил его. Деньги забрал или нет, я не знаю, но пизды ему дал, сел, потом уехал. А жена ему вынесла деньги или нет, я уже поставил, хотел разнять, но они похуй подрались, короче, расхуярили друг друга, грубо говоря.
как-то было так. Вернул или нет, я не помню, короче. Вот так. Но инцидент прям до сих пор помню, блядь, как происходило это, блядь. Они подъехали, дом вот так стоит, а я возле дома вот здесь стоял. Они подъехали, спустились и резко побежали вдвоем, блядь, в подъезд. И хотели быстро закрыть. А водитель успел, понял эту фишку, быстро побежал и дверь закрыл, короче. Какой-то из них забежал, жена забежала, а он нет. Вот это, короче, ну, короче, да, жена зашла, вроде бы, что такое, а он не дал ему зайти, и он бежать начал. Зимой еще это было, зимой пиздец, снег, вся хуйня, короче. Это кино пиздец, нахуй. Вот такая хуйня, да. Да хуя такой хуйни было у меня тоже, блядь. Поэтому надо понимать одну вещь. В первую очередь, наверное, друг друга не кидать. Вот как меня недавно кинули, блядь. Я так считаю, блядь. Кидать друг друга нельзя. Вот раз и навсегда надо решить эту проблему. Кидать своих братьев нельзя. Все. Да вообще никого кидать нельзя, блядь. Нахуй. Брат, не брат, похуй. Вообще никого не надо кидать, блядь. Нахуя кидать? Работаешь, ну, будь март. У нас узбекское слово есть март. Март это значит слово держащий. Мужик, значит, блядь. Будь мартом, чтобы ты мог держать свое слово. Допустим, ты взял работников, блядь, допустим, договорился за 1000 баксов, отдай ему 1000, нахуй. Не надо ему мельчить там 100, 200, 300, потом дам, потом завтра. Так хуйню не надо страдать, я считаю. Потому что это, во-первых, ты показываешь, что ты чмо, не он, блядь. И во-вторых, блядь, война будет, драка будет. Или, как я, блядь, хуй забьет и уйдет, блядь, вот так будет. Ну, на твоей совести останется вся эта хуйня. Поэтому в первую очередь друг друга кидать нельзя. Да и чужих тоже подавно. Вот так. Даже русских кидать не надо, нахуй. Я так считаю. Потому что, блядь, ну, как это, твоя совесть тут большую роль будет играть. Ты его кинешь, но твоя совесть будет запятнено, так сказать, пятно в твоей совести будет. Я так считаю. Плюс, самое главное, бояться надо, я думаю, харамных денег. И у меня тоже раньше, я всегда говорил это тоже, я думаю, иногда, блядь, я продавал ножи узбекские, и всегда считал, что я в ислам уже пришел, считал, что вот эти харамные деньги, я думаю. Я когда торговал ножами, и это как-то кухонные ножи, да, но все равно я считал, блядь, считаю, да, до сих пор, блядь, что я харамом занимался, блядь. Вот я так думаю, блядь. Но я торгаш был и торговал ножами тоже. Я считаю, что вот эту хуйню я сунул, блядь, так получилось. Я думаю, вот это грязные деньги, я думаю. Я зарабатывал в свое время. Самый такой, то, что я продавал, блядь. Запрещенные, так сказать, блядь. Ножи, блядь. Ну, узбекские ножи, блядь. Ну, если уж до такой степени мелочиться. А так, больше что-то я не продавал, блядь, хуже этого. Вот такая хуйня. Поэтому, что я хочу сказать. Главное, блядь, домой приносить халяльные деньги. Вот и все. Вот я пытаюсь заработать своим трудом. Пока не получается, короче. Люди, блядь, не додают зарплату, блядь, или что наебать хотят. Ну, короче, хуйня какая-то происходит, блядь. Сука. Хз, короче. А кто ворует, блядь, у них нормально получается, блядь. Кто хочет работать, не получается. Хрень какая-то. Вот так вот.
Да, Аллах разы болсын за эфир, береги себя, брат. Рахмат. Да, шаманизм у французов тоже присутствует. Да, у них тоже есть такая дичь. У норвежцев тоже была такая хрень. Норвежцы ненавидят российский паспорт. Вот первый раз, когда меня они вышвырнули из-за этого, они меня, короче, поймали и депортировали. Почему? Потому что у меня был российский паспорт. Они сказали, что мы ненавидим. И когда меня не посылали домой, они сказали: вы, говорит, едете к царю, говорит, к царю, а вы рабы, говорит. Мне, блядь, норвежец говорит так, блядь. Вы, говорит, рабы, а Путин, говорит, царь. Я в ахуе был, блядь. Мент мне это говорит, блядь. Мент норвежский. Ну, сейчас вспомнил я, блядь. Пиздец. Да, вот так и было. Меня посадили в аэропорту в наручниках. Засунули паспорта мои, блядь, отдали этому хую летчику. И я спустился в Москве. Поэтому самое большое вот это у меня сейчас, ну, главное, чтобы мне не вернуться туда. Это пиздец будет потом мне. Ну, считай, кабр эзелерге можно уже меня потом. Поэтому и мой возврат только с оружием на Москву. Все, другого варианта нету. Другого варианта нету. Только с оружием на Москву. В другом варианте я себя не вижу. Вот так вот. Шундай хал, дуслар. Давайте тогда Ялбабас и Сенцов. А то он-то уже что-то кешляр, камалы башлады. Вдруг мой голос громко слышно. Тишина же бешеная такая. Ничего, все спят. Тишина, завтра суббота. Точнее, сегодня суббота. Смертельная тишина, блядь, на улице. Это же деревня, нахуй. Тут нету шумных ничего. Дискотек, ничего нет. Шума нету. Машин нету. Вон что-то пролетело только и все. Проехало. Шундахаль. Ярар и Сансал. Как у меня будет момент, желание, поговорим еще. Какие-то темы я не стал пока говорить, потому что вот то, что что-то по Башкортостану, Татарстану я пока не увидел, что можно говорить. Потому что одно и то же говорить, тоже как бы это, я думаю, идиотизм будет. Так и так уже я постоянно об этом и говорю, блин, чтобы идти на Москву, и порой думаю тоже. Одно и то же это. Шулай. Ну, всем тоночока, хороших выходных. Аллах Та'алям пусть откроет нам всем кальб, душу нашу, да ведь? Чтобы мы могли уже осознавать, что нас, как говорится, реально обманывают, реально нас мучают. Вот это мы должны все понять и собираться уже на Москву. Все, вот наша задача собраться на Москву. Кровь из носа. А так, если мы не будем собираться, то получается и мы проживем свою жизнь. Вот мы в данный момент. И дети наши будут ни туда, ни сюда, короче. Не бельмеслер будет, как это. Они же говорят, русские. Потом ля-ля-ля-ля, только на русском будут говорить. Наши языки не будут. Мәктәпләр юк безнең, бер нәрсәбез юк безнең. Бер тоторыксыз халыкка әйләнгәнбез без. Тоторыгыбыз юк безнең. Мы такие неудачники, знаете, вот, которые не можем собраться и дать отпор. Вот какие-то вот такие мы, дебилы. Поэтому нам нужно выходить от этого.
нам надо выращивать в себе нормальных патриотов, а не каких-то идиотов. Понимаете? Вот патриотизм уятага керек. Башқұрт ішінде, татар ішінде. Шулай. И нельзя тут сравнивать там Чечен, Дагестан. Оларда да шундый дичь. Это просто ужас. Вот здесь я их встречаю порой иногда. А они вообще никчемные. Им по идее неинтересно. Даже власть Кадырова и так далее. Они живут беспечной жизнью. У них полная вот здесь своя жизнь такая, как будто бы они не чеченцы. И они не касаются Ичкерии. Вот в таком живут они. Поэтому как бы сравнивать их тоже нельзя. Если вы не сталкивались лично с ними, не сравнивайте. Харбер холок одинаковый. Манкурты — это манкурты. Все. Я это понял. И чечен манкурт есть, и Дагестан манкурт. Татар, башкорт одинаково. Все одинаково. Хоть где пусть они живут. Вот даже здесь живут, а из них может 5% может топить за свободу. 95% топят за личную жизнь всего лишь. Всего лишь. Им не нужно ни Россия, ни Чечня, ничего не надо. Они кайфуют здесь живут. Им ничего не надо. Поэтому не думайте то, что я за всех их ответил. Нет. Это уже проверено. Я им сколько людей встретил вопросами и так далее. Я их, так сказать, проверял, можно сказать. Пару вопросов, и оно уже дает о себе знать. Кто он, что он, зачем он. Вот и все. Люди живут здесь для своего счастья. Все. Им не волнует победа, их не волнует свобода и ничего. У них тоже уже люди всякие Шамили там в те времена, кто только не был, Мансуры. Все, прошли те. Ата-бабалары юг оларны. А эти выросли манкуртами. Так что от манкуртов и от наших, и от них не хуй ждать. Вот и все. Поэтому любите свою нацию. Возвышайте свою нацию. Любите свою нацию. И не надо там сравнивать чеченцев с башкортами, с татарами. Нихуя нету у них одинакового ничего. У каждого есть свои манкурты, кривые, косые, долбоебы. Вот и все. Поэтому максимально үзебізні халықны уятығыз. Вот и все. Другого варианта у нас нету. Нам нужно воевать, нам нужно просыпаться. Вот так вот. Поэтому, как это сказать можно? Вот. Я же в одном эфире вам же рассказывал, Короче, недавно работал с одним чуваком, вот где меня кинули. И там произошла одна херня. Вот с этими, так сказать, с молодым чеченцем. Он мне пишет ночью. Я это прикол расскажу уж. Как бы не из-за позора я это рассказываю, а из-за вахуи от того, что люди до такой степени, так сказать, могут опуститься. Но человек любит курить. Наша босс. Наша чекеда. И получилось так, нам же ездить нужно на машине. И шел машинада бетінде йөрүгә кирәк. И открываю, у каждого должна быть машина. Мин дә бит йөрдем 2 көн. Открываю, у него срач, где пассажир должен сидеть, Я взял, думаю, дай стряхну и помыл, Условия там есть помыть, было. Помыл, коврик постелил и сверху постелил кордон. Все. Потом мы поехали.
Я сел, потом через 5 минут выехали за забор, сказали остановиться, на заказ не ехать, а выгружать там что-то, помогать там во дворе. Мы вернулись через 5 минут. Все, я слез, все, ушли. Ночью где-то 12 ночи, мне пишет СМС. Типа, ты не видел там этот 50 евро? Не понял, я говорю, блядь. Ну, я так не написал, я просто отправил такой смайлик, восклицательный, ну, такой, типа, вахуй. Такой смайлик есть же, желтый. Я его отправил. И все, дальше спать лег. Утром просыпаюсь, через какое-то время там же написано ночью. Ну ладно, ты нашел, да? Ладно, завтра я у тебя заберу. Ни ответа, ни хуя, блядь, я ему не писал. Он говорит, ладно, завтра заберу. Чё ты заберешь завтра, блядь? И на следующий день он, оказывается, требует у начальника, можно я приеду увидеться с Рустамом, можно я приеду увидеться? Ну, приедь, увидеться. И приехал, мы также работаем, выгружаем, загружаем. И пришел разговор такой. Ну что там, дашь, дай мне 50 евро? Я говорю, какие 50 евро? Ну, которые у меня там вчера ты нашел. Что я нашел? Где я нашел, блядь? Ну, говорит, у меня в машине. Ты что, ебанутый? Я говорю, блядь. Потом у меня такой, ну, вы же знаете Кавказ. А что ты так разговариваешь? Я говорю, я как хочу, так и разговариваю. Я говорю, я говорю, блядь, во-первых, ответь мне на один вопрос, я говорю. А там этот отец стоит и хозяина. Отец стоит и мы вместе работаем. И хозяин работы стоит, короче. Игорь вот этот, который меня кинул на деньги. И у него работник еще такой ебанутый. Пиздец. Он мне говорит, и он мне вот это при всех и говорит, ну что, нашел, да вернешь? Я говорю, ну ладно, когда заработаешь, тогда вернешь. Я говорю, стоп, я говорю, вопрос тебе сейчас задам. Ты, ответь мне, я говорю, ты во мне крысу увидел? Я ему сказал, ты что, во мне крысу увидел? Я ему вопрос такой задал, блядь. Я говорю, что за хуйня, я говорю, блядь. Ты во мне, я говорю, блядь, крысу видел, ты мне ответь просто, я говорю. Он вот такой, блядь, ну, чечен бетінде псих, блядь, өзенчайында. Об машину бьет вот так рукой, танк, вот так, блядь. Давай поговорим. Вот это, короче, вот так. Давай, говорит, поговорим. Я говорю, ну давай поговорим. Я в ахуе просто. Я говорю, давай поговорим. Я говорю, ты мне ответь просто, ты во мне крысу увидел или что? А что ты мне такие вопросы задаешь, говорит. Ну, я говорю, ты мне ответь. Говорит, не смог ответить. Ну, я говорю, ну вот, после этого я говорю, не нужно задавать 2 дня человека, ты знаешь, блядь? Ну, на самом деле, я его не знаю, блядь. 2 дня его знаю, блядь. Работает он там грузчиком. Я говорю, блядь, в 2 дня ты меня знаешь, и ты мне такой вопрос задаешь. Кто тебе нахуй, я говорю, разрешал, блядь, общаться так, блядь? Кто ты нахуй, я говорю, блядь, после этого? Он вообще уже психанул, петушарится там, блядь, пиздец ему, пиздец, драться хочется. И тут, блядь, прыгает между нами уже этот отец, этот хозяин, отец, блядь, разъединяет. Все, заебали, нахуй, успокойтесь, короче. Но он не закончил разговор. Но я тоже так же настоял на своем, блядь. Я говорю, хуйней не майтесь, я говорю. Во-первых, за вот этот, во мне в крысу увидел, ты не ответил. Во-вторых, никогда нахуй, я говорю, не гони людям нахуй, что у тебя в машине что-то проебалось, и он спиздил. Вот, я много не говорил ему, блядь, я в ахуе просто был, что люди готовы, чтобы анашу курнуть, повесить нахуй на тебя какие-то полтинники, блядь, которых, блядь, я в глаза не видел нахуй.
Потом возникает вопрос, я ему говорю, какого хуя, допустим, я говорю, у тебя деньги там, а чё ты их, блядь, там ставишь? Какого хуя ты деньги там ставишь? Он говорит, моя машина. Ну и ладно, если твоя машина, значит, в твоей машине ничего не должно проебываться. И не надо вешать это на всех, на каждого, блядь, кто там сел, блядь. Может, после меня кто-то сидел. Ебу, с кем ты ездил еще. Вот такая вот хуйня была, блядь. И просто был в ахуе от всего этого, блядь. Потом, через какое-то время мы его успокоили, нахуй. Вроде он успокоился. Он знает, что он сам виноват, блядь. Хуйню несет, блядь. И потом говорит, ты, говорит, плов, да, умеешь готовить? Давай приготовим плов, говорит. Через какое-то время он остыл уже. Наверное, вот это гашиш закончился у него в голове. И он говорит, что, ну, давай приготовим. Пиздец, я говорю, блядь. Вот такие вот люди. Мне просто убивает другое, нахуй. Что люди до такой степени, нахуй, не ценят, блядь, дружбу других людей, когда им общаешься, с ними общаешься по-человечески, они еще на тебя пытаются что-то повесить, думают, что перед тобой лох, блядь. Мне вот это вымораживает. Поэтому я к чему это я говорю, что быдлость и терпимость, нахуй, у каждого может быть, у каждого. Но чтобы искоренить его, нахуй, искоренить от себя, блядь, нужно жить честно. Если ты честный, не крыса, то, блядь, Аллах Та'аля тебя защитит в любом случае. Это раз. И во-вторых, ты сам себя тоже можешь окларга. Вот такие вот быдло ебанутые на тебя не будут вешать 50 евро, нахуй, которых хую вообще их не было, блядь. Почему я это на весь эфир говорю? Почему? Потому что я просто вспомнил, блядь, об этой нации, что люди, оказывается, не лучше наших, не лучше нас. И не надо преувеличивать, что вот они, блядь, воевали, они победили, не победили. Хуйня это все нахуй. Быдло, блядь, остается быдлом, манкурт остается манкуртом, крыса остается крысой. Поэтому башқұрт татарда бір жері кәм түгел Чеченнен, Дагестаннан, бір кәміміз yok Қазақтан, Өзбектен, әрбіріміздің шундый ук хақымыз бар. Просто воспитайте в себе вот это, так сказать, открытый кальп, открытое сердце, дух и так далее. И не надо быть этими, вот этими, блядь, манкуртами, которые топят за Россию. Вот и все. А такие вот дичи, которые живут здесь, становятся вот такими странными людьми, которые могут даже на тебя повесить, кинуть тебя за деньги, то все. Вот хуйней занимаются люди. Вот и все. Не понимая, что ты не по этой теме здесь. Я здесь не по этой теме. Я здесь просто переживаю своей жизни, спасая себя в данный момент. И тем самым иду, как говорится, с таким путем, который, блядь, ну, не могу сказать, Аллах Та'алям берді дейді, ну, который я выбрал за независимость Башкортостана и Татарстана. Все. Вот я так думаю. Потому что люди, живя здесь, даже этим не занимаются. Сколько я людей увидел, никто ничем этим не занимается. А вот хуйней вот так страдать, блядь, они могут заниматься. Курить, бухать и вешать на тебя какую-то дичь еще. Вот шубай. Поэтому не будем давайте вот такими, блядь, опущенными, нахуй, блядь, за полтинник, нахуй, не будем вешать на кого-то груз, которого вообще и не было. И будем более, так сказать, уважительно относиться друг к другу. А не будем чмурьем, блядь, которые, блядь, удавятся за полтинник там, или там как тут Игорь, блядь, кинет, блядь, тебя за 150 евро, короче, не доплатил, допустим, да, по моим подсчетам грубым. А так я работал 8 дней полных, а оплатили мне только за 3 дня.
А 5 дней, блядь, он схавал, короче. Вот и все. Шундыхаль. Еще работник у него хороший, блядь. Полтинник требует у меня. Haligi o'zbeklarni gapi bor. Yemagan somsaga pul to'lataman deydi bular, блядь. Men yemaganman u somsani. Я не видел в самсушке там, блядь. Хотели с меня взять, блядь, за самсу, блядь. Ну, тупые. Поэтому, туганлары, давайте, когда, может, это будет более неправильный пример, но когда вам придет такое Башкортостанда, Татарстанда, блядь, пойдешь на войну за 200 тысяч убивать украинцев, давайте уже будьте мужиками, начните отказываться, начните нахуй хуй забивать на это дело. Говорите, идите нахуй, я никуда не пойду. Если вы уж не можете так делать, то убегайте в другую страну, выезжайте. Вот и все. Давайте будем заканчивать тогда. Исансал, смешно рассказываешь. Ну да, блядь. Да потому что мне самому смешно, блядь. Как вспомню вот такие ебанутые моменты здесь вообще. Кора нахуй. Кора мочишь, блядь. Я же в тот раз рассказывал, как было, блядь, со мной. Как я очки проебал. Это же мои новые очки. Альхамдулилля. А те мои, блядь, сука, дорогие очки ебанули вот сюда. На висок ебанули брусом, блядь, мне. На работе. Висок, блядь, ебанули мне. Пиздец, нахуй, охуел. От удара очки улетели куда-то вот так целиковым. Я не знаю, куда они делись. Очки сыгрып каткан. Таба алмадык таги, блядь. И кетті барды нахуй, блядь. Сука. 10 мыңға болған бұл очкины, блядь. В свое время, блядь. А теперь вот такие дали. Ну, что поделаешь. Дареному козе, блядь, не смотрят, как говорится. Пойдет инда. Ну, просто обидно, что, блядь, айтам бит инда, вот люди косячат где-то и не хотят платить. А, еще один пример расскажу-то, и все на этом. Как раз насчет косяков. Один русский, короче, в Германии, в 2017 году мне рассказывали. Ну, мы вместе на работу попали. Я на работе был один раз охранником. Короче, меня охраны взяли. Там амбалы такие, а я такой стою. И, короче, и этот тоже спортсмен, короче, русский, короче. Этот немецкий русский, короче, немец русский. И вот он, короче, на дискотеке тоже был охранником. Это охранники по вызову были. Частные охранники, короче. И поехал, короче, охранять дискотеку. А там какой-то быдло напал на девушку, что-то ла-ла-ла-ла-ла. Местный кто-то, или русский, или немец. Хуй какой-то. И он его приложил, короче, пизды дал ему. А он накатал ментовку. И все. Этот мент, в Германии все выписал ему штраф 5000 евро. И в кредит его вогнало. Ну, в кредит платит, ну как кредит. И все ему платят нахуй за 5000. И в то время ему повесили на несколько лет 5000 евро. Платят каждый месяц там за то, что он ему пизды дал, грубо там 300 евро в месяц или там 100 евро в месяц. Вот такая хуйня была. Поэтому здесь и пизды давать нельзя. Повесят нахуй бабки, блядь. Вот и все. Лучше, блядь, за эти 5000 можно столько автоматов может купить, блядь, против Москвы, блядь. Так что вот так вот. Ему, да, пиздец, штрафы, блядь, долбоёбские. Шундыхаль. Вы говорите, уезжать в другую страну, вы приютите? Ну, и если вы первый раз сюда заезжаете, то государство приютит вас сюда, беженцам. Проблем нет. Лучше я тоже беженец, блядь. Только я уже, блядь, самостоятельно беженец. Живу вот какой-то этой коптерки армейской. Лучше в тюрьме отсидеть, чем на войну ехать. Ну, не говорите, блядь. Ну, отсидеть, не отсидеть, лучше съебаться уж.
потому что про тюрьму лучше нахуй. Потому что я тюрьму, блядь, и врагу не пожелаю. Тюрьма это последний этап, наверное, жизни. Почему? Потому что в тюрьме теряешь жизнь в заточении. Это во всем понимании это. А в бегах ты хоть свободный, но тоже чувствуешь себя как в тюрьме. Но зато ты свободен. А в тюрьме ты в очень узком кругу. И очень тяжело это преодолеть. Почему? Потому что или ты там становишься нормальным, или становишься долбоебом. Там два варианта. Другого нету. Поэтому я не посоветую никому. И плюс, допустим, разные тюрьмы есть. Особенно в российской лучше вообще не попадать. Даже в Европе, блядь, есть хуёвые тюрьмы. Допустим, жрачка там один раз в день. Вот один раз в день пожрать, блядь, дают. Все. Хоть как хочешь, нахуй, до следующего дня ты должен вытерпеть, блядь. Охуеть можно просто от голода, блядь. Просто охуеть можно, как хотелось жрать. Бывает такое тоже. Поэтому я не советую нахуй в тюрьму сидеть. Лучше сваливать. И тихо жить нормально. Вот и все. И вообще не понимаю, блядь, как такие тюрьмы, блядь, один раз жрать, блядь, в день. Это охуеть можно. Один раз в день, блядь, жрать, блядь. А когда человек бездельничает, когда ничего не делает, вообще жрать охота нахуй. Это пиздец нахуй. Вот от безделья жрать охота. Вот не знаю, кто это проверял или нет. Это пиздец нахуй. Так что никому не советую, блядь. Кто такой, блядь, всю жизнь сидели? Не всю жизнь, блядь, не дай бог всю жизнь сидеть, блядь. Если всю жизнь сидеть, блядь, нахуй я бы здесь не сидел бы, наверное. Поэтому я и говорю, что душману своему не пожелаю, блядь, сидеть в тюрьмах. Никому, нахуй, лучше не сидите, блядь. Это я вам так пример просто рассказал. Не думайте, что, блядь, я там заядлый тюремщик, блядь. Блядь. Где он сидел, в какой стране? В Дойчланде. Поэтому, блядь. Ну, хотите, ладно, давайте басни Крылова расскажу чуть-чуть об этом тоже. Опять-таки, было дело, блядь, с узкожопыми, блядь. Ебануться, блядь. Узкожопые пидорасы. Как мне мозги выебли там, блядь. Типа, говорит, нахуй. Чё ты не идешь, говорит, нахуй, блядь, воевать, блядь. Хуй ты, говорит, приехал, блядь. Нихуя себе, я говорю, блядь. Иди сам нахуй, я говорю, блядь. А пизды-то там давать нельзя. А мочкануть тоже нельзя, нахуй. Заточку тоже нельзя, блядь. Там, сука, сухой закон во всем, блядь. И он, этот пидорас, мне говорит, ну, выводит меня, да, на эту тему, на истерику. Говорит, хуй ты, говорит, приперся, блядь. Я говорю, пошел нахуй, я говорю, кто ты нахуй мне указывает, почему я уехал, блядь, из Рашки, блядь, пидорашки этой. И он мне такой дичь несет. Ну, немецкий, русский гандон, блядь, какой-то. С Ростова, блядь, уебок какой-то. Как его, Жека его звали, блядь. Такой дрыщ, нахуй, худой гандон, наркоман, блядь. С утра каждый день, блядь, получал этот, блядь, дозу свою, блядь, бесплатную. Государство ему выписало, блядь. Эта доза стоит хуево туча в месяц, нахуй. Какую-то дичь получал. Вот такие дичи живут там, блядь, нахуй. Что, нормально люди живут, что ли? А до этого, блядь, было дело, что еще с одним грузином, блядь. Грузин тоже ебан, блядь, был. Наркоман, блядь. Об стенку лез, нахуй. Об стенку лез, блядь, и рассказывал такую дичь мне, типа, блядь, его что-то кушает, короче. И астагфируллах, блядь. Он рассказывает мне такую дичь, типа, говорит,
меня кусает что-то, блядь, говорит, блядь. Он мне рассказывает такую хуйню ночью. У меня, говорит, кусает что-то, представь, говорит, блядь. И он об стенку лез нахуй. И каждый день долбил, дайте мне жрать, мне жрать хочется. И долбил, блядь, спать не давал, нахуй, сука, блядь. На карантине вообще затрахал, блядь. Уёбок пиздец был, блядь. Конченый, блядь. Психбольница, короче, конкретная, нахуй, блядь. И потом еще один хуй был, блядь, с Литвы, блядь. Литва, с Риги, блядь, тоже русский. Гнида пиздец, нахуй. Такое чувство, блядь. Все, нахуй, любят Путина, но живут в Европе. Вот это вот явность, это, блядь. Это не пиздеж, блядь. Это чистейшие, блядь, русские пидорасы, блядь. Живут в Европе, любят Путина, блядь. Ну и пиздуй тогда Кремль, нахуй, живи там. Какого хуя ты, блядь, живешь в Литве, Латвии, блядь. Сидишь в Германии, блядь. Вот это я не могу понять, блядь. Вот эти уебки. Тоже наркоманы, блядь. Конченые наркоманы. Там, блядь, руки, муки, все конченые у них там, блядь, сука, я в ахуе над ними был, блядь. И они еще такие культурные наркоманы, культурные, которые эту дозу получают утром. Утром дозу получают они. А я охуевал просто, блядь, охуевал. Курмаганны курдымен да аузына сыгим, блядь. И просто в ахуе. Да, были времена такие тоже. Я только когда приехал, такая дичь произошла. Пошел сдаваться, блядь, а меня засунули, короче, блядь. Пошел сдаваться, блядь. Беженство, меня засунули, сука, в Арсентик. Вот там я увидел этих долбоебов. Ну, пиздец, кино было, блядь. Ну, альхамдулилля, выжил, выжил. Ну, я их, блядь, конечно, ушатал бы, блядь, этих наркоманов, конечно, мне похуй было. Я же от мобилизации сбежал, мне то пизды вообще, что происходило бы. Особенно, блядь, меня убивала, блядь, кухня ихняя, блядь. Короче, могу рассказать даже систему, даже всю эту систему. Короче, один раз питание, один раз. Чё, хоть уебись нахуй. На подносах вот так носят нахуй. Каждый день тебе стучатся, заносят на подносах, дают тебе. Все вот на подносе, то, что есть, хочешь, оставь на потом, блядь. Хочешь, сразу сожри, блядь. Хоть на 10 порций, похуй, блядь. И вот первую неделю я не понимал, кушал и чуть-чуть оставлял. Хуяс, нахуй, просыпаюсь, нету, нахуй, ничего. Этот грузин сожрал, блядь, все. Сука. Потом попал с этим, как это, блядь. Самый охуенный там попался только мне араб. Араб, охуенный мусульманин. В рот ебись, блядь. Как сядет, мусульманом становится. Выйдет не мусульман. Ну, зато знает, весь Коран знает. Вот с ним только я хорошо провел время, блядь. Охуенно было. Чувак, конкретно мусульманин, вместе читали намаз. Вместе, короче, кайф. А этот Жека пидорас, нацист, блядь. Русский нацист, гандон, блядь. Ебучий. Мне мозга ебал. Хуй ты, говорит, читаешь намаз, блядь. Нихуя ты, кто ты такой, нахуй, блядь. И что, я буду читать или нет, блядь. Принципиально читал, нахуй. Принципиально. У меня джай намаз был. Я брал этот коврик. Я говорил, ну что-то я стелил там, короче, блядь. Что-то было у меня стелить. И читал намаз в наглую, блядь, в камере. И он мне мозга ебал, хуй ты читаешь. Пошел нахуй. Пошел нахуй, блядь. Читаю я или нет, блядь. Ну, вот такой заеб был, пиздец заеб был, блядь. Ну, я понял, короче, его поставили как стукача, короче, ко мне, блядь. И он стучал, блядь. Стучал власти, блядь. Ну, как местной власти. Кто я, чего я, блядь, нахуй. Ну, под меня делали меня. Потому что он же немецкий хуй, блядь. Гражданин Германии, блядь. Ну, что я могу сказать еще? Тюрьмы здесь люксовые, короче. Вот вы, кто там доебался до моей комнаты? Это... там люкс. Там, блядь, апартаменты, нахуй, блядь. Сидишь, блядь, хуй не дуешь. Телек есть, блядь.
все есть нахуй. Но только шконки двухэтажные. Хочешь вверх, хочешь вниз, спишь, короче. Выбираешь. Туалет, душ есть. Что еще надо, блядь, нахуй? В Норвегии еще лучше было. В Норвегии охуенно вообще было. В Норвегии одиночки. Второго нету. Только один. А здесь по два. В Германии принципиально по два. Вот такая хуйня, короче. Днем выходишь, блядь, в футбол играть, волейбол или что-то. Но я не выходил. У меня был стресс, нахуй, блядь. Пизду. Я вообще не понимал, зачем сижу, блядь, сука. Я нихуя не понимал, зачем сижу. Были времена такие, да. Вот такие дела, да, товарищи. Поэтому здесь, блядь, как это, блядь, непонятно за что можешь сесть, нахуй. За то, что, блядь, наркоту продаешь здесь, не сажают, блядь. А если, блядь, просто границу перешел, блядь, сажают, нахуй. Ебанизм, блядь, какой-то, блядь. Есть свой ебанизм. Ну, Германию я ненавижу уже, блядь, после всего этого. Германия охуевшая, блядь. Вот от Рашки ничем не отличается она. Вроде бы ты думаешь, есть там гуманизм какой-то. Да нихуя, блядь. Нихуя. Государство та же система. Она одинаковая везде. Поэтому я вам и говорю, что Башкортостан, блядь, Татарстан система сменить нахуй на 360 градусов. Сделать человеческое государство. Нормальное, блядь. А не кукушное. За то, что он ничего не сделал, сажать людей нельзя. Просто так. Надо конкретно, если он убийца, маньяк, блядь, посадить можно. А не за то, что нихуя не сделал, нахуй сажать, блядь. Вот ебанутые страны вот такие не должны быть вообще в приоритете в написании нашего Конституции и Кодекса, нахуй, нового. От российской дичи вообще избавиться, нахуй. От российской Конституции и Кодекса ничего не должно вообще, блядь, отражать даже наша Конституция Башкортостана и Татарстана. Лучше не сидите, но логично, как бы. Надо не совершать преступление. Преступление вообще не надо совершать, и можешь сесть, блядь. Такое тоже бывает, оказывается. Да, в Русне вообще нельзя сидеть, не то что, блядь, в Европе, блядь. В Европе, блядь, в Европе, допустим, грузины, еще украинцы, русские садятся зимой в тюрьмы погреться, короче. Вот у них такой лозунг, блядь. У них такая хуйня. Они зимой сидят. Летом, блядь, шароебятся. Зимой сидят. У них система такая здесь, отработанная уже. Зачем ты уехала из России? Я-то от мобилизации уехал. Сравнил бы тюряшку, блядь. Да мне, блядь, российской армии хватило 2 года. Хули. Ничем не отличается от тюрьмы, блядь. Одинаково. Да, а как так получается, и что им само государство дает наркоту? Это в каком вот вселенной такое? Да, в Германии вот так. Вот я не могу вспомнить, вот какой-то анаболик. Вот что это, как называется это? Не могу вспомнить. Ну, короче, тюбик им дают утром, каждый день в 6 утра. Хуякс, ебанули. И до следующего дня они тихие такие ходят. Нормальные. Какая-то дичь, как я забыл это название. Но я не из этих людей. Мне похуй, блядь, на эту вещь. Ну, как-то называется. Типа жидкая хуйня, короче. У нас
В Казахстане чем тупее, тем больше по жизни шансов. Ну и катакбасом нужно быть. У нас население ровно себя чувствует. Как омовение брал там. Телефон, нет, своего телефона нету. Омовение брал. Там есть туалет, душ, все есть. Охуенно там. А, душ был, блядь. Здесь был душ отдельно. А там душ был... здесь общий был, блядь. А там был этот... в комнате. Та же система, но просто побогаче. Актыбе, салам. Не, астафируллах. Я же говорю, в тюрьмах лучше никому не быть. Я вам скажу, хоть где нахуй. Хоть где будьте, лучше не быть. Это в первую очередь убивание своего времени. Вот. Бесполезное времяпровождение. Вообще бесполезное. Но это тоже, наверное, предписано просто. Я считаю это так. Предписано. Потому что туда люди попадают одни по собственному желанию, а другие, не зная, попадают. Как бы не при делах попадают. Такое тоже бывает, оказывается. Вообще не при делах и попадаешь. А попадаешь туда, особенно в ебучих этих всяких Германиях, помню, блядь, Беларусь, 13 лет назад что-то сделал, его засунули. 13 лет назад что-то сделал, штраф какой-то за это. Опомнились, не стерлась база, его косяк какой-то там. С машиной, что ли, что-то такое, блядь. 13 лет назад. И все, его засунули. Вот такая хуйня, блядь. Потом еще одного хуя, я помню. Серб вроде бы, из Сербии. Везде на улице нахуй нарисовал этот, блядь, смайлики, ну вот это, как, сука, по стенам нарисовал, пидорас. Долбоёб. Ему нахуй, блядь, сука, я в ахуе. То ли, блядь, 60 тысяч нахуй. Граффити, да, граффити нарисовал. То ли 60 тысяч евро, блядь. То ли что-то до хуя 50 тысяч евро, что ли. Повесили на него, блядь, штраф, блядь. И вот за это он сидел там, блядь. В день у него минусуется, сказали, блядь, 30 евро в день минус у него. И тогда мы посчитали, да хуя будет сидеть, короче. То ли нахуй год, блядь, 2 будет сидеть, короче. Вот так посчитали мы, блядь. На пару лет, короче, будет сидеть. Если есть деньги, отдашь, выйдешь. Нет денег, сидишь. Такая хуйня. Тупизм полный, блядь. Вахуй. А с одной стороны, может, это выгодно им, блядь. Ну, он тоже не знал. Заебенил всю систему, блядь. Ему прилетело нахуй. Тупизм. Так что вот так. И еще эти сидели. Алканавты. Это уже Жека сам рассказывал мне. Вот эти, говорит, блядь, алкаши, которые воруют чекушки в магазине. Там в год, допустим, 10-20 наворовали. Их поймали. Штрафанули. И вот за эту хуйню они сидят. Допустим, год они воруют. Потом, блядь, их вычисляют. Потом через какое-то время их ловят. Уже заебали, говорят. Уже на последнем, допустим, на 11-й ходке их ловят. Говорят, ага, лимит превышен. Иди нахуй посиди. И сажают. И потом они сидят за то, что бухали, воровали. За это сидят. И потом выходят.
Вот такая хуйня. А сами они бомжи. Бомжи с улицы. Бомжи с улицы, нахуй. Я в ахуе, блядь. Пиздец в ахуе был, блядь. А по национальности русский. С русский, с Россией мы, говорит. А паспорта немецкие. Но бомжи. Алейкум ассалам. Да, пиздец нахуй. Нет, это только в Германии так. Германия такая ебанутая нахуй. Я же говорю, арабы, кто только не был, рассказывали. Блять, говорит, арабы это пиздец нахуй, это пиздец. Везде. И вот они рассказывали, короче, помню, блять, в Бельгии мне рассказывают. Мы, говорит, нахуй грабим, блять, этих местных, говорит, за то, что мстим, говорит, блять. Мы мстим, говорит, местным, грабим их за то, что они, блять, Алжир и Марокко долбили. Вот за это мы мстим, говорит, грабим их, блять. Вот вчера только в Facebook я увидел, блять. Потом эту группу я удалил нахуй. В Меце, город Мец тут есть. Идет, короче, женщина, и спереди еще двое идут. И подбегает через дорогу, просто подбегает через дорогу какой-то араб, вырывает у нее телефон, она падает, падает, и он убегает, блядь. Потом прибегает еще один хуй, он тоже почему-то убегает, за ним гонятся люди. Ну, короче, спиздили просто с рук, оторвали, вот так прям. Она идет, оторвали телефон, нахуй, и убежали. Все, пиздец, все. И она осталась плакать там, лежа на земле. Все. И это сняла видеокамера. Все. Все, пропал телефон. Ну, вот такие долбоёбы потом садятся в тюрьму. Но это смешно, блядь. И вот они говорят, что мы, говорит, ебашим этих туристов всяких, говорит, блядь, в Европе за то, что мы мстим за это. А потом размышляешь, сидишь, блядь, думаешь, это все отмазка, я говорю, блядь, нахуй. Это месть, не месть, это не месть, я говорю, а ваша просто лень, нахуй. Вы, пидорасы, лентяи, блядь, арабы, блядь, не хотят работать. И вот это из-за этого, блядь, они грабят людей, блядь, вот и все, это лень, нахуй. И вот потом вот тоже был один чувак, нормальный был, может он в тюрьме нормально становится. Вот он рассказывает одну хуйню, как он грабил, блядь. Заходим, говорит, нахуй, откуда-то берут пушку, заходим, говорит, кассу открывай, в любой магазин, они секут какой-то магазин, кассу открывай, и налик только забирают. Где есть наличные магазины, заходят и забирают наличку. В целый вот этот касса-аппарат вытаскивают, говорят, высыпай, и забирают. И вот на такой теме они работают. И очень, говорит, хорошо зарабатываем. Очень хорошо, говорит. Одна ходка может быть там 10 тысяч евро, там 20 тысяч евро. Пиздец, короче. Я говорю, вот ебанутые люди, блядь. Не хотят работать, блядь, суки. Не хотят. И вот такие люди и очерняют, блядь, нормальный народ. Свой народ, свой арабский народ. После этого, блядь, что скажешь, нахуй? Хуеплеты, блядь, полная, блядь. Вот так вот. Поэтому здесь, что я вам хочу сказать, блядь. Такой хуйней страдать нахуй. Там нам нельзя. Башкортостан, Татарстанда подавно. Нам четко нужно будет прописать вот такую хуйню, блядь, как под статью, под кодекс, нахуй, так сказать, криминальное чтиво, нахуй, что, блядь, нахуй, грабежи, блядь, вся эта хуйня должна конкретно, блядь, должна пресекаться, чтобы у людей, у башкортов и татар не было даже в голове, блядь, нахуй, этой хуйней страдать, блядь, как арабы. Вот и все. Вот такая вот жесткая задача должна стоять.
отбить нахуй у людей мысль воровать. А воровство почему выходит? Из-за того, что, блядь, у людей нету благополучного, блядь, работы, денег, блядь, семьи и так далее. Потом. Поэтому, чтобы было это все, государство должно помогать людям. Зарплаты хорошие, работа хорошая, рабочие места хорошие. И не меньше 2000 евро зарплата должна быть в Башкортостане, Татарстане, не меньше. Только так. Но я об этом уже вам говорил раньше. Что такие дела? Да, это неправильно. Зачем мстить? Спрос будет в следующей жизни. Ну вот я и говорю. Пособие как можно получить, как беженец, или такого нет. Ну, пособие дают 200 евро. Можно, приезжаешь и получаешь, пособие дают. Потом через какое-то время выкидывают тебя. Не дают ничего. Лувр недавно ограбили за 7 минут. Ну, пиздец, сейчас везде это приколы, реклама показывают. Везде эти видосики, блядь, заебали. Вот тоже ебанизм. Нахуя ограбили? Ну, это явно заказное хуйня, блядь. Я думаю, Лувр, знаете, заказной, знаете, кто это сделал? Макрон сам сделал. Вот эти дичи сами они сделали, это заказное. Потому что, блядь, нахуя кому это надо? Из Лувра вот эта дичь, кому она нужна нахуй? Плюс еще одна корона упала, раздавили ее, сломали. Одну уже проебали по дороге. Это уже, блядь, минус заказ. Поэтому я думаю, это было сделано просто так, чтобы, ну, хайп поднять. Ой-ой-ой, блядь. И удержать, блядь, систему Макрона. Удержать Макарона этого, блядь. Вот я так только думаю, блядь. Потому что какой нахуй, кому этот нахуй Лувр срался, блядь, кому он нахуй нужен? Ну, конечно, есть, говорят, какие-то ебанутые, помешанные на всяких картинах, блядь, и на всякой этой хуйне, блядь. Ну, блядь, я думаю, блядь, ну, как-то не сходится то, что кому-то это надо было нахуй, блядь. Я так думаю, блядь. Коллекционер, не коллекционер, это просто тупо афера, сделанная государством, чтобы кого-то очернить или что-то вот за этим будет следовать, я так думаю. Это чисто мои мысли. Как это дичь, как этот рязанский сахар, короче, поняли? Из этой темы, блядь. Или там, блядь, как это, блядь, ебанули эти таджики, блядь. Подставная хуйня. Норд-Ост, блядь, или чё, блядь? Нет, до этого, после этого. Ну, дичь вот это, блядь, с кинотеатром, блядь. Это такая же хуйня, короче. Торговым центром, блядь. Я так думаю, надо же какой-то хайп поднять, блядь. Кипиш поднять. Вот такая хуйня. А ты чё, Башкортостан с Татарстаном отделил от России уже? Да, блядь, я его уже отделил давно в уме. Только осталось, блядь, начертить на карте теперь. 88 лямов большие как бы деньги. От Лекалова. Ну, хуй его знает. Большие, небольшие, блядь, но тут, блядь, удержание Макрона, мне кажется, дороже стоит, чем, блядь, эти 88 лямов. Я так думаю, просто это мысль моя, как бы, наблюдая вот эту хуйню. Потому что Макрона же ненавидят. А, считай, если такая хуйня сейчас произошла, или наоборот его заебенить сделали, или наоборот он сделал, чтобы остаться. Вот я так думаю, потому что это дороже, блядь, власть дороже, чем эти 88 лямов. Потому что кто идет на власть, это конченые люди, по идее, блядь, во всех странах.
Это помешанный вот Трамп. Сколько пытался, блядь, потом встал, потом убрали, потом опять пытался, опять встал нахуй, блядь. Его в жопу ебли уже. Все равно президентом стал. Как понять, да, можно? А потому что, блядь, им это азарт. Это азарт у них не деньги им нужны. Что, Трампу деньги нужны? Нахуй ему деньги нужны? Ему не нужны деньги. Это кайф. Вот Путину что, деньги нужны? Нет, блядь. Кайф это, блядь, кайф. Они уже властные наркоманы, блядь. Им как это бухнуть, блядь, типа того. Поэтому им, блядь, не хочется отдавать власть. Это долбоебы, которые, блядь, ну, как цари себя ведут, блядь. Как вот царь. Трон не хотят отдавать. Мое, блядь. Ну, вот такая хуйня, блядь. Крокус, ну, блядь, крокус ебаный, блядь. Вот это такая же хуйня, блядь, рязанский сахар, крокус, блядь. А тут нахуй макарон учредил, блядь, сука, подливу нахуй. С луром, блядь. И вот и все. Так что хуй с ним, блядь. Нам, блядь, хорохолока похуй вообще, блядь, по идее, блядь. Нам какая разница, блядь, что там они сделали, блядь. Кого ограбили, что ограбили, блядь. Блядь, французы как жили, блядь, так и живут. Им похуй, блядь. Это как это, блядь, моя хата с краю, блядь. Нам похуй вообще. А я бы, допустим, здесь бы поборолся бы по нищете. Допустим, по Парижу, да, допустим. Если помните, в прошлом году, когда чемпионат был, или позапрошлом, выселяли, блядь, бомжей, блядь, за Париж, потом опять они приперлись. Сейчас то же самое, нахуй. Один черт. Я думаю, блядь, насчет бомжей. Всегда думал. Я еще говорил, блядь, надо избавляться от бомжей. Я вам показывал еще ролики, выкладывал, как где-то там что, в ТикТоке. Сколько бомжей там спят на улице. Лучше научиться, блядь, нахуй. В Франции нужно одной теме. Или этих бомжей научиться отправлять домой, или им здесь находить работу и строить для них социальные дома. И когда я прошелся по Франции, я думал, она вся такая забитая, заселенная. Нихуя. Нихуя. Столько мест пустых, блядь, нахуй. И заброшек до хрена. Чего только нету. Блядь, там могли бы жить люди. Столько, блядь, богатства здесь. Неизведанных земель, полей, блядь. Земли хуево туча, блядь. Я думал, Франция такая маленькая от России. Нихуя себе маленькая, блядь. Тут заебешься всю Францию заселять людьми, блядь. Короче говоря, нужно просто заселять людей в нормальные дома и давать им работу. Любую похуй работу, блядь, заставить нахуй. Не хотят депортировать пизду, блядь, всех. Вот и все. Только так жестко, блядь. Особенно жестко проводить эту селекцию нахуй над африканцами и арабами, чтобы они не охуевали здесь. Вот и все. Они как бы неплохие, но охуели уже. Перебор уже, перешли все рамки, блядь, расслабились. Вот типа того. И это не нацизм, блядь, с моей стороны, а это адекватность того, что я вижу. Помочь им надо, чтобы они, блядь, не жили на улице в палатках, а жили в жилье, платили за коммуналку сами и ходили каждый день на работу. Ну, грубо говоря, сделать, блядь, так сказать, блядь, и этот честные, так сказать, трудовые эти не концлагеря, блядь, ну, имеется в виду, как лагеря, только, блядь, такие, что социально низкому населению, чтобы они поднялись нахуй и вошли в нормальное общество. Они бомжовали, блядь. Вот я так думаю. Потому что наш пророк Мухаммад Пайгамбарымыз всегда боролся нищетой, рабством. А эти уёбки создали рабство здесь.
посреди Парижа, блядь, нахуй. Хуйню какую-то создали, блядь, где эти лоботрясы без работы где-то там живут, что-то делают, на улице спят. Это дичь какая-то, блядь. Даже вот, если меня взять, тоже вот, грубо говоря, российский бомж, блядь. Ни работы, ни хуя в данный момент. То же самое, блядь. Поэтому я считаю, что нужно начинать, блядь, очищать улицы, давая им жилье и работу. Все, вот только так. И потом начнут мне говорить, а работы им самим нету, блядь. Базара нету. Но, блядь, на ту работу француз не пойдет, а эти пошли бы. Дешевая рабочая сила вот у них на руках. Они, дебилы, их держат в скитаниях, бомжуют и воруют потом. Что тут происходит? Какая-то дичь. Лучше бы работали они, как люди нормальные. И все. Вот так вот. Угу. Ну, давай. Готовится митингу. Первое место в Европе по площади после Украины. Но в Казахстане поместится 5 Франции. Вот. Да, Казахстан огромный. Ну, давай. Если что, закидывай мне в Телеграм. В Телеграм, что происходило, митинги. Закидывай в Телеграм. Видосики. Босния граница. Хорватия граница. Ну, короче, мои телеграммы. Туда видео закидывай. С митинга. Все, давайте. Пока. Танащука. Максимально репост. Всем спасибо за эфир. И сенсал. Закрываем. Был я с вами 5 часов 35 минут. Сидел. Все. Спокойной ночи.